Так, раз, два, три, раз, два, три. Проверка связи. Вроде бы нормально слышно. Можно еще поближе чуть даже сделать. Вот так, наверное. Да, можно прям так, наверное. Так. Ребят, всем доброго утра. Вот сегодня я свеж, бодр. Только проснулся, ну, типа 1,5 часа назад, поэтому сегодня прям все очень круто. В отличие от вчерашнего дня, вот можете оценить мое состояние, как бы, да, когда вчера после обеда я просто был выжат как лимон, и вот сейчас прям максимально все круто. Напишите в чатик плюс, если слышно хорошо, и будем начинать тогда. Вот, короче, кайф. Правда, завтрак я не нашел, к сожалению. В Китае вот проблема с завтраками, ну, по крайней мере, я не нашел, короче, вот. Но заказал себе фрукты нарезанные, вот, буду их постепенно, наверное, перекусывать, ну, чтобы как-то продержаться. Давай чуть-чуть так сделаем. Отлично, отлично. Так, читаю быстренько чатик, и мы идем, ребят, разрабатывать наше приложение. Так, собственно, про бан я сказал, ребят, я буду банить всех, кого захочу банить, как бы, и у нас политика очень жесткая на канале, вот, поэтому не нравится, пожалуйста, есть другие каналы, как бы, вот, я стараюсь не для того, чтобы кому-то нравится, да, постоянно, я стараюсь для того, чтобы нравиться кругу людей, которым нравятся реально большие проекты, и нравится вот какой-то мой заряд, моя энергия. Если человек, ну, начинает писать какую-то чушь, вот, то я вправе отправить его в бан без объяснения причины. Вот, поэтому вот этот парень, кто-то другой, да, и смотри, ну, если в чате будешь это писать, я тебя забаню. Вот. Как, в принципе, и другой твой аккаунт, поэтому будь внимателен. Да, вот UA Today правильно писал, что, ну, я баню, если негатив. Любого формата негатив, я сейчас вначале расскажу, дальше не буду про это говорить, отвлекаться. Любого формат негатив я сразу баню. Вот. Вдруг что-то там вы сказали там про меня, про какой-то наш проект, условно, про какой-то интенсив и так далее. Именно в плохом ключе, да, именно то, что не является правдой, то, что полный обман, как бы, да, и введение людей в заблуждение, то я сразу же отправляю в бан. Вот. И все сразу вот хейтеры должны понимать, что прежде чем писать свой комментарий, сначала сядьте сами, попробуйте разработать тот проект, который я сделал на видео, и если вы его разработали, только тогда я смогу говорить с вами на равных. Пока вы не разработали похожий проект, мы с вами на равных говорить не можем, потому что вы изначально уже уровня ниже, чем я. Поэтому, ну, смысла здесь не о чем разговаривать. Так, Макс, привет. UA Today, кстати, ребят, я вас знаю, ну, вы часто приходите на стрим, вчера тоже были. Я вообще удивлен, что вы так рано встали, на самом деле. Спасибо, UA Today, очень приятно. Так. Да, доброй ночи, ребята. У вас там вечер уже, наверное, точнее, ночь. Так. Vue на Next лучше, React на Next. Нет, в смысле, это вопрос предпочтения просто одно и то же, в принципе. Ну, плюс-минус, понятное дело, есть какие-то различия. Где берешь макеты для сайта? На сайте Dribble, и я сам стараюсь лепить, как я и рассказывал в ролике на канале, стараюсь лепить сам из своего визуала в голове. То есть я беру какой-то дизайн на Dribble, но он там обычно идет неполный, вот, и мне нужно его из нескольких частей скрепить. То есть я там беру хедер, там беру там сайдбар, там беру корзину условно, ну и как-то это совмещаю, скажем так. То есть вот, к примеру, вот этот сайт, который мы сейчас делаем, да, вот этот Amazon 2.0, вот, то есть, смотрите, что у меня получилось, да, в итоге, вот такая штука примерно. Да, вот, ну, там другие страницы есть также, да. При этом какие были референсы? Референс был такой, референс был такой, референс был вот такой вообще. То есть, ну, прям по кусочкам собирал, вот такая страничка логина вообще была. То есть, ну, собирая прям по кусочку, вот такая страничка вообще, карточка товара была. То есть, собирая прям по кусочкам, как видите. Вот, и какая-то получится общая картина. Честно признаюсь, вот этот дизайн, он достаточно простенький. То есть он мне напоминает дизайн, когда у меня была своя веб-студия. У нас обращалась к нам компания, ее называлась она как-то, я не помню, как называлась. Занималась она полиграфией, или как, полиграфия же, правильно, да? Когда печать там на всяких листовках и так далее. Вот, и у них такой же был дизайн. Вот мне не нравится дизайн оранжевого цвета, честно признаюсь. Но если бы мы от этого ушли, то это был бы уже не Amazon по факту. Поэтому в этом проекте оставим, вот, но на будущее проекты будут еще красивее. Так. Так, привет. Так, ну все, я, собственно, да, буду блокировать ряд, потому что не хочу. Не, модератор у меня был, ребят, но он, к сожалению, меня предал, поэтому начал раздавать там потом в чате бесплатный доступ всем в вип-чат. Короче, модератора больше нет. Да, спасибо, мастер, большое. Что думаешь о тильде? О тильде, ребят, ну, очень крутой инструмент для быстрого сбора сайта для продаж чего-либо.
Очень подходит для инфо-цыган, то есть которые там продают свои курсы. Ты взял на тильде, слепил конструктор, и у тебя все работает. Вот. Ну, то есть для тех людей, которые не хочешь писать код, называется ноу-код приложение, то почему бы и нет. Все, ребят, мы начинаем. Мы начинаем, собственно, сегодня такая ламповая атмосфера, я прям... сейчас музычку включу еще, чтобы вам было чуть покомфортнее. Да, чуть музычку подрубим. Кстати, этот канал, ребят, рекомендую послезавтра, вообще кайф полный. Вот, вечерком смотрел. Так, вот такую музычку подрублю. Что-то там поигрывать немного. Может, чуть-чуть погромче. Вот так примерно. Ну и так, короче, пусть будет. Так, все, пошло. Так, отлично. Я для себя ее выключу, потому что этот... Да я вообще офигел от онлайна, ребят. Привет, Андрей. Я сейчас в Китае, ребят. Все, начинаем. Смотрите, правила стрима мы помним, да, то есть я отвлекаюсь только в промежутках, вот, а так фигачим проекты, рассказываю, собственно, про реализацию интересных моментов, вот. Я на самом деле сразу говорю, что, опять же, это не идеальная версия приложения на новом Next. Да, почему так? Потому что он вышел недавно на новый Next, да, и я еще не успел его пощупать, ну, полностью, скажем так. То есть я его успел так, ну, немножечко, да, вот ощутить там на этом проекте, на другом проекте, то есть это еще мало. Это маленькая выборка, маленький опыт, и поэтому какие-то решения могут казаться, точнее, в будущем могут казаться неправильными. И это нормальная история, потому что, ну, мы только с ней знакомимся, с этой библиотечкой, скажем так, да, с новой версией. Поэтому имейте в виду, что некоторые решения могут быть не идеальны. Вот. Но на то у вас есть как бы своя голова, да, и вы можете постепенно сами улучшать, повышать свой уровень, скажем так. Вот, это просто такой небольшой дисклеймер, что вы просто имели в виду, что могут быть такие моменты, потому что, честно, я сам еще не уверен, правильно ли я делал в некоторых моментах. То есть, возможно, с точки зрения оптимизации, ну, то есть это нужно тестировать. Вот я сейчас буду делать свой проект на Next, и на таких больших проектах это легко тестируется. То есть ты сразу находишь все ошибки и минусы своей там структуры и так далее. Поэтому такой небольшой дисклеймер. Так, а мы продолжаем, ребят. Так. Давайте вспомним, о чем мы вчера закончили. Мы вчера с вами закончили на том... Так, сейчас. Ага, мы разбирались с вами вчера вообще с клиентом и с серверными компонентами. Да. Я, на самом деле, за кадром сегодня утром, когда проснулся, я еще немного изучил информацию, чтобы как-то лучше донести ее для вас. Смотрите, Next.js, значит, client component. Так, а вы клавиатуру не слышите, да? Все нормально. Окей. Client. Она прям громкая, на самом деле. Client. Или давайте подожди сейчас. У меня руки еще не распечатались немного, ребят. Сервер компонент. Что-то сейчас руки немножко еще только проснулись. Так, значит, смотрим сюда. Я хочу показать вам картинку. Да, вот картинка есть, смотрите. И, значит, фиолетовые — это серверные компоненты, а синие — это клиент-компоненты, то есть компоненты, которые выполняются на клиентской части. То есть, ну ладно, я не буду писать, что клиентская часть, думаю, так понятно. Собственно, что мы имеем? То есть, условно, в чем прикол, да, нового Next? В том, что работает абсолютно по-другому, нежели раньше. Раньше мы могли сделать серверный компонент, и он мог обрабатывать спокойно useState. Прям вообще без проблем. Ты мог в useState прокинуть данные с сервера, которые к тебе приходят, там, с помощью static props'ов, допустим, да, и спокойно их использовать, без каких-либо проблем. А теперь же статика немножко иначе, то есть не статика, а вот этот вот серверный компонент немножко иначе работает. По факту теперь серверный компонент, он не поддерживает, вот я не знаю, можно внизу будет описано или нет? Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот эту статью, ребят, мне нужно было прочитать вот еще давно. Я что-то как-то не знал, что у них есть такая статья. Я вот наткнулся буквально утром сегодня. Не показывает, к сожалению. Короче, смысл в том, что это по факту, если ты не используешь клиент-компоненты, а просто делаешь серверный компонент, это прям чистой воды статика. У тебя 0 JavaScript кода. То есть все происходит на серваке. На серваке произошло, а тебе дается лишь статика, HTML, CSS, все. И это, конечно, огромное преимущество с точки зрения оптимизации, то есть у тебя скорость загрузки возрастает просто, ну, в разы. У тебя сайт прям, ну, летать начинает. Но для нас есть определенный нюанс. А нюанс заключается в том, что у нас очень много провайдеров, ребят. А провайдеры, они требуют себе клиентского компонента. То есть, про что я говорю? Тот же самый Redux, да, он не работает на сервере, скажем так. То есть, как бы он работает, но нужно ставить прослойку тогда, и с этим еще нужно смотреть, да, я не знаю, вот тот же самый Next Redux Wrapper, они его сделали под новый Next или еще нет, короче, это точно не в этом уроке будет. Но в будущем я про это расскажу обязательно в следующих проектах.
Вот, как видим здесь, да, у нас, допустим, navbar — это чистой воды статика, sidebar тоже чистой воды статика, то есть подгрузили там условно там данные сервака, там менюшку и так далее. Если мы говорим про контентную часть, тоже статика, но при этом кнопки, поиск и так далее, это является клиентскими компонентами. То есть все, что требует от нас каких-то действий, условно, да, то есть кнопки, к примеру, каких-то там выполнений задач каких-то на клиентской части, то, ну, событий каких-то и так далее, то есть это все происходит на клиентской части, это является клиентскими компонентами. Здесь вот такая очень тонкая грань, на самом деле, ребят, потому что, ну, как бы хочется, конечно, в идеале, чтобы все было, ну, быстро, круто и так далее, но если так делать, тогда нам придется прям вот такие разбивать все на маленькие компоненты, и маленькие компоненты делать уже клиентскими, да, чтобы у нас это все плюс-минус нормально, стабильно работало. Вот, как видите, да, здесь пример. То есть, смотрите, раньше мы... Сейчас, ребят, немножко теории, и будем продолжать уже. Вот раньше, к примеру, у нас было... Да, я думаю, камера нормальная, ладно, не буду переживать. Это у меня тут в голове идеальная картинка. Так, то есть до использования useClient, да, у нас вот layout.js был такой, mobile nav такой был. Так, сейчас посмотрим, что здесь за пример такой странный. Fancy use toggle. Так. Что ты хочешь? Я не понимаю этот пример. Тут немножко тут стрелками намудрили что-то. Ну, типа, я понял, что это не будет работать. Потому что, ну, да, про что я вам сказал, да, то есть все useState и useEffect, они работать не будут. Даже useState, да, который, казалось бы, раньше работал на серверной части. То есть такой момент. Ну, вот здесь можно, можно все изучить, смотрите. Подгрузка данных на сервере, доступ к бэкэнд ресурсам напрямую на сервере. Что еще у нас там идет? Потом keep sensitive information on the server access token, API case, вот тоже на сервере все происходит, keep large dependence. Я, может быть, в будущем, ребят, сниму ролик по авторизации, опять же, если лайки наберем под этим роликом, там, не знаю, 1500, там, 2000 лайков, что-нибудь такое, то я сниму отдельный ролик по сложной авторизации, возможно, который я разработаю, потому что, опять же, это новый Next, и нужно под него делать новую авторизацию, то есть, скорее всего, она будет серверная уже в этом случае. Ну, опять же, нужно смотреть, как оно будет все работать. Значит, оставляем, видите, large dependencies, большие библиотеки, условно, на сервере, и малая часть отправляется на клиентскую часть. Касаемо клиентских компонентов, они работают совсем иначе. То есть это интерактивность, это слушатели, про что я вам сказал, да, там при клике, при изменении поля, допустим, все различные жизненный цикл хуки, это, допустим, там useState, useReducer, useEffect и так далее, только на клиентских компонентах работает. Браузер only API тоже только на клиенте, это идет речь про... Ну, типа там history push, к примеру, про path-name различные, про буфер обмена скопировать и так далее. Все, что касаемо window, оно все только на клиенте работает. Кастомные хуки, которые зависят от стейта, эффектов и браузер-only API. То есть, насколько я понимаю, ребят, мы с вами можем делать свои кастомные хуки, и если мы их не будем основывать на других хуках, ну это полный бред на самом деле, ну возможно тогда нам потребуется, то можно так делать, вот. Причем вы сами видели вчера на примере вот здесь, да, то есть если мы рассмотрим вот page, да, мы можем, если мы используем с вами вот полноценный серверный компонент, то мы можем прям внутри него делать спокойно, он будет синхронным, во-первых, во-вторых, можно прям здесь сделать запросы к серверу, и это прям вообще без проблем каких-либо, то есть это полноценная обычная функция. И в конце интересный пункт, что если вы используете React классы, классовые компоненты, которые были раньше, помните, еще где-то года 2 назад, наверное, вот, то там только клиентские компоненты. Почему? Потому что классовые компоненты, они все включают как раз жизненные циклы. Вот, то есть у вас там, я забыл, как нужно, component mount, допустим, там component didn't mount, или как там, я уже забыл, ребят, так давно уже было. Вот, и тут разбираться паттерны, короче, я вам искренне рекомендую статью лучше прочитать, изучить, я скину в чат. Так, я скидываю сюда. В чате вам вот реально рекомендую прочитать все это дело, изучить. Вот, чтобы вы просто понимание у вас было, да, как это все работает. Ну, это так, на домашнее задание, скажем так. Вот, тут, допустим, видите, идет разговор про какие-то вот такие тоже моменты, да, то есть... Вот, ты не можешь импортировать серверные компоненты в клиентский компонент. Прокидывать серверные компоненты, client component как пропсы. Ага, ну, то есть это он children рекомендует, окей. Ну, понимаете, да, то есть мы можем с помощью children прокидывать по факту серверный компонент. Ладно, все, я это все изучил, ребят, в принципе. Вот, и, кстати, ну, тут, видите, фетч вообще используется.
используется фетч. Вот, они рекомендуют его использовать. Не знаю, я пока на фетч, ну, не знаю. Короче, надо думать. Надо думать, пока мне с авторизацией момент непонятен, как это все реализовать. Ну, как бы не то, что непонятен, просто нужно по новой все будет делать. Вот. Ну, опять же, в будущих проектах, возможно, мы эту тему заденем. Давайте посмотрим провайдеры, как раз-таки, вот она, наша тема провайдеров. Рендеринг контент, провайдер, insert компонент. Так. Вот, много пакетов, как раз-таки в тот же самый Redux, допустим, они инклюдят провайдеры, да, которые нуждаются в рендере около корня вашего приложения, да, и если провайдеры включают в себя клиент-директиву, они могут рендериться напрямую внутри серверного компонента. Компонент не так. Провайдер, ну, это так понятно. И если ты рендер doesn't have, ты получишь ошибку. Понятно. Ну, то есть то, что мы с вами вчера тоже видели, мы когда делаем без use клиента и указываем провайдер какой-нибудь, да, у нас будет такая ошибка, то что create контекст невозможно создать, потому что провайдер сам по себе обычно создает какой-то контекст, ну, типа React контекст, и он на сервере не работает. Вот, to fix this мы делаем use client, и в принципе все, да. Вопрос лишь в том, ребят, кто работал в чатике с этим, с новым Next? Значит, вопрос лишь в том, если мы с вами оборачиваем все провайдерами, да, если, ребят, все темы и шрифты в описании под видео, так что будьте внимательны, под этим стримом точнее. Если мы с вами, еще раз посмотрим пример. Да, у нас провайдеры, вот они, провайдеры, да, то есть это query client провайдер, это Redux провайдер и persist gate. Вот. Эти все штуки по факту работают на клиенте, да, и мы здесь указываем use client, потому что являются провайдерами. Вот, но вопрос в том, если мы, допустим, с вами... Вот это мне вообще не нравится функциональность, я бы это перенес бы в use-эффекты, ну, мне это честно не нравится, вот честно вам сказать. Это нужно еще переработать, на мой взгляд. Не так, как я хотел бы это выглядеть. Давайте опустимся на какой-нибудь... Допустим, вот мы берем page, да? То есть page, мы прокидываем home, она прокидывается по факту как children в наш layout, в этот layout, да? Вот сюда по факту она прокидывается. И тогда получается серверный компонент внутри клиентского. Я просто хочу понять по SEO-оптимизации, нормально ли будет все работать или нет. Сейчас посмотрим, ребят, секунду. Вот, то есть home мы полностью блокируем, и это неправильно, опять же. Это неправильно, такое быть не должно. И layout, ребят, layout, я бы, знаете, что сделал? Я бы его вынес все-таки на уровень выше. Я бы его все-таки перенес на самом деле. В этом случае это прям совсем будет очень удобно. Я бы его точно перенес. То есть смысла нет отдельного компонента layout, когда у нас layout есть уже встроенный сам по себе. Вот. Единственное исключение есть варианты, когда у вас динамичный layout. Там под вопросом, как это все будет устроено, потому что, ну, типа, если вы хотите, допустим, нам скрывать, ну, не скрывать, допустим, ну, делать тогда его клиентским, получить, блин, или как, или по кусочкам придется делать, да? Ну, типа, если там будет отличаться хедер, будет отличаться там сайдбар и так далее на других страницах. Ну, ладно, это не наш кейс, поэтому мы этот момент также опускаем. Так, давай вот это скопируем быстренько и в layout наш прокинем замечательно. Так, у нас есть провайдеры. Подожди, layout, вот смотрите, какой момент дальше получается. То есть layout, мы если его сейчас прокидываем здесь, он работать здесь не будет по той причине, что у нас внутри хедера есть, ну, хедер точнее нет, а внутри сайдбара точно есть клиентские моменты. И причем клиентские моменты, которые опираются на провайдеры. Как этот момент решить? Ну, типа, можно прям внутри здесь, наверное, да, это проделать. Можно же так сделать? Внутри провайдеров сделать. Наверное, можно, да? Попробуем. Блин, так странно немного, да? Немного странновато, но а что делать? Вот если мы так сделаем, допустим, то есть мы шапку добавляем, да, потом grid делаем, левый сайдбар и правая центральная часть, ну, типа основной контент. При этом в лейауте мы с вами должны это все дело убрать. Ну, можно удалить, этот нам уже не нужен, наверное, будет. Удаляем, нет? Удаляем, нет, удаляем, нет. Я бы, знаешь, что сделал? Я бы layout перенес вообще, по-хорошему. Я бы layout перенес бы сюда. Вот, нам это позволяет структура делать, почему бы, собственно, и нет. А вот layout сам этот, я бы его удалил. Давай удалим. Так. Он сейчас будет везде ругаться, это нормальная история. Вполне нормальная история. Не беспокоимся по этому поводу. Ребят, лайки прожимаем. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый большой проект. Так что будьте внимательны. И тем быстрее тайм-коды будут готовы к этому ролику. Так.
Окей. Окей. Ну да, все правильно. То есть layout header sidebar. Ну тут обновились, да, скорее всего, пути. APP layout. Да, все обновилось хорошо. Да, я хотел сайдбар тогда переделать. То есть, и смотрите, хедер у нас может быть спокойно серверный компонентно, потому что внутри он себя не включает ничего. Хотя тоже я вас обманываю, потому что, смотрите, хедер у себя включает, если мы опустим хедер карты, хедер профайл, а они являются клиентскими. И search, кстати говоря. То есть здесь, опять же, лучшим решением будет это все дело, ну, тупо вот сделать use client. Вот. То есть, ну, вот такое решение. Ну, потому что я не хочу блокировать весь хедер, да, но хочу в эти моменты сделать use client, потому что, ну, они не могут запускаться на сервере в любом случае. Так, а почему не открывается? Так, command B, извиняюсь, не то написал. Так, вот так. Сейчас будем тестировать, ребят, мы все с вами тестируем, хотя у меня проект уже полностью готов, опять же, да, за кадром, но, тем не менее, видите, бывают такие форс-мажорные ситуации. И Zen не работает почему-то. Ну, потому что push у нас теперь без этого, да? Это, видимо, новый обнов выпустили, потому что вот буквально недавно он работал. Хотя нет, я вас обману, ребят, ничего не работало, я вас обману. Тогда ресет на другом этапе. Это мы, короче, когда, помните, мы делали переадресацию на страницу оплаты. Раньше мы могли push, он являлся у нас промисом, да, и мы могли после него произвести какое-то действие. Теперь такого нет возможности, поэтому мы теперь делаем в другом месте, а именно вот здесь. Ну, push делаем, да, потом просто reset. Ну, или reset push, без разницы. Хотя лучше, наверное, вот так сделать. Ну, это по большому счету, хотя так будет, наверное, неправильно. Вот так оставим пока что. Это, опять же, сейчас не важно. Так, все, здесь сделали use client. Здесь у нас use router, поэтому use state, поэтому use client нужен. Здесь мы все вроде бы порешали. Вот это, что он ругается, да? Посмотрим еще раз. То есть cannot be used как JSX component. В смысле? The type... Подожди, persist gate. Класс. Может, реально не оттуда откуда-то взялся он? Pure component. Да вроде оттуда. Types React. Ребят, что за ошибка? Знаете, встречались с такой или нет? Потому что это такое чувство, что прям после вот самой новой версии Next, то есть там буквально она вчера обновилась. Потому что когда этот проект я делал там, ну, буквально неделю назад, такой ошибки здесь не было. Может быть, вы шарите, что произошло там. Так. Вот, кстати, я нашел решение. 8 апреля, кстати, свеженько на самом деле. Типа Types React, да, что-то с ними не так. Какая у нас версия Types React вообще? PKJSON. Types React у нас... Подожди, где Types React? Вот Types React. 18.2. Можем, знаете, что проверить? Я могу посмотреть у себя в проекте, какая там версия была. Ну, у меня 18.2.6 была, но я не думаю, что как-то решает на самом деле. Так, что там за срач пошел опять? Сейчас, ребят, секундочку. Скорее всего, в новом Next проектная авторизация доступ должна быть где-то в root layout на сервере. Ну, там middleware есть, да, в принципе. Нет, я не один путешествую, я с сестрой путешествую. Так, вроде бы... Слушай, так я вчера обновлял, в принципе, да? Попробуй обновить, если хочешь. Но у меня нет такой, это видимо, этот... NPM install. Да, обновим, но я вчера обновлял пакеты, то есть, типа, это точно не в этом проблема. Что это вообще за real-time? Что это за... Так, ладно, парень, не отвлекайся, я сейчас сам найду решение. А то сейчас долго буду опять с чатом общаться.
Так. Крайне странно, ребят. Крайне странно. Что я могу сказать по этому поводу? Я думаю, что нам нужно попробовать, знаете, что поставить? Версию другую надо поставить, попробовать. Yarn, EDD. Значит, types, React. Так. Теперь TS. Вот, ошибка. Ага. Обрадовался, что она пропала. Короче, ладно, фиксим. Давайте я пока TS ignore повешу, ребят. Это вообще... Ну, типа, это проблема в какой-то типизации просто. Это... TS ignore. Вот, пока так повешу. Вот, потому что, ну, это сейчас не то, на что хотел бы тратить время. Так. Окей, use client. Здесь по-другому никак, да? Home. Все, мы это убираем, везде layout. И, типа, он тут просто pagination. Вот, дальше, сам pagination, смотрите, он уже вся включает useState. То есть видите, в чем прикол? То есть он включает в себя useState, да, допустим. Хеддинг у нас какой является? Обычно, да? Тут все не должно быть обычно, да. Давайте просто вот по приколу я возьму хеддинг и здесь все вставлю. Вот просто хочу так сделать. Так. Ну вот просто вот хочу кое-что проверить. Так, вот так сделаем. И я сразу же везде, где лейауты, хочу код почистить. Вот лейауты, там все убираем. Так, хорошо. 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 Так, здесь мы тоже убираем это все дело. И favorites тоже убираем все это дело. Хорошо. Так, только здесь вот так можно сделать еще. Мне SEO момент волнует, вот на самом деле, ребят. Так, здесь можно тоже убрать, на самом деле. Так. Ну, тут понятно, здесь он ругается на этот, на рейтинг. Давайте его пока временно поставим там. А что у нас там можно... Просто, по-моему, пустую, да? Можно строку оставить. Так, запустим, давайте запустим. Так. Закрываем и обновляемся. Так, а у меня запущен вообще сервак, нет? Так, значит, ругается на каталог pagination, useState. Так, а у меня он что с ним? Да, это точно useClient мы делаем, 100%. useClient. По-любому. Так, обнуляемся. И еще одна ошибка, как видите, да, контекстом проблемы. Так. React Redux, да, теряет контекст. Почему? В провайдерах у нас useClient стоит. И как это работает? Как это работает? То есть наш layout, провайдер, да, у него идет. Вообще не понял этот момент, ребят. Со звуком, да, у меня все нормально. А что, ребят? Напишите в чате, ребят, со звуком нормально все? Вроде должно быть норм. Должно быть все окей.
Ну, все ок со звуком. Нифига, 30 человек смотрят. То же самое, что мы вчера после обеда стримили. А, понял, Ренат. Так, короче. Что-то не алё. Так, а если мы, подожди, у нас запущен, да, сервак? Да, сервак запущен, все хорошо. Так, здесь что такое? Так. Блин, как это работает? Где-то мы упускаем момент, мне кажется, 100%. Где-то мы упускаем момент. А что можем упускать? Мы можем упускать AUF провайдер, да, можем упускать? Здесь стоит use client, хотя его можно убрать, на самом деле мы уровень выше делаем уже use client, да? При этом store, где у нас store? В сторе все хорошо, да. Не понимаю, в чем ошибка. Так, AUF провайдер еще раз. Query client, это мы сделали, это мы тоже сделали. Сейчас я посмотрю, ребят, где ошибка возникает, мне интересно. Да, вот use selector, как видите, да, ошибка. Окей. Use type, точнее, use, давайте так. Use typed selector. Вот в авторизации как раз ошибка возникает. Здесь ошибка возникает, да. И здесь ошибка возникает. То есть, смотрите, сразу в нескольких этапах. Во-первых, мы проверим сейчас вот это. Вот это мы проверим так. Вот здесь, да. Так, это что страничка? Авторизация. Мы ее закрыли точно. Вот, проблем быть не должно. Здесь тоже не должно быть проблем. Здесь. А вот здесь... А вот здесь мы не закрыли, да, получается? Во-первых, у нас sPath не работает, да? То есть здесь мы делаем usePathName. Его убрали, теперь у нас просто PathName. То есть, да, вот здесь, скорее всего, ошибка возникает. Подожди, а мы как сделали еще раз? То есть мы, если вернемся в layout наш, в layout, то у нас получается, что провайдер, header, sidebar. А почему я sidebar не закрыл? А я не знаю, почему я не закрыл. Видимо, забыл как-то. Да, мы, видите, забыли закрыть sidebar. Из-за этого ошибка возникает. Use client. Предлагаю дальше тоже ее посмотреть. Use profile у нас в header я его закрыл точно. Тут точно закрыл. И еще корзину проверим. Ну, там тоже маловероятно, что что-то произошло. Потому что здесь мы ее add to cart button, в принципе... Add to cart button. Cart button, cart button, cart button. Ну, тут по-любому тоже, да, она будет закрыта. Потому что у нас там каталог закрыт, да, тоже для сервера. Здесь Cart Actions. Cart Actions тоже закрыт, потому что это корзина в хедере. И здесь тоже закрыто. Ну, то есть, да, здесь не должно быть проблем. Так, закроем все лишнее, чтобы не было. Так, смотрим. Да, видите, все заработало, ребят. Это хорошо. Да, и видите, у нас вывело сообщение, получается. Теперь мы нажимаем сюда, значит, View Page Source. Я хочу понять, SEO есть или нет SEO. Так, смотрим сюда, Open Graph. Что-то я пока нифига не вижу. Ну да, то есть H1 здесь нету, ребят. А у нас или там не H1, там, по-моему, не H1, да? А, нет, H1. То есть, как видите, что-то не так. Да, он есть только здесь, но как бы все, в принципе. При этом оно должно работать, по идее, потому что у нас прокидываются как бы серверные компоненты внутри клиентского, да, потому что провайдер по-любому должен быть клиентским, мы не можем сделать его иначе, как бы.
Ладно, короче, все, этот момент мы поковыряли, немножко поразбирались, ребят. С этим мы, может быть, разберемся в конце этого ролика. Вот, в любом случае. Сейчас, если мы сейчас на мелочах будем сосредотачиваться, мы нифига не сделаем. Поэтому давайте приступим к разработке, собственно, вот. Ну, к продолжению разработки, вот. А там уже, по ходу дела, будет понятно, что делать дальше. Так. Мне немножко жарковато. Да, монотайп, да. К этому нужно привыкнуть, на самом деле. Тема такая. Тема такая очень спорная. То есть, как бы, ну, надо привыкнуть в любом случае. Я еще сам хочу поковыряться побольше. Вот я сейчас новую версию HTML Lessons продолжаю делать. И нужно больше практики. Как и в любом деле, нужно больше практики, и тогда все будет станет, ну, все станет гораздо понятнее и лучше. Сейчас-то что, еще маленький у меня опыт. Нужно, короче, ну, наращивать опыт. Так, давайте это делать будем, ребят. Смотрите, задача следующая. Задача следующая. Мы продолжаем, в принципе, изменять нашу главную страничку. Она должна быть у нас вот такой, да, плюс-минус. Ладно, не такой обман у вас, вот такой. Вот, то есть добавить карусель нужно, да, и добавить также, подредактировать немножечко вот эти все fresh products. То есть у нас добавляется избранное здесь теперь и карточки товаров непосредственно. Также видим, layout немножко округлился и стал красивее. Давайте постепенно, помаленьку будем это все делать с вами. Предлагаю начать, наверное, с таких визуальных моментов. То есть предлагаю с вами сначала, значит, сейчас все здесь открою себя. Так. Во-первых, давайте посмотрим Global. Что у нас по Global вообще в целом? По Global. Значит, по Global. Все ли мы подключили? Кстати говоря, ребят, шрифты можно подключить по-другому теперь. Я, помните, делал по Next2 ролик и сказал вам, что я не понял, как это делается. Вот. В итоге они это улучшили, и теперь это работает нормально. Будем переподключать или нет? Или оставим так? Будем делать через новый Next? Ну, через крутую оптимизацию или нет? Просто я это не планировал, честно признаться, но можно сделать, в принципе. Если есть желание такое. Так что в чатике напишите. Ну, плюсики поставьте, кто хочет, чтобы я сделал. И минус те, кто не хочет. Так. Кроме этого, у нас есть Disabled, Open Menu, Close Menu. Это мы убираем. Это у нас анимация будет немножко иначе реализована. Мы, кстати, будем пользоваться CSS Transition, в том числе в этом ролике. Вот. И я логику кнопок вынесу сюда, да. Вынесу ее сюда, вот так вот. Почему сюда? Потому что у нас будут моменты, когда нам нужны будут глобальные классы BTN. Вот. Вкратце, это то же самое, что мы уже делали в button. Вот здесь, да, по-моему. Да, вот это весь бред, мы сейчас это уберем отсюда, мы это все по факту переносим просто сюда. Теперь у нас есть отдельный button, отдельно есть, значит, как сказать, для всех, которые не disabled, да, для них будет при наведении эффект, а если там кнопка disabled, то не будет такого эффекта. Белая кнопка, оранжевая и большая кнопка. Вот такие различные стили. Здесь, думаю, все момент понятен. Так, давайте раз к баттону перешли, наверное, сразу его пощупаем, немножко переделаем, да? Почему бы, собственно, и нет. Когда надоедало программировать, нет, такого периода не было. Такого периода не было. Я даже такое не помню, честно признаться. Не знаю, просто на энергии всегда фигачишь, и все нормально. Вот, значит, во-первых, я здесь, у нас все хорошо в этом плане, да, у нас есть iBut, у нас есть там orange, white, small, medium, large, это все хорошо по размерам, но здесь у нас была вот такая путаница, да, вот в этих местах, поэтому я здесь удаляю, делаю тот самый глобальный класс, вот btn, вот он, да, а здесь же мы делаем проверки, да, если вот эта штука, то мы делаем btn orange, btn orange. Если вот эта штука, то мы делаем btn white. btn white. И если, собственно, small, то мы оставляем эту штуку. А вот если large, то делаем btn large. Вот так. Вот и все, в принципе. То есть button вот не так немножко видоизменился. Давайте на этом этапе, ребят, сразу вам покажу, наверное, я вспомнил кое-что момент один. В прошлом ролике все жаловались, что я кое-что забыл показать. Ну, как-то упустил из виду. Значит, писали про Search TSX, показываю Search TSX, вы просто сейчас сверили данные со своими. Вот так он выглядит. Вот так и вот так, собственно. Вот, ну мы будем точно видоизменять. Потом каталог, хотя вроде его показывал. Вот так выглядит. И вот так выглядит. Вот.
Дальше. Карусель мы еще не сделали с вами, карусель. То есть тут нечего смотреть особо. Я не знаю, зачем писали про карусель. Да, карусели даже нет у нас. То есть что здесь показывает там? И корзину. Корзину почему-то тоже пишут, что не показал, хотя странно максимально. Вот корзина так выглядит. Вот так. Вот так. Ну, мы ее опять же еще будем видоизменять, она мне не нравится. Вот так. Вот так и вот так. Вот. Это для тех, кто бесплатно делает и не может скачать материал с сайта. И стили показываю. Вот так. И вот так. Все, это зафиксировали. Этот момент я... что хотел, то и сделал, собственно. Вот, идем дальше. Дальше у нас по плану это... Что нам еще надо сделать, ребят? Да нам много чего надо сделать. Давайте продукт item будем сразу редактировать, наверное. По шрифтам, да, просили вроде бы. Так. Надо посмотреть, что за библиотечка, я еще не знаю. Так. Вот это, да? Что она делает? Ладно, потом гляну, ребят, не будем отвлекаться, потом гляну. Так, давайте продукт item перейдем. И будем ее редактировать. Так. Так. Продукт item. Продукт item. Блин, мне бы, конечно, места больше еще на этом дисплейчике маленьком. Было вообще шикарно. Продукт item. Да. Значит, смотрите, по продукт айтему, ребят. Помните, да, визуал как у нас поменялся? Вот так он должен выглядеть. То есть, а у нас он выглядит сейчас примерно никак, да, пока что. Вот. Нам нужно поменять пару моментов. Во-первых, мы убираем favorite button dynamic. Это больше не нужно, потому что и так у нас компонент работает только на клиентской части. Мы уже по этому поводу не будем беспокоиться. Favorite button добавляем просто. Вот. Кроме этого... Да, без проблем, ребят, что, чекайте, кто может, сидите на стриме, кто не может, ставьте лайки, уходите. Да, там тебя бот забанил, потому что капсом нельзя у нас писать в чате, вот. Ну, спасибо за комментарий в любом случае. Ну, там блокировка временно, если что, там просто удалили сообщение. Так, поэтому спасибо за фидбэк, собственно, вот, залетай, если будет время. Так, здесь, в принципе, мы все оставляем, то есть топ-2, write 3, все остальное оставляем. Единственное, я Z-индекс хочу поменять, и давайте я его в Tailwind глобально изменю, наверное, чтобы не бегать туда-сюда. Это в моменте, когда мы делаем extends, вот тут мы, наверное, можем, да, Z-индекс задать. Значит, 1, 1. Так, ребята, я совсем поплыл. Так же делать Z-индекс, да? Что-то я 100 лет уже здесь не пользовался. А в чем прикол? Если я могу сократить, нельзя здесь сократить, типа? Ну ладно. Так, есть Z-индекс 1. Да, есть Z-индекс 1, отлично. Все, потому что почему-то Tailwind не предоставляет. Я не знаю, почему, по какой причине это происходит, но почему-то не предоставляет. Так, favorite button мы оставляем неизменную, в принципе. Опускаемся ниже и... рейтинг, да, продукт рейтинг. Вот у нас есть продукт рейтинг, давайте его немножко подредактируем. То есть это вот отзывы краски наши. Тут немножечко нужно с ним поиграться, да, поймать кое-какие моменты. То есть здесь все окей, здесь все окей. Он у нас теперь должен принимать, кроме вот этого продукта, давайте вынесем отдельно сюда интерфейс. Интерфейс, вот так, да. Так, вот я уберу вот таким образом. Кроме продукта он должен нас принимать так, давайте сохраним. Сейчас не хочет сохраняться пока что, потому что у меня куча некрасиво.
Вот, и сделаем проверку из текст. То есть нужен ли нам текст или нет. Почему эта проверка важна здесь? Потому что есть места, где мы будем вставлять этот рейтинг, к примеру, на страничку товара самого, да, и там мы не можем, ну, нам текст там не нужен, по большому счету. Вот, текст, который идет рядом с рейтингом. Вот, короче, сейчас не смогу показать вам. Поэтому делаем здесь iProduct Rating. Вот, здесь мы забираем продукт, забираем также мы из текст. И по умолчанию можно сделать false, в принципе. Так. Опускаемся ниже и просто эту логику всю, да, которую мы сделали, мы убираем весь, во-первых, цвета и так далее, нам это не надо. Делаем такую логику. То есть, так я немножко ошибся, ребят, вот в этой части. Вот. То есть, если текст есть, то мы это показываем. Если нет, то не показываем. Логично, собственно. Так, это продукт рейтинг мы решили с вами. Здесь указываем, что из текста у нас будет true. Вот, из текста true. Здесь можно писать вот так true, да, то есть не обязательно делать скобки там и писать true, можно просто вот так написать, тогда будет тоже значить true. Вот, и в принципе момент этот, я думаю, тоже понятен. Так, для имиджа добавить нужно блок и mxAuto, чтобы подвинуть немножко по центру его сделать. И, в принципе, наверное, на этом моменте продукт item все. Продукт item все. Так. По поводу каталога, ребят, что будем делать с каталогом? Сейчас будем с вами решать, разбираться. Что будем делать с каталогом? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Я в итоге решил все-таки избавиться от каталога Pagination. У нас будет один общий каталог, который будет, в принципе, везде работать, поэтому от него мы будем вынуждены избавиться. Ну, как бы оно и логично, да, что медлить, в принципе. Вот, переходим в каталог теперь. Вот наш каталог замечательный. И Pagination мы убираем, да, то есть мы от него избавляемся раз и навсегда, но отсюда нужно будет перенести непосредственно саму вот эту логику обязательно, потому что она теперь будет в каталоге вся обитать. Значит, что такое каталог вообще на нашем сайте? Каталог — это по факту, то есть вот эта вся часть, вот, это является каталогом. При этом каталог, он очень многофункциональный, скажем так, да, его можно использовать как в этой части, так и в части, когда мы делаем поиск, так и в части, когда у нас фильтры идут на сайте, везде мы используем каталог, вот, без проблем, просто прокидываем туда разные пропсы. Поэтому каталог — это прям супер тема, и нам она прям очень сильно подходит. Значит, пагинацию мы убираем, да, ее здесь не будет точно. Опускаемся ниже, здесь, значит, title мы оставляем, product length мы тоже оставляем. Немного, говорят, не понял, ну ладно. Тут мы ничего не меняем больше. Сейчас, секундочку, я посмотрю свои заметки. Что-то я не понял прикола. Контент Amazon 2. Так, подожди, а как, чё Pagination здесь? Так. Ищем. Что-то немножко не допонял. Сейчас, секунду, ребят. Так, Explorer. Так. И... реально мы обычный каталог используем. Просто мы его разъединили по компонентам, да? Угу. Хорошо, ладно, хорошо. Каталог мы оставляем и не трогаем. Так, теперь давайте посмотрим, что на сайте вообще не работает. Так, сайт что у нас не работает. Беремся Page. Вот наша главная страничка. Здесь данные все приходят, все отлично. Идем в Home. А в Home у нас идет просто вот эта штука. Мы это убираем. Да, и здесь делаем просто обычный каталог. Так, Pagination я убрал каталог или нет? Вот, мы его удалить. Его нужно точно удалить. Так, хорошо. Здесь что ты требуешь от нас? Cannot find name. Мы его подгружаем. Здесь что еще требует? Дата ему не нравится, потому что он принимает в себя что? Он себе принимает, по-моему, продукт, да, просто. Поэтому берем здесь продукт. И вот так вставляем продукты. Отлично. Так, сохранили. Смотрим на главную. Обновляемся. Вроде все работает, ребят. Ну, корзина пока что шалит. Мы сейчас с ней тоже будем работать немного. Но, в принципе, работает. Да, видишь, у нас шрифты ругаются. Сейчас, наверное, подключим их спокойно. А что это за ошибки? Почему идут запросы к серверу? Не могу понять этот момент. Откуда они идут вообще?
Вообще не понимаю, вот честно признаюсь, откуда эти запросы. Они, получается, на клиенте даже, да, происходят? Такой момент интересный. Привет, Алкор. Ну, можно так, да, в принципе, делать монотайп. Можно так. Пятьдесят минут уже стрим идет, ребят. Продолжаем. Так, короче, с этим пока непонятно. Шрифт давайте пока отложим, потому что мне сейчас важно вот привести в порядок здесь всю эту историю. И избранного нету, да? Кнопка все равно не появилась нигде, почему-то. Так, каталог еще раз. Product item. На самом деле, ребята, честно признаюсь, гораздо легче не переносить проект, да, а просто написать его сразу на новом Next. Ну, гораздо проще. Но такое невозможно, как бы. Вот, ну, в нашем случае. Так, еще раз. Favorite button, вот он. В чем проблема? Use mutation, profile. Ага, если нет профайла, null. Все, окей, тогда вопрос снят, ребят. У нас просто нет авторизации на сайте. Понятно. Мы просто не авторизированы, поэтому нету сердечка. Логично, да. Ну, мы не можем ставить сердечко, пока мы не в системе. Все, тогда я понял, в чем проблема. С этим разобрались. С корзиной. Что она у нас так шалит там? Сразу добавим, наверное, приятную анимацию для корзины, раз мы к ней сейчас вернулись, да? Блин, мне так неудобно, сам не хватает. Крокодил, а в чем проблема? Там легко все делается. Сейчас, как бы мне так все это вывести, ребят, чтобы... Может, чат сюда пока поставить? Тут я и так слежу, в принципе. Хочется побольше, чтобы окно было. Вот так, наверное, как-то. Все, мне главное это отслеживать. Вот так. Так. Значит, для анимации, ребят. Анимация будет самая базовая и простая, но при этом приятная. То есть мне в последнее время нравится такие делать анимации. Они вроде бы несложные, но выглядят прям, ну, реально круто. То есть про что я говорю? Мы добавляем самый верх, во-первых, карт в wrapper, да, в wrapper это обертка. Мы делаем ей absolute, там left и так далее, да, то есть это вот обертка, мы, по-моему, стиль здесь уже писали, да, вот эти вот, мы их просто уберем отсюда и сделаем карту wrapper. Текст white, это вот сюда вот. Так, и вот это мы убираем все, это нам больше не надо. Так, styles, wrapper, вот так. Хорошо, здесь хорошо, здесь тоже хорошо. Так. Create order payment. Здесь тоже все нормально. Так. Так, пока что у нас немножко шалит. И еще один момент, это добавить немножко вот анимацию. У нас анимация, видите, есть карта animation. Давайте добавим для нее стили. Это просто обычные кейфреймы, да, от такого транслейта, да, сдвига до такого сдвига. Вот. То есть просто небольшой сдвиг с правой части и в левую часть. Вот и все. Просто супер простая анимация. Вот она так плавно нам выезжает. Нам это будет вполне достаточно. Вопрос в том, почему она такая немножко кривоватая. Кривоватая. Ну, я думаю, это проблема лейаута тоже в том числе. Сейчас мы к этому еще тоже вернемся. А вообще, на самом деле, у нас полностью переработан был header card. Если мы опустимся ниже, у нас раньше здесь просто были айтемы, они просто так шли, и, в принципе, ничего кроме этого у нас не было. Но теперь я хотел бы здесь вот эту карту wrapper, да, показывать только в том случае, если у нас есть корзина. Вот, если как бы, то есть если из шоу. Если нет из шоу, то мы не показываем, поэтому давайте это сделаем. Будем показывать этот блок, опускаемся ниже, вот на этом уровне, тогда вот так закрываем. Сохраняем, отлично. Все, если из шоу, то будет показано. Теперь, сам из шоу у нас уже есть, да, наш hook use outside, делали его в прошлом ролике. А так, в принципе, вроде бы все, да, мы сделали. Ну, все остальное, да, у нас без изменений, хотя не совсем, да, вроде бы. Да. У нас теперь поменяется кнопочка. Кнопка у нас будет теперь не напрямую вести на оформление заказа, а будет вести кнопочка на непосредственно этот... Ну, сразу на страничку оформления заказа. А там уже оплата будет после этого. Поэтому мы это сюда вставляем. Так, нам, по-моему, вот так футер, да, чисто нам это уже не надо будет. Вот так вставляем. То есть, если элементы в корзине есть, то мы показываем кнопку, что перейти на оформление заказа. Страничка будет на /checkout.
Вот поэтому я как раз брал баттон, да, потому что мне важно сделать именно линку в виде кнопки. Так. Окей, здесь, в принципе, я думаю, что все остальное окей. Да, вот этот только момент мы должны, я не знаю, пока что закомментируем, потом перенесем в другое место, он нам потребуется в другом месте, вот. Ну не здесь точно. И вот это я бы тоже закомментировал вот так. Все, это мы перенесем на страничку оформления заказа потом. Это именно сам функционал по созданию заказа и на оплату, что переадресовывало. Так, теперь в самом хедере. Собственно, что у нас имеется? Пока что он является, кстати, не клиентским, да, то есть он сейчас является как раз-таки серверным компонентом, да, но нам нужно сделать определенные проверки. Да, во-первых, нужно сделать проверку на то, что является это админ панелью или нет. То есть если мы перейдем сюда, то мы увидим, что у нас вот где-то в этой части левое меню меняется. То есть оно было вот такое условно меню, теперь оно станет вот такое меню. Вот. Поэтому тут тоже нужно это сделать. На самом деле ничего сложного нету. Просто небольшие такие визуальные изменения, которые нам нужно произвести. Значит, во-первых, мы разработаем свой хук. Давайте его сделаем use. Да, теперь идем в хуки. New file. Значит, use. Так, сейчас. New file. Use is admin panel. То есть хук, который будет проверять текущий URL и будет говорить о том, что мы сейчас находимся где, в админ панели или не в админ панели. Use ts. Тут разворачиваем сам хук. Так. Export const use is admin panel. Отлично. Так. Const. В новом next мы теперь берем pathname, да, из pathname. Use pathname, вот так вот. Отлично. И проверку, да, делаем. Is admin panel в том случае, если мы берем pathname, и он начинается start with с admin panel URL. Admin panel URL. То есть помните, да, admin panel URL как у нас выглядит. Так, что-то не могу зайти вот так вот, да, вот /admin просто. Тем самым можем просто вернуть в конце. Нам нужен pathname и is admin. Pathname для того, чтобы мы просто лишний раз его не использовали повторно, да, то есть почему бы, собственно, и нет. Все, use is admin panel. И что, и можно дальше продолжать разработку. Так, здесь делаем проверку на is admin panel. Так, дальше берем hook use auth, проверим на авторизацию, есть человек в системе или нет его. И тут забираем нашего юзера непосредственно. Это понятно. Дальше. Дальше вот в этой части, где у нас идет непосредственно вот этот логотипчик наш, да, я хотел, многие из вас заметили, да, чтобы у меня был то Amazon 2.0, то когда это админ панель, пусть надпись будет админ панель. Вот что просто человек понимал, что находится в админ панельке. Вот, ну я такую штуку решил сделать, почему бы, собственно, и нет. Вот, на самом деле мы просто берем этот имидж и его подменяем, да, то есть мы делаем проверку, если админ panel, то мы делаем админ panel, если нет, то оставляем картинку, все. Я такие простые моменты ряд буду копировать, потому что ничего там такого не вижу, то есть для экономии времени, ну, это вообще без проблем. Так, дальше. Дальше касаемо настроечек. Ну, не настроечек, а иконки входа в админ панель. Я просто хочу сейчас сразу сделать каркас, вот хедеры, сам сайдбар и так далее, чтобы мы к этому не возвращались, чтобы как-то уже, ну, завершать какие-то части проекта. Вот, там, закончил layout, закончил там хедер и так далее. Вот, чтобы нам сейчас не бегать то туда, то обратно и так далее, чтобы как-то зачеркивать какие-то моменты в нашем приложении. Так вот, у нас, как видите, здесь есть в правом верхнем углу, если ты авторизирован, есть такая иконочка админ панели для перехода в админку. Поэтому это тоже очень важно, и, собственно, эту иконку мы сейчас с вами и реализуем. На самом деле она, опять же, простая, но я просто добавлю немножко стиля туда, и она у нас будет появляться в момент, когда... Так, это header card, вот в этой части, в момент, когда у нас юзер является администратором, да, и при этом мы находимся на страничке, которая не является админ панелью. Потому что зачем показывать иконку там, где, если мы уже в админке находимся, скажем так. Значит, такая штучка. То есть, если администратор, пользователь сам по себе, да, и если это не является админ-панелью, то мы можем показать, что переход на /admin, вот такие стили. Стили я взял просто из этих линков, да, из стилей, потому что они там очень похожи, и чтобы они были одинаковые все.
Вот, и осталось только иконочку взять. А иконочку мы берем с вами import from React Icons MD. Отлично. Так. Так, контекст. Пошел ругаться. Почему? Потому все очень просто. Потому что мы сейчас работаем с useAuth. А user где у нас работает? Вот здесь, да, работает. Ну, то есть, видите, мы вынуждены хедер, опять же, уже блокировать, да, то есть он является use клиентом. Блин, я вот хочу пощупать для SEO, как это будет все смотреться, вот, потому что, ну, как бы так мы сейчас можем блокировать вообще полностью все, и тогда смысла вообще не будет в Next, по большому счету. Так, как видите, у нас все добавилось, да, но пока что ничего не видим, потому что авторизация не готова. То есть пока что человек не в системе, и мы не увидим то, что мы сейчас сделали. Так, окей, этот момент тоже, я думаю, понятен. Что еще? Что еще нам нужно сделать из такого, чтобы мы ушли дальше? Значит, по поводу header профайла. Это иконка, да, для перехода, точнее, для отображения о том, что мы в системе, да, то есть аватарка нашего профиля, скажем так. Привет, Шамиль. Не, в какой отель, парни? Я заранее снимаю квартиру. В Китае было самое сложное, приходилось на китайском сайте, типа Airbnb делать. Не, Алкор, я такого не делал. Все нормально с этим. Сейчас в Корее жесткий сезон, особенно в Пусане, поэтому такой себе. Там сейчас цены адские. Давай, Алкор, давай. Удачи на тренировочке. Так, ребята, прежде чем мы продолжим, как же я не могу не рассказать про нашу подписку шикарную, ребят. Смотрите, подписочная модель, это в чем прикол? Вы один раз платите там 2000 рублей условно, и в течение месяца имеете доступ ко всей платформе, ко всем интенсивам. Самый флагманский интенсив, который вышел недавно абсолютно, это как практически iPhone 15, я не знаю. То есть это интенсив по банковскому приложению. Если в чате есть ребята, кто уже прошел этот интенсив, то я думаю, они напишут отзыв с удовольствием в чат прямо сейчас. Вот. Интенсив реально крутой, все просто восхваляют его, вот этот вот JavaScript для всех, скажем так, да. Он подходит как и для новичков, так и для продолжающих, потому что там дается прям фундаментальная база. То есть база того, как ты можешь реально научиться круто разрабатывать приложение прям вот с нуля. Вот прям с нуля кайфануть и так далее. Поэтому я крайне рекомендую данный интенсив проходить абсолютно всем. Ну и кроме этого вы получаете в подарок все остальные интенсивы тоже, целых 7 штук. Опять же, цена невероятно лакомная, я не знаю, цену скорее всего будем поднимать. У меня постоянно вопрос с поднятием цены, ребят, потому что реально слишком много профита от маленькой цены, скажем так, да. Это пока что слишком дешево получается, да. Но пока что есть такая возможность, можете купить по ссылке в описании. Кроме этого, вы получаете все интенсивы. Опять же, первый, ребят, крайне рекомендую к просмотру. Это прям must-have для всех. Ну, без этого интенсива у вас не будет понимания, как работает вообще в целом наша сфера JavaScript разработки. Кроме этого, есть поддержка в веб-чате, там ребята задают вопросы, я отвечаю на эти вопросы, шикарная поддержка. Также проект с нуля. И там, кстати, мы выложим с вами новый проект Amazon 2.0, мы его скрепим все вместе, потом разобьем на маленькие уроки по 10-15 минут, добавим туда домашнее задание, и это будет такой мини-курс на сайте в приятном формате с монтажом. То есть вот это то, что видите на YouTube бесплатно, скажем так, да, оно будет все сделано в очень красивом виде и выложено на сайт для тех, у кого есть премиум подписка, чтобы еще как-то бустануть людей, которые купили подписку и чтобы они кайфанули. Также все исходники, в том числе к этому стриму, к этому проекту, ко всем другим проектам, там более 70 репозиториев лежат также в нашем хранилище для премиум подписчиков, вот. И кроме этого большие розыгрыши и авторские стримы проходят также раз в месяц. Вот, Также у нас есть закрытый клуб 5 утра для тех, кто 3 месяца взял либо больше, и уникальный тег VIP в чат для ребят, которые купили тариф навсегда. Один раз покупайте, никогда больше не платите ни за что. Вот просто за всю жизнь все получаете бесплатно на протяжении всей жизни. Кроме этого, есть инструкция для оплаты за границей, там все очень просто. Переходите по первым ссылкам, либо тенге, либо евро, оплачивайте без проблем. Кстати, Украина работает и здесь, поэтому тут уже на ваш вкус и цвет, скажем так. Так что, ребят, ссылку в чат кидаю, покупайте, оплачивайте. Там в чат уже бот кинул, поэтому кайфуйте, наслаждайтесь, вот. А мы сейчас будем продолжать делать наш проект. Сейчас я встану, разомнусь, что-то у меня ноги уже. Да, вот там пишет, кстати, Monotype, это просто сок, всем рекомендую подписку. Ну вот, спасибо большое, ребят, за отзывы. Ну, я как бы делаю качественный продукт точно.
Так, всё, немножко подразмял ножки. Давай ее туда, давай. Слушай, ну Redux такая более просто фундаментальная библиотечка. Ну, не то, что фундаментальная, просто она везде используется. Вот поэтому, ну, все рекомендуют Redux изучить сначала. Мы, кстати, вчера пришли посылки. Блин, когда заказываешь на Taobao, ребята, это просто какой-то кайф, я не знаю. Вот все говорят, типа, китайские товары там плохого качества, знаешь. Но в Китае, ребят, как будто это наоборот работает, вот реально. Как будто за границу они отправляют все самое дерьмовое. Я вчера я дофига заказал себе всего, и скоро, опять же, предстоит переезд в другую страну, как обычно, да, каждый месяц, вот. Заказал себе кейсы для всех устройств, чтобы у меня там, ну, не царапались и так далее в чемодане. Вот, а потом себе для телефона заказал чехол, для макбука новый чехол себе заказал. Ну, не чехол, а кейс, чтобы, ну, защита была внешняя. Потом для камеры себе взял очень крутую тему. Блин, короче, в Китае разнообразие гигантское просто. Ну, я думаю, логично, да, собственно. Вот сейчас немножко вам покажу. Это для видео, смотрите, такую штуку взял себе. Вот. Там внутри, как видите... А, он не будет фокусироваться, потому что у меня сейчас этот ручной фокус стоит, короче. Вот, эта тема, ну вот, я думаю, все видите, да, то есть это вентилятор. То есть я раньше, вы понимали, использовал компьютерный вентилятор, когда записывал большие ролики в 4К, камера нагревается, скажем так, вот. А это специально они взяли вентилятор, который вставляется прям вот вместо экрана камеры, ну, на задней части, скажем так. Прям туда вставляется вот так вот, вставляется, и круто прям, ну, вообще кайф. Ну, стоит такая штука типа 1200, да, но это прям must-have для записи видео в 4К. Ну, когда камера греется, это прям must-have. Вот. Кроме этого, там сзади, видите, портфель себе купил невероятно крутой, тоже топовый, технологичный и так далее. Купился там для микрофона, для перевозки микрофона, там для перевозки звуковой карты. Короче, я прям невероятно счастлив и доволен. Вот, знаешь, когда трогаешь вещь, понимаешь, что она прям дорогая и крутая. Ну, это так, чисто офф-топ. Прям вот. И доставка в Китае, ребят, это просто нечто. Они привозят обычно там 24 часа-48 часов. Прям моментально. Ну, это, конечно, круто. Так, мы продолжаем, ребят. Проект свой быстренько прорекламировали. Можно идти дальше. Значит, какой момент? Какой момент? Какой момент? Момент следующий. Так. Да, я хотел сказать, ребят, розыгрыш также в описании ссылки. В телеге и ВК проходит розыгрыши, кто хочет выиграть и подписку, и ревью проектов, поэтому участвуйте. Там 2 разных розыгрыша. Вот. И чем больше, ребят, лайков на этом стриме, тем быстрее выйдут тайм-коды к этому стриму, поэтому тоже будьте внимательны в этом плане. А мы продолжаем с вами. Так, собственно. Собственно. Так, header профайл. Значит, он у нас тоже, я хочу сделать небольшую менюшку, то есть я на скриншотах ее забыл показать. Короче, нам нужно сделать так, что при клике на менюшку, точнее на нашу аватарку открылось такое небольшое меню, если говорить более правильно, просто один пункт, в котором будет написано My Orders. Для чего? Для того, чтобы человек мог зайти в свои заказы. Ну, я думаю, логично. Вот, конечно, возможно было бы правильно перенести логаут туда же, ну, как бы логично было бы. Но я решил логаут оставить на исходном месте, где мы его изначально сделали, почему, собственно, и нет. Поэтому... В этой части мы с вами обязательно делаем... У нас hook use profile есть уже в этой итерации? Да, есть уже, отлично. Так, переходим в header profile, вот use profile у нас есть. Берем use outside, тот самый hook, да. Еще раз повторюсь, он нам позволяет как бы и хранить состояние внутри себя, да, и при этом отслеживать клики вне блока. Это позволяет нам кликнуть, допустим, вне корзины в любое место сайта, и она закроется, скажем так. Вот для этого мы используем кастомный hook use outside. Он работает примерно следующим образом. Вот, можете посмотреть, опять же, в первой части этого проекта я разбирал эту тему, поэтому повторяться не будем. Иначе, ребят, с уважением, у нас времени не хватит просто. Так, делаем false. Сейчас онлайн будет падать постепенно, вот, но опять же, это основная задача была этого стрима делать, собственно, для записи больше. Кстати, ребят, я еще, знаете, над чем думаю? Вот раньше для меня это было какой-то невозможный момент, но так как страны в Азии кончаются, куда можно поехать, вот, я думаю, что, может быть, поеду в Австралию, как бы. Я нахожусь не так далеко от Австралии, как если бы я был в России, условно, да, сколько мне там лететь? Часов 10, да, отсюда. Вот. Что думать насчет Австралии, ребят? Кто-нибудь слышал какую-нибудь информацию вообще? Говорят, что там по туристической визе можно находиться, типа, там до 12 месяцев, как бы, вот такая тема есть. Это для меня, это прям вообще кайф. То есть я бы хотел где-нибудь заземлиться на полгодика хотя бы. Чтобы уже вот этот, ну, без постоянной беготни. Ну, такой, знаете, интересный момент. Кто знал, что Макса может занести в Австралию?
Мне раньше друг, короче, бывший друг в колледже говорил, типа, Макс, ты что, из Австралии? Типа, такая шутка была. Потому что я, ну, активно стоял стойки на руках, вот. Ну, постоянно, знаешь, типа, там, в колледже, там, на улице, где-то возле колледжа. Ну, мог, кстати, стойку на руках просто, там, отжаться, стойки и так далее. Вот, и мне почему-то друг всегда говорил, что, типа, ты что, из Австралии? Я-то не понимал, типа, что из Австралии? Вот. Потом понял, что Австралия, у них же все наоборот, то есть в плане у них и сезонность наоборот, потому что находится ниже экватора. То есть там немножко по-другому времена года, скажем так. Поэтому интересный, конечно, момент такой. Так. Так, мы здесь делаем проверку. Вот это можно убрать уже. Да, мы заранее делаем проверку, и все остальное мы уже показывать изначально не будем. То есть нам это не надо показывать. Вот. И это нам позволит избежать вот того самого спейса лишнего. То есть если сейчас посмотрим, вот, у нас идет такой спейс небольшой справа, он быть не должен, да, поэтому мы его убираем. Дальше. Если, собственно, из шоу, мы должны показать вот эту небольшую менюшку. Тут я особо объяснять ничего не буду, ребят, потому что, ну, я думаю, здесь прям супер базовая информация. Ничего здесь такого интересного, нового нету. Хетса, молодец, красава, красава, 5 утра, ребят. Всем, кто встает в 5 утра, красавчики, я тоже сегодня встал в 5 утра. Молодцы. Александр, можешь посмотреть ролик плейлист по разработке ВК. По разработке ВК плейлист, там 7 дней было. Вот, его посмотри, там отдельно авторизацию через социальные сети. Как раз таки через Google. Андрей, смотри, у меня это работает непонятно по какой причине. У меня вот такая же, как у тебя ошибка. Я это специально разберу прямо сейчас, ребят, потому что это у многих будет. Я вчера рассказывал на стриме, сейчас опять рассказываю. Вот то, что говорит Андрей, у меня то же самое в другом проекте, да, который я разрабатываю также на новом Next. Вот такая штука. То есть, когда ты форматируешь с помощью притера, он преобразует эту штуку вот в такую штуку. Он не понимает, что это является, ну, правильным, вот эта запись. Вот, поэтому единственное решение, которое пока что есть, это просто выключить плагин, который это делает. А это делает плагин, который называется для сортировки импортов. Вот этот плагин, вот, он работает криво. Его просто удаляешь, и все работает прекрасно. Вот. К сожалению, я пока не могу понять, почему в этом проекте работает нормально, а в моем проекте не работает. Хотя я версии сверял, все то же самое. Вот у тебя, видимо, такая же проблема. Пока что, ну, к сожалению, придется отключить. Это у них в официальном гитхабе написано о том, что у них есть такой баг. Вот, они еще пока что не выпустили новую версию. На кого учился? На программиста я учился. Только не на того программиста, которому я сейчас вас обучаю, ребят. Немного на такого, на общего программиста, скажем так. Вот. Да, по поводу живности, ребят, я же тоже, типа, стрёмно к этому отношусь на самом деле. Тоже стрёмно отношусь. Но, как бы, что делать? Ну, я думаю, что это все-таки не так прям, как-то, знаешь, в городе я не думаю, что это как-то прям супер развито, типа, то, что ты выйдешь на улицу, там будут тарантулы ползать. Я не думаю, что там прям так все жестко. Вот, здесь, ребят, просто мы вставили вот такую логику, опять же, стиль объяснять не буду. Просто вот одна ссылочка, да, и просто вот стили по позиционированию, все. Здесь, я думаю, вопросов быть не должно, собственно, у вас. Опять же, будет отдельный блок вопрос-ответ, я поясню, если будут какие-то у вас вопросики. Так, и последнее, что мы отредактируем, это search. Search, в принципе, здесь остается неизменным, да, но единственное, use router мы поменяли на Next Navigation, все отлично. Так как search в хедере используется, можно useClient убрать отсюда, потому что у нас уже в хедере есть useClient, поэтому здесь его хранить не имеет смысла. И немножечко обновить стоит вот здесь стилистику. Или нифига не стоит. Что-то... Сейчас я посмотрю. Да вроде то же самое, да? А, нет, немножко поменялось. Теперь размер я уменьшил, 1/3 сделал размер. А так все равно оставляем. Здесь также оставляем, опускаемся ниже. Здесь мы тоже все оставляем. Вот, единственное, при клике вот тут у нас раньше была переадресация на вот такой адрес. Q, term и так далее. Теперь будет страница с фильтрами, и адрес будет следующим. Вот адрес будет такой. /explorer, да, то есть это где все фильтры будут находиться. И указан первый фильтр наш, это search term. Вот, равно такому. Это query параметр обычный, которым будем с вами отлавливать внутри непосредственно фильтров. Так. Отлично. Так, это мы взяли все, это мы все взяли. Хорошо. Так. С этим понятно, ребят. С вот этим точно мы сделали. Но мы не закончили с сайдбаром дела. Так, с этим хорошо. Сайдбар.
Сайдбар пока что у нас одиношенник, да, но нам не хватает здесь менюшки. Менюшки администратора, про что я вам и говорил. Давайте создадим ее, во-первых. Значит, меню.интерфейс.ts. Нам нужно переделать логику так, чтобы у нас здесь мы могли с вами указать, ну, как бы, чтобы мы здесь могли использовать не только категории, да, а также и другие свои какие-то менюшки. Вот, чтобы это было более динамично. Поэтому давайте этим, собственно, и займемся. Я укажу здесь экспорт интерфейс меню item, да, это вот описание одного айтема в менюшке. У него будет лейбл, то есть его название, и будет сама ссылка. Можно сделать href, допустим, string. Вот, сама ссылка будет. Сохраняем, закрываем. Здесь создаем еще один файлик, это сам админ меню, где мы опишем все наше меню администратора data.ts. Оно на самом деле у нас, так, что же... Так, оно на самом деле у нас достаточно простое, но при этом интересно. Я, наверное, даже его просто скопирую, вставлю и вам объясню, что здесь происходит вообще в целом. Так. Что ты ругаешься? Ну я раньше линки делал, сейчас хочу href сделать. В целом это обычный массив, в котором мы помечаем типизацию, которую только что описали. Дальше мы указываем там дашборд и берем нашу функцию getAdminURL, которая берет путь, который мы прокидываем сюда, добавляет к нему /admin в начало, и получается путь до админ панели, чтобы нам каждый раз не писать /admin. Это продукты, категории, отзывы и заказы. Вот наша менюшка администратора, собственно. Вот такая реализация простая. Так. И еще такую штуку мы сделаем с вами. Это так как у нас теперь есть общепринятый формат меню, то есть вот эта штука, как вы понимаете, да, теперь у нас это является общепринятым форматом меню, то вот наши категории, они выбиваются из этого формата. То есть эти категории, вот они где здесь находятся, категории. Так, а если я говорю такое, у меня получается минус 15, да, где-то децибел, что я примерно имел в виду. Вот, категории, да, они выбиваются из формата, потому что здесь идет какой-то слаг, там условно, какой-то там name и так далее. Это не то. Нам нужен формат вот такой. Поэтому напишу отдельную утилитку небольшую, которая будет позволять нам форматировать категории в нормальный формат. Ну, чтобы мы это не описывали внутри компонент, чтобы это было вот как-то отдельно. Convert to menu items. Можно без to, я не знаю, menu items. Опять же, здесь на вкус и цвет. Так, только единственное формат написан convert to menu items.ts. Так. Здесь мы с вами берем, собственно, категории наши, вот они приходят, да, извне. И дальше мы с помощью мапа переформатируем массив. Возвращать на каждой итерации будем вот такой объект. Это label и href. Label будет равен имени категории, а href будет равен /category slug. Все, то есть по факту мы просто преобразовываем под нужный нам формат. Отлично. Теперь в самом сайдбаре немножко поменяем логику. Здесь на самом деле мы опять же берем admin panel, да, чтобы делать проверку, когда у нас является admin panel. Это мы уберем, потому что у нас уже он есть в этой части. И я бы вынес, знаете, вот эту логику вынес бы отдельно, на самом деле. Мне она здесь вообще не нравится. Я бы вынес отдельно, а именно я бы вынес вообще в глобальные хуки. В глобальные хуки. Хуки. Вот здесь написал бы здесь. Кстати, мы можем, по-моему, создавать вот так интересный момент. Смотрите, мы можем писать здесь, по-моему, папку создать сразу можно. Типа query. Типа queries / по-моему, так можно. Я шортс видел на ютубе. Use categories.ts. Да, видишь, можно так папку создать. Окей, то есть ты можешь не создавать отдельно папку и файл, можешь создать через / сколько угодно папок, допустим. Это, на самом деле, очень удобно. Это крайне-крайне удобно. Так. Ну и тут, собственно, вставляем наши категории. То есть вот use categories, просто переносим все оттуда и возвращаем даты и лоудинг. Вот и все. Так, сохраняем эту логику и добавляем ее сюда обратно. Вот. Вместо этого теперь у нас будет дата и лоудинг. Вот, из use categories. Так, отлично. Отлично. Здесь на самом деле я так и не подружился, я честно не нашел на это время, ну, как бы не вижу в этом смысла, в плане вот высоты адекватной сайдбара. То есть я решил добавить свойство еще min-height, чтобы он точно был всегда минимальной высоты, вот. Ну, тут, короче, нужно еще поиграться. Кривое решение, на самом деле, вот, но я не счел его столь срочным, скажем так, да, чтобы как-то вот с ним работать, продолжать. Поэтому такой момент. И z-индекс я также добавлю здесь, типа 10, допустим. Вот, потому что он должен перекрывать определенный момент, который мы с вами чуть дальше рассмотрим.
Так, здесь делаем проверку, опять же. То есть, если у нас из admin panel мы делаем меню, а если нет, то categories. И ниже все очень просто. Мы здесь спокойненько можем, вот здесь где идет мапа, мы можем спокойно сделать проверку. Если, допустим, admin panel, мы делаем admin меню. Если нет, то мы конвертируем приходящую дату из нашего бэкэнда непосредственно. Так, указываем вот таким образом. В круглых скобках можно указать, да, и тем самым у нас... Вот я забыл одну скобку здесь указать, вот так. Вот. Тут мы уже берем не категорию, а уже берем непосредственно item, да. Тут берем item. Здесь у нас item. Ну, пусть будет href. Здесь будет у нас точно item href. Здесь будет у нас точно item href. Item href. И здесь будет item label. Вот, то есть тем самым мы преобразовали к общему формату. У нас были просто категории, а теперь стали или категории, или меню администратора. Вот такая простая реализация. Вот. И у нас кнопочка логаута есть внизу здесь. В принципе, она остается неизменной. Вот. Но что-то я, по-моему, поменял. Или просто оно так сдвинулось, я не знаю. Просто, видимо, сдвинулось как-то. Окей. Все здесь оставляем неизменным. Так, хорошо, смотрим сюда. Все осталось неизменным. Но при этом очень много сделали, как видите, загрузчик и присутствует, смотрите. Обновляемся и загрузчик есть небольшой. Хорошо. Хорошо. Это мы тоже сделали. Так, ребят, остался еще маленький моментик по лейауту, чтобы он был красивый. И уже идем делать более что-то интересное. Потому что я понимаю, что вы тоже засиделись, и вам тоже скучновато немного, ребят. Но мы должны это сделать, на самом деле. Так, вот, grid template columns я менял, у нас сделано на гридах все, да, но как видите, у нас сайдбар слишком много места занимает. То есть, и это критично, потому что мы не хотим, чтобы, когда фильтр у нас будет, допустим, чтобы это занимало слишком много места. Поэтому мы идем сюда, и я уменьшаю значение, то есть до .8 fr, да, а здесь мы сделаем 4 fr также, вот, то есть немножечко уменьшим, вот, немножечко уменьшим. Я бы еще уменьшил, честно признаюсь вам, но давайте 7 сделаем. Вот так, наверное, да? А, нет, ладно. Оно было 8, просто не обновилось. И добавим небольшое округление. Вот в этой части. Сохраняемся. Сохраняем. То есть, смотрите, у вас по дизайну, видите, такое небольшое округление в этой части. Вот в этой части, вот. Я решил добавить, смотрится очень круто, на самом деле. Поэтому вот... Оно пока что ничего не добавилось. Так, давайте посмотрим, в чем проблема. Округление есть. Что-то мы забыли, что-то я забыл прописать. Округление есть. Но оно не перекрывает, да? Я, по-моему, забыл в глобальном файле кое-что дописать. Global файл. Да, в global. То есть, чтобы такой эффект создать, нам нужно сделать сзади прослойку, чтобы она уже была цвета синего, скажем так. Ну, темно-синего, да, и тогда она будет работать. Поэтому я меняю здесь и добавляю такую штуку. Вот. То есть мы, во-первых, делаем overflow x hidden, все лишнее скрываем. Во-вторых, вот background, bg color и text base. Нет, это не в том месте. Нет, я вас обманул, ребят, не в том месте. Я сам сейчас смотрю, какой bg color, это не то. Может, в лейауте я пропустил какой-то момент? Да, в лейауте я забыл. Вот, в лейауте, вот здесь, где мы делаем header, class name добавляем, вот, bg secondary. Вот. Вот, теперь должно появиться. Да, видишь, округление появилось. Вот. Теперь наш сайт смотрится таким более, ну, как мне кажется, более премиальным. То есть, когда эти округления есть везде, оно смотрится гораздо красивее. Так, это окей. Так. Давай тогда, пока дело до этого дошло, сделаем шрифты через новый next, наверное, да? Уровень программист сеньор. Слушай, да... Да не знаю, кто как называет, слушай. Я вот эти моменты не особо люблю, потому что в наше время джуниоры устраиваются медлами, а медлы устраивают сеньорами. Поэтому, ну, здесь как бы кто как пройдет собеседование, на самом деле, это такие моменты очень условные. Я искренне внутри себя, я считаю себя медлом. Вот, может быть, upper middle, не знаю. То есть, ну,
Для меня сеньор, уже много раз говорил, для новой аудитории сейчас повторюсь, для меня для меня сеньор человек, который знает все абсолютно. От нуля до конца JavaScript языка. Вот все знает, тогда это middle, вот тогда это сеньор можно назвать спокойно. Если он не знает нифига теорию, то это не сеньор. Вот я, допустим, нифига не знаю теорию. Вот, я как бы с вами абсолютно честен, как бы это мой минус, и я не хочу даже в это идти, не моя эта тема. Моя цель показать вам практику, дать мотивацию какую-то, что может делать крутые проекты. Вот. А теоретики у нас полны на ютубе, этих теоретиков, пусть они обучают этому. Так. Будет ли реализация проекта по архитектуре в ФСД? Думаю, многим... Я не знаю, что такое ФСД, не знаю, может быть, я забыл, не знаю. Да, Новая Зеландия еще рядом с Австралией, да. Конечно, было бы глупо не посетить Новую Зеландию, когда ты едешь в Австралию. Вот. Продолжаем, ребят. Продолжаем. 19 онлайна, хорошо. Давайте 100 лайков добьем. Блин, Киви нормально заходит. Вообще. Он так легко прям заходит. Вообще кайф, знаешь, и он прям тает во рту, вообще не нужно там ничего жевать. Потрясающе. Так, сейчас хотел написать кое-что сестре. Так. Так. Продолжаем. Так. Ребята, может быть, кто-нибудь темку подскажет интересненькую для VS Code? Может быть, что-нибудь поменяем? Я такой, знаете, любитель тем, менять темы. Может, что-нибудь поменяем? Почему бы и нет, собственно? Так, по поводу шрифта Next.js 13. Давайте этим займемся. Так, у нас стрим, сколько идет там стрим уже? Час 27, нормально. Нормально. Угу. Сейчас чатик немножко подниму выше. Вот так. Вот так, да, сделаю? Все, отлично. Смотрите, новый Next, ребят. Я, с вашего позволения, подгляну в свой другой проект. Я думаю, вы не расстроитесь, собственно. Я там просто это уже сделал, поэтому, ну, могу себе позволить туда посмотреть. Значит, я это делал в лейауте как раз-таки. В лейауте. Вот. И вот таким образом происходит подключение. Вот такое подключение. Сейчас мы с вами этим разберемся. Даже я это не буду копировать, я вот это внутреннюю часть скопирую. Вот. Значит, смотрите, мы идем в layout, все происходит в лейауте, собственно, логично, да, в корневом лейауте. Теперь мы можем в глобале, ну ладно, потом уберем. Давайте заимпортим. Теперь next в себя уже вовнутрь включает в себя уже шрифты, то есть даже от Гугла, скажем так. И там прям огромная библиотека. И он не будет обращаться к Гуглу каждый раз, он будет брать из своих, скажем так, папок, из своих репозиториев. Поэтому мы берем, импортим. Нам нужен шрифт голос. Это русскоязычный шрифт. Вот так. Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас мне нужно посмотреть просто. Next фонд Google. Next фонд Google. Вот, тут есть, видите, варианты. Есть Google, есть Local и так далее. Нам нужен Google именно. И вот, называется он голос. Голос, текст. Вот он, пожалуйста, все отлично работает. Теперь мы опускаемся ниже. Да, и в этой части мы должны его, собственно, заинициализировать. То есть, по факту, это обычная функция, которая принимает какие-то параметры. Давайте, собственно, этим-то и займемся. Так, опускаемся ниже. Я посмотрю немножечко, да, свою реализацию. Значит, делаем просто const. Голос. И тут делаем просто голос. Так, голос, текст. Вот таким образом. Значит, италика у него нету, да, сразу видишь, он ругается, италика нет, есть только нормал. Поэтому оставляем нормал. Я не знаю, может он по дефолту уже ставит нормал, и нам это не нужно писать, не знаю. Display swap делаем, да, чтобы он свапался, шрифт, пока его нету, скажем так. Берем латиницу и кириллицу extension, жирность 400-ю. Мы, по-моему, не можем, или можем, да, брать другие жирности. Я просто не знаю, а если мы не будем указывать, что-то поменяется? Типа, может, он по дефолту и так все берет?
Вот так сделаем. Style normal и variable. Вот очень важные параметры. Я в прошлый раз жаловался на Next, когда я, помните, снимал полный курс, о том, что криво все работает. То есть о том, что нужно там руками все прописывать и так далее. На самом деле они немножко обновили все, да, и стало лучше, стало лучше. Теперь мы можем назначить переменную конкретную, фонд, допустим, голос, да, и эту переменную мы можем сюда сейчас закинуть в наш корневой div, условно, да, и использовать внутри наших стилей без проблем. Как это происходит, опять же, вот мы опускаемся ниже, берем class name, прям в наш HTML и прям сюда закидываем. Вот так делаем голос. И у голоса есть поле variable, которое отвечает за эту переменную как раз таки. Теперь все очень просто, мы идем в global, вот сюда, идем еще раз в наш пример. Идем дальше, у нас, по-моему, variables вот здесь, да? И я вот просто беру variable, вот и все. Просто берем variable здесь, который будет являться фонд голос. Окей, эту штуку можно теперь убрать полностью. Сохраняем. Еще раз повторяю, то есть мы с вами импортируем уже из Next, не нужно никакие там Google URL брать и так далее, уже берем из Next напрямую. Далее мы здесь это дело инициализируем, указываем параметры жирности, которые нам нужны. Это то же самое, что мы напикиваем, помните, в самой консольке Google, непосредственно Google самого. Жирности, потом сабсеты, то есть это латиница, кириллица, условно тип шрифта, display swaps time, style только normal есть у этого именно голоса, да, у него нету италика. И указываем, под какой переменной он будет наименовываться. Вот, собственно, фонд голос. Дальше мы его прокидываем глобально нашу HTML тегу. И теперь мы в глобале можем спокойно использовать через variable, встроенный в обычный CSS язык стилей, или как он там называется. Ну, вы поняли, собственно. Так, теперь я могу, собственно, вот это закрыть. Это могу, собственно... Что я могу с этим? Это пусть висит, да, это все нормально. Теперь переходим на сайт и посмотрим, что получается. Обновляемся. Как видите, ничего не поменялось. При этом, если мы зайдем с вами в инспектор, у нас все гораздо сильнее улучшилось с точки зрения вот вообще, как видим, вот HTML имеет класс variable, который отвечает за как раз таки фонд голос. Вот он, голос текст. Теперь, когда мы идем в наш body, видим, что мы назначаем ему font family, фонд голос. Как раз таки, если мы его уберем, вот он, видите, убирается спокойно. Вот. То есть вот такая реализация крутая, как бы, да, и это позволяет прям очень сильно оптимизировать скорость загрузки сайта. То есть он его грузит прям из своих источников, и это прям максимально быстро работает. Короче, такая темка. Так, здесь у меня был такой space, да? Что-то, мне кажется, не было такого спейса. Загляну. Header, лого. Header. Так, это бэкэнд, это не то. Вот. Header. Сейчас посмотрю по размерам. 137. Да вроде ничего не менял. Ну ладно, фиг с ним. А так, оставим пока что. Так. Шрифты, Cobalt Next, Witness Them, 100 Them. Я видел, да, ты писал, кстати, я попробовал 100. В принципе, неплохо. Кстати, ребят, скачивайте наши сниппеты по ссылке в описании. Для нового Next прям must have. Вот, ну и там есть другие расширения от нашей компании. Witness я, по-моему, пробовал тоже, Witness. Прикольно, но темновато немного. Так, продолжаем. Кто хранит документацию по API бэкам? А это хранит этот... как он называется? Блин, вылетело из головы. Swagger, да, по-моему? Swagger называется. Да, вот, Swagger хранит. API Documentation, вот. Вот так примерно у нас будет выглядеть бэкэнд. Вот таким образом, когда вы его опишете адекватно. Вот мы на Red Project так делали, допустим. Вот такая тема.
Так, продолжаем. Так, это мы с вами закончили, это закончили. Layout у нас полностью готов. Что мы можем делать дальше? Дальше можно делать карусель. Да, я думаю, приступим к карусельке реализации. Перейдем в карусель слайс для начала. Напишем логику, ну, функциональность небольшую, там ничего сложного нет на самом деле. Вот, значит, карусель слайс. Здесь мы, собственно... Какой-то бред. Что у меня написано? Какой-то бред. Не знаю, что это у меня написано. Ладно. Здесь, смотрите, мы уже логику описывали в прошлый раз, по-моему, если ничего не путаю, я, по-моему, рассказывал. Короче, мы делаем next slide, это мы делаем проверку, что мы можем сделать +1, да, +1 индекса, тем самым будет строиться логика, то есть изначально индекс у нас нулевой, делаем +1, текущий индекс будет +1, и слайды перелистываются, ну, логично, я думаю. Вот, соответственно, здесь добавим небольшую проверочку, что иначе, в ином случае, state.selectedItemIndex равно нулю, вот. То есть так он равен, собственно, прибавляем, а так он будет обнуляться. Вот, чтобы у нас вставало на свои места. И, в принципе, все. Да, то есть, в принципе, все остальное остается неизменным, как бы у нас по функциональности все готово. Идем назад и создаем сам наш карусель. Это будет в UI. Вот UI-ка. New folder. Карусел. Отлично. New file. Карусель.tsx. Отлично. Разворачиваем. Так, это из React Native, не то. Так, как там мои сниппеты, я уже забыл. Так, client component. Кстати, это можно убрать на самом деле, да? Я это, мне кажется, по глупости сделал. Это, мне кажется, не надо. Надо будет сниппеты немножко обновить. Добавить тут новенькие сниппеты, мне кажется. Пока так сделаем. А у меня еще есть вот так, да, интерфейс, да, есть еще. Короче, будут айтемсы. Айтемсы будут, да, iCarousel. iCarousel. Айтем, которых пока что нету. Будут также у нас приходить, собственно. Ну, давайте постепенно будем делать. Здесь прям все в мешанину пока что происходит у нас. Carousel.interface.ts. Экспорт. Сколько, кстати, 2 часа, да, идет уже? Ну, нормально, еще время есть у нас, по идее, мы успеваем вложиться. iCarousel item. Вот так, да? Это будет именно наш интерфейс непосредственно, да? Который мы сейчас запишем. Тут мне жарковато стало. Так. Title будет стринга у нас. Потом description. Description будет стринга. Картинка сама, да, слайдера. У каждого слайдера своя картинка будет. И сама ссылка. Стринга тоже. Сохраняем. Да, линку сделаем без разницы. Не, проект выложу. Проект выложу в хранилище, да. Конечно, выложу. Конечно, выложу. Так. Здесь мы делаем, собственно, new file carousel.module.css. Отлично. И, короче, по стилям, ребят. По стилям, как бы вам так все показать, чтобы не тратить особо времени, чтобы пойти дальше. Смотрите, вот наш слайдер, да, наша карусель, она растягивается по всей ширине, у нее есть кнопочки для переключения там вправо-влево, и у нее есть плавная анимация появления элементов. То есть я ее сделал просто с помощью CSS обычной, просто плавно выезжают элементы, и это красиво смотрится, на мой взгляд. Поэтому давайте плавненько это все реализуем. Я буду так кусочками вставлять и что-то вам пояснять по возможности. Вот. Почему так, говорит? Потому что, опять же, не вижу смысла тратить на это время. То есть я уже проект разработал, вы уже у меня знаете CSS, я думаю, что каждый этого знает, поэтому временно тратить мы не будем. Но я вам поясню по каждому моменту. Значит, смотрите. Сам айтем, каждый айтем мы описываем, да, тут округление, там background primary, то есть оранжевый цвет, no repeat и так далее. Тут мы описываем позиционирование и размер для картинки. То есть вот эта правая часть, это является картинкой, да, и мы ее позиционируем чуть правее и уменьшаем по размеру немного. Вот, опять же, картинки не идеальные, можно было найти лучше, честно признаюсь, вот, ну, я как бы решил не париться, особо не тратить время на это.
Дальше, H2. H2 у него, это вот как раз и первый заголовок, да, тут размер шрифта и вот анимация, slide from left. Здесь тоже slide from left, но они разные по секундам, то есть 0.5, здесь 0.6. То есть сначала выезжает там H2, потом выезжает P. Ну, это такая приятная анимация получается. Дальше drop shadow ставлю, да, тень небольшую. Далее делаю там, ну, собственно, моменты для описания. Дальше навигация. Навигация — это вот эти стрелочки, располагаю их просто с помощью абсолютного позиционирования справа вверху. Тут можно менять на Z1 без проблем. Баттоны, да, как-то стилизую, чтобы они плавненько была анимация, вот. И, собственно, дальше смотрим. А дальше мы стилизуем уже, ну, давайте сначала посмотрим кейфрейм, вот такой базовый, да, который я вам рассказывал про заголовок и про описание, вот. Просто сдвиг идет небольшой и opacity. А вот это уже поинтереснее, то есть это уже у нас идет непосредственно реализация CSS Transition. CSS Transition такая библиотечка, называется она Transition Group для React, да, библиотечка, которая позволяет вам добавить анимацию. То есть там есть много вариантов, как это делается, мы будем делать вариантом через CSS. То есть когда мы делаем обертку, потом назначаем конкретные классы, и в момент срабатывания какого-то действия будут добавляться классы те или иные. К примеру, этот класс будет добавляться при входе, то есть item enter, когда item появляется, да, потом, когда появляется и активный, потом на выходе и на выходе активный. Вот, и на эти действия мы вешаем какие-то определенные стили, которые будут им назначаться. Тем самым делается та самая анимация приятная. Вот, ну вы сейчас сами все увидите, как это будет происходить, собственно. Опять же, можно было еще, наверное, лучше сделать анимацию, но я решил, как вот получится, так и сделаю. Давайте сделаем пока что стрелочки, да, чтобы нам полностью у нас все уже было для этого дела. Так. Карусель navigation.tsx. Отлично. Здесь, в принципе, разворачиваем наш компонентик просто. Отлично. Который в себя берет экшены, да, из редакции для переключения непосредственно use actions. У нас, кстати, они есть или нет здесь? Их нету, да, мы их забыли добавить пока что. Давайте добавим. Root actions, вот сюда. Карусель slice. .actions. Добавили, чтобы они у нас были здесь. И теперь спокойно они у нас обитают. Так. Next slide и pref slide. Pref slide, отлично. И берем стили, быстренько накинем. Так. Что-то подвисло немного. Нормально, да, лофа идет музычка. Так, отвисло? Да, отвисло. Так, здесь мы берем именно карусель, да, а не navigation, именно карусель. И берем ее отсюда вот непосредственно. Дальше мы делаем класс. Берем styles.nav. Таким образом. Здесь делаем button. У баттона делаем стрелочки, да, и, собственно, при он-клике будет происходить какие-то действия. Вот, давайте сюда вставим. Таким образом. Вот, сами стрелочки тоже мы заимпортируем. Это из BS идет у нас, это тоже идет из BS. Так, вот такая тема. То есть мы просто дергаем экшен из нашего редактора, который мы описали шагом ранее. Здесь передаем также карусель length, то есть длину карусели, чтобы мы имели понимание, когда она кончается, скажем так. У нас два элемента в карусели, поэтому оказывается два здесь. Закрываем. Так, теперь сама карусель. Сама карусель. Здесь принимаются, собственно, два элемента. Да, как я и сказал, это вот сами элементы и class name. Class name нужен нам, опять же, чтобы мы извне могли редактировать, потому что этот компонент является у нас таким, как бы, общим, да, и мы его можем использовать в любом месте сайта. Так вот, чтобы он был такой более многофункциональный, скажем так, да, мы можем передавать классы и менять его под определенную ситуацию, скажем так. Теперь нам нужно найти текущий индекс первоначально. Давайте, во-первых, получим все элементы отсюда. Items и class name по умолчанию будет пустота, да, просто. И также мы с вами получим все элементы, да. То есть мы берем useTypedSelector, да, это наш хук, то же самое, что useSelector в Redux, только это типизированный хук. Дальше берем state карусель, и у него берем selectItemIndex. Вот. Это я, опять же, вам показывал все в предыдущем ролике, и вот еще раз показываю, да, это наше состояние по умолчанию. То есть это элемент, который нужно показывать по факту, активный элемент.
И тут я его еще раз назначаю, именно ищу этот элемент, чтобы мы могли его вывести. То есть именно беру индекс, по индексу ищу во всех айтемах, которые приходят сюда, и показываю тот или иной элемент. То есть мне нужно получить картинку, там название, описание и так далее. И ссылку в том числе. Дальше мы делаем обычную секцию и навигацию. Вот это такое базовое. И также мы делаем здесь, как видите, class names, библиотечку, для того, чтобы у нас можно было скрестить два класса, которые приходят извне и которые уже есть здесь. Мы их просто вместе соединяем. Для этого очень удобная библиотечка, называется она class names. Либо новая версия, это SLSX. Import cn from SLSX. Сохраняем. Так, это мы с вами сделали. Теперь нам нужно сделать ту самую анимацию, да, то есть ту самую анимацию. Мы сейчас можем накинуть с вами сам div, но нам также нужна анимация. Значит, смотрите, чтобы добавить transition group... Давай, Миля, спокойной ночи. Чтобы нам, собственно, добавить transition group, нам нужно добавить две оберточки. Первая оберточка — это сам transition group. Transition... у нас библиотечки нет, да, такой? Надо ее поставить. Так. Yarn add React Transition Group. Отлично. Все поставилось, все красиво. Так, что у нас по этому памяти, что просадка это была. Так. Берем здесь transition. Не будешь, да, подсказывать? Давайте сами, да, заимпортим. Типизации, да, не хватает? Да, типизации не хватает. Yarn add d минус d. И типизацию также доставим. Так, отлично. Отлично. Так, запускаем наше приложение. Так, теперь Transition Group работаешь? Работаешь. Здесь есть один нюанс определенный, ребят. Так, пусть пока нагрузится, что-то там. Определенно есть нюанс. Давайте классы добавим, во-первых, да, Relative оно будет. И высота будет 56. Вот, смотрите, значит, по поводу CSS Transition. По поводу CSS Transition. Там, короче, следующая тема. Мы можем его взять прямо из библиотеки CSS Transition, но тогда у нас будет ошибка. Выдаваться ошибка, вот. Ошибка на реф, там что-то такое, потерянный реф или что-то еще там, какая-то ошибка. Я не помню, честно, что за ошибка, вот. Ну, собственно, я долго не понял, в чем проблема, потом погуглил и понял, что это определенный баг. Это как раз-таки Transition группа. Нет, там даже, знаете, там была, по-моему, не критичная ошибка, там было просто... ругался именно strict мод. То есть у меня в проекте стоит strict мод, и я вам крайне рекомендую всем его ставить. То есть это мод, жесткий мод, который показывает вам абсолютно все неисправности вашего приложения по факту, да, то есть все там ошибки и так далее. Поэтому в жестком моде, да, как раз-таки он ругался, потому что библиотечку они не смогли адаптировать, ну, до сих пор, да, и она плохо работает в жестком моде. Поэтому я нашел определенное решение в интернете, когда просто мы пересоздаем как бы свой CSS Transition. Свою обертку делаем. Давайте этим займемся. Вот в UI, new file. New file. CSS Transition. Блин, кстати, мало спал, ребят. Вот. Вчера так перебодрился на стриме, скажем так. Вот потом, оно так всегда, знаешь, в моменте ты не бодро, а потом под вечер ты спать не хочешь. В итоге сегодня спал часов 5. Вот. Так что такой моментик. Так, здесь что происходит? Мы берем тот же самый CSS Transition отсюда, вот, да, я его переименовываю как в такой Transition, чтобы не было, да, у нас разницы, скажем так, ну, чтобы была, наоборот, разница. Дальше мы прокидываем здесь clone element, я ставлю TS-ignore, потому что он опять же будет ругаться, и children map. Здесь это допустимо вполне, да, здесь нормально. Все, сохраняем, и это будет замена нашего CSS Transition изначального. Теперь, что он вообще из себя требует, CSS Transition? Вот отсюда берем. И здесь, собственно, он требует, во-первых, ключ.
Ключ, по-моему, не требует. Ключ — это чушь какая-то. Тайм-аут, да, время, когда будет перелистываться 500 миллисекунд. И те самые классы. Те самые классы, которые мы назначили, вот. Так мы используем модули, мы обязаны приписать конкретно каждому. То есть мы не можем передать сюда styles тупо, потому что он будет неподходящим, да. Нам нужно передать в таком формате. То есть enter будет равно styles item enter, это равно этому и так далее. Тут все заимпортируем. Хорошо. Дальше мы указываем дальше два параметра, обязательных для нас, ну, прям супер важных. Это размонтирование при выходе, то есть когда все заканчивается, да, анимация, чтобы происходило размонтирование. И mount при входе, скажем так. Наоборот, в монтировании, когда появляется, скажем так. Далее делаем div. У этого дива, собственно, делаем class name. Class name, да, это вот стили, которые мы описали, да, недавно вам показывал. И если есть картинка, мы ее показываем. Если нет, то можно без картинки, в принципе. Вот, картинка просто через background image, и иначе просто пустой объект. Тут дальше ничего особо интересного нету, мы там делаем просто там h2 tag p, заголовок и описание, и далее мы делаем проверку. Если уже у нас есть ссылка, то мы делаем ссылку. Если ссылки нет, то делаем ссылку на фильтры. Вот. Вот такая штука. То есть, если ссылка имеется, мы ее пишем подробнее. Вот ваша ссылка. Если нет, то делаем ссылку просто на фильтры. Сохраняем. Отлично. Так. Давай теперь ее быстренько инициализируем, мне кажется. Самое время к этому пришло. Переходим теперь в Home. Вот, есть каталог у нас замечательный, да? И рядом с ним нужно поставить нашу замечательную карусель. Карусель. Items у нее будет items. Карусель. Items. И class name будет margin bottom 10. Так, сами items у нас где они вообще лежат? А мы их еще не создали, да, по-моему? Да. Давайте прямо здесь создадим их. Прямо здесь new file. Карусель.data.ts. Вставляем. Вот такие я сделал слайдеры. Их два будет всего лишь. Это вот первая технология картинки, там бесплатная доставка, там и новый продукт условно. Вот. И также я бы хотел сами картинки добавить. Картинки, опять же, можете взять любые из интернета, это не проблема абсолютно. Вот, ну, те, у кого есть премиум подписка, можете скачать на сайте, собственно, опять же, по общему архиву. Так, пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где наш паблик? Вот паблик. И вставляем. Картинки будут следующего формата. То есть вот такие точки и вот такие technology. Вот, я особо, опять же, не парился по этому поводу. Взял, что получилось взять, скажем так. Сохраняем. Смотрим, что получилось у нас. Обновляемся. Так, use client. Почему он возникает? Потому что, ну, нужно use client здесь ставить. Как видите, у нас плавненько есть анимация, листаем. Не работает, да, Transition Group? Не работает. Что по ошибкам? Не понимаю, откуда запрос идет, до сих пор не могу понять. Ну, тупо не понимаю. Не работает анимация почему-то. Не работает. Давай посмотрим, в чем проблема. Transition Group берем отсюда. Оборачиваем. Давай сейчас буду сравнивать со своим кодом. Понять, в чем ошибка. Так. Еще раз. У нас есть это есть, это есть, это есть. Это есть, SS Transition, Timeout. Ну, ключ, да. Может, реально нужен ключ? Слушай, может, реально ключ нужен? Давай добавим ключ. А, реально ключ нужен был, точно. Я что-то тупанул, ключ реально нужен был. Вот такая анимация получилась. То есть у нас, видите, плавно выезжает за счет CSS, вот плавно выезжает. А вот дергание происходит за счет Transition группа.
Вот. Ну, простенькая анимация, на самом деле. Можно было что-то другое, может, придумать. Ну, как бы, я решил так взять. Блин, а что за запрос идет такой левый? Откуда он идет причем? Вообще не понимаю, откуда он. И главное, куда он идет. Давайте посмотрим на наш сайт. Еще раз, у нас где продукт вообще? Ну, это может быть только в продукт-сервисе, ну, по-любому, продукт-сервис. Вот, то есть у нас здесь есть логика вот такая, типа, где она? Какой еще раз URL он отправляет? Продукт. Вообще бредовый URL какой-то. Вообще бредовый. Или типа он заранее страницу хочешь подгрузить, может быть? Типа у нас нет страницы карточки товара, возможно, поэтому такой баг. Ну, это непонятно, ребят. Ладно, пока опустим этот момент. Это непонятно нам. Ой, сейчас хорошо, онлайн подупал. Сейчас вообще самый кайф. Могу сидеть разрабатывать. Не отвлекаться. Ой. Так. Давайте, ребят, вопросы в чате есть или нет. Мы закончили вот раздел с каруселью. Сейчас пойдем, наверное, фильтры делать сразу же. Я думаю, да? Я думаю, да, фильтры пойдем сделаем сейчас. А почему бы и нет, кто нам запрещает, собственно. Вот. А я пока могу на ваши вопросы ответить, если они есть вообще в чате. Если нет, то продолжим дальше. Так, вопросов, я так понимаю, нет. Можно продолжать, ребят, да? Окей. Спасибо, Вадим. Какая ваша любимая база данных? Слушай, да я ж не бэкэнд-разработчик, поэтому ну, для меня как бы это, ну, такой вопрос, знаешь, не сказал бы, что я как-то плотно с этим работаю, вот. Но в целом, то есть я бы, наверное, ну, все-таки мне больше всего Postgres нравится, хотя раньше топил за MongoDB. Сейчас больше Postgres нравится из-за того, что она такая прям жесткая, строго типизированная и так далее. Так, ребят, я напоминаю, перед стартом фильтров, напоминаю, то, что у нас есть премиум подписка, да, и что самое важное нужно понимать. Этот проект, который мы сейчас разрабатываем, мы с монтажером подготовим его в красивейшем формате, в такой в мини-курс, скажем так. То есть мы разделим его на 10-15 уроков, скажем так. Вот эти все 3 части, которые были на канале, соединим, отмонтируем, красиво все сделаем, добавим домашние задания, контент и так далее. И получится у нас мини-курс на сайте. Вот, это прям очень круто. Будет он лежать в разделе... Тут нет, да, по-моему, премиум подписки. Да, будет лежать в разделе у нас этого... В разделе проекта с нуля будет лежать вот здесь. Будет добавлен вот новый проект, который будет считаться Amazon 2.0 непосредственно. Вот, поэтому у тех, у кого подписка есть, и сможете скачать все исходники, и сможете в том числе кайфануть от мини-курса полноценного, посмотреть, изучить каждый урок. И также вы сможете получить доступ к самому важному, а это 7 интенсивов, ребят. Это разного уровня. Самый топовый — это первый интенсив, другие не менее топовые, также крутые. Спокойно можно вырасти от начинающего до middle уровня. JavaScript для всех — это самый лучший интенсив, наверное. То есть мы там взяли банковское приложение. Аналогов просто нет, самое лучшее, что есть вообще в интернете в целом. Дальше есть поддержка 24/7 в Телеграм-чате, рубрика «Проект с нуля» и так далее. Все, короче, здесь плюшки описаны, кайфуйте, наслаждайтесь, есть подписка навсегда. Один раз купили, больше никогда не покупайте. Вот кидаю ссылку в чат, кому интересно, оплачивайте и кайфуйте. Ссылка есть также в описании. И в описании ссылка на Телеграм и ВК сообщество, там проходят розыгрыши. Так, сейчас я разомну ногу быстренько и начинаем. А то засиделся немного.
Так, все, ребят, продолжаем. Продолжаем. Так. Музычка. Что по музычке, кстати, у нас? Давайте заново. Пусть заново она и поиграет. Так. Все, музычка погнали. Все, можно продолжать, ребят. Так, а где у нас? А где у нас наш... Вот так вот, чатик откроем. Все. Let's go. Так. Так, на чем мы закончили, ребят? Мы закончили на... Мы закончили на чем? Да, мы к фильтрам хотели перейти. Погнали к фильтрам тогда. Чё уж сидеть на месте, скажем так. Для начала, я думаю, может быть, мы подредактируем непосредственно сервиса сами по себе. Чтобы мы подготовились к фильтрам полноценно. Так, здесь у нас что поменялось? Здесь мы все и так поменяли, да, в этом месте. В сервисе в самом мы тоже поменяли все, что нужно. Отлично. В продукт-сервисе. Так, значит, в продукт-сервисе нам нужно поменять get by ID. Он был такой. Точнее, get by Slack. Вот он, да? А нужно его поменять немного. Он будет вот такой. Ну, то есть то же самое, только мы просто еще в конце будем отдавать дату. И, в принципе, все, наверное. Да. В Product Types, вот тут, мы добавляем фильтры. Мы уже добавили, у нас будет фильтр по рейтингу, по min price, max price, категория ID, page per page. Это все есть у нас, отлично. И что еще? И внизу еще одни, да, надо добавить. Вот, type params filters. Вот, это для того, чтобы у нас были фильтры на страничке... На какой страничке? Это что в целом мы могли на серваке подгрузить наши фильтры все. То есть, чтобы мы загрузили до загрузки страницы все, допустим, если у нас уже есть какие-то фильтры, чтобы мы их смогли подгрузить. Ну, к примеру, там у нас уже указано в строке, там, допустим, high price, и он уже при загрузке страницы сам next подгрузит именно то, что по high price, скажем так. Так. Давайте сразу доделаем другие тогда. Order сервис здесь, в принципе, остается без изменений, только мы докидываем еще get by user ID. Помните, да, мы поменяли вчера на бэкэнде вот такую тему. И последнее это по ревью сервиса. Раньше у нас здесь был Axios Classic, теперь будет Instance, потому что нужна авторизация для этого. Все. Все остальное без изменений. Так, сохраняемся. Так, теперь по поводу фильтров. Мы создаем, собственно, новую с вами папочку. Она будет располагаться в нашей директории app. Фильтры выглядят будут следующим образом. Напомню вам, да, вот такая страничка будет у нас. Каталог, да, как обычно. Только также есть сортировка и есть также у нас открытие фильтров. Я решил сделать именно открытие фильтров. Ну, почему бы не сделать анимацию приятно. Чтобы они плавно выезжали с левой части. Вот так вот. Тут будет фильтр от цены, от и до, там по категориям и так далее. Давайте, собственно, приступать к этому. Так, это app. New folder. Пишем Explorer. Explorer. Отлично. В Explorer мы что с вами можем сделать? У нас будет папочка Filters. Это сами фильтры. У нас будет папочка также с вами пагинация. Сама пагинация. Pagination. И будет папочка также с вами сортировка. Это касаемо сортировки все. А по поводу файлов. Создадим файл page.tsx. Также создадим файлик Product Explorer, Product Explorer.module.scss. И такой же файл, только сам компонент .tsx. Отлично. И еще можно создать фильтры. Use filters. Все. Это мы с вами закончили. Теперь давайте будем потихонечку вести разработку. Конечно, тут много чего нужно сделать. Я даже думаю, с чего бы нам начать. С чего бы нам начать? Чтобы так помаленьку, понемногу двигаться. С
чего бы нам все это дело начать? Это Александр, стрим будет до конца, не знаю. По МС, ну, еще где-то, короче, часа 3, наверное. Вот так. Так. Сейчас я подумаю, ребят, давайте распишем, наверное, я думаю, да, что нужно сделать, чтобы мы не потеряли. Смотрите. Фильтр. To do filters. Спасибо, Александр, спасибо, буду рад. По фильтру, смотрите, что нам нужно сделать. По фильтрам. Сейчас я быстренько распишу. Ну, во-первых, получить данные сервера, да, это SSG. Это первый момент. Второй момент, это... Сейчас, секундочку. Второй момент, сортировка. Точнее, давай как сделаем. Hook use filter. Use filters. Потом сортировка. Потом сами фильтры. Filters. Потом пагинация. И, наверное, саму страницу, да, Product Explorer. Ну, там, где каталог будет и так далее. Наверное, так распишем пока что предварительно. И по логике, я думаю, мы сделаем следующее. Фильтр самый последний. Пагинация будет идти где-то вот здесь. Это вот здесь. Даже до SSG, наверное. Вот так. Вот так, я думаю, сделать. Такой порядок примерно. Прикинуть. Давайте выполнять, собственно, по очереди. Так. Давайте выполнять по очереди. Так, use filter, да, сначала? Значит, смотрите, задача следующая. Написать нам функционал, при котором у нас будет такой адрес. Explorer. Вопросик, допустим, там сортировка, да, будет указана там. High price, к примеру. Дальше, следующий фильтр через амперсанд. Min price, минимальная цена, там 200 условно. И так далее. И так будет продолжаться до неограниченного количества, собственно. Вот, это задача номер 1, как бы, да, сделать вот такую красивую фильтрацию, чтобы это было не просто как там непонятно, что закинули в адресную строку, а чтобы было полноценно читаемые query параметры, скажем так. Вот. Собственно, потом мы по ним же будем читать и в SSG, да, в генерации статичной, и также будем по ним же делать фильтрацию. Вот. И это все нужно обработать внутри useFilters. То есть нужно под это сделать состояние. Я решил, как делать. Можно было бы это просто контролировать с помощью тупо обновления query параметров, но я решил пойти дальше, сделать под это все дело отдельный редакс, потому что раз есть у нас редакс, почему бы его не сделать. Поэтому я добавлю сначала редакс, наверное. Filters, slice, вот так. Так, это вам для примера я оставлю, чтобы вы просто имели в виду, что будем делать. Погнали сейчас слайс-то сделаем. Самое правильное решение, думаю, будет. Новую папочку создаем. Filters. Теперь создаем здесь папочку filters slice.ts и filters types.ts. В тайпах, собственно, тут будет типизация. Да, у нас будет несколько моментов. У нас будет, во-первых, iFilter state, состояние общее нашего, да, наших фильтров. Оно все будет включать, собственно, обновлены фильтры или нет. Да, почему я это ставлю, я чуть дальше расскажу про это. Query параметры, те самые, да, которые вот мы писали адресную строку, вот они, адресную строку, это query параметры. Они будут себя включать вот эти все фильтры. И также у нас есть iFilter Action Payload, это то, что будет приходить извне. То есть, чтобы нам добавить новый фильтр, нужно будет передать ключ этого фильтра. Ключ берем отсюда, да, и value. То есть, тем самым, допустим, если мы хотим добавить min price, мы передаем сюда min price, там, допустим, добавив к нему там 200, да, и так далее. Сохраняемся. Теперь filter slice.
Давайте создадим сначала по умолчанию значения какие-то, добавим. Initial state, у нас будет вот этот state как раз таки, да. По умолчанию, смотрите, фильтры у нас не обновлены, да, поэтому ничего работать не будет. Сами фильтры будут следующие, то есть мы делаем сортировку по умолчанию по новым продуктам, да, то есть сначала показываются новые, потом старые, это сортировка по умолчанию. Поисковой, собственно, запрос пустой, рейтинги пустые, первая страница, и на странице будет 20 штучек. Вот. Как работать пагинация, рассказывал в первой части этого, собственно, этого, как сказать, этого проекта. Вот. И вкратце, что мы делаем? Мы указываем количество страниц и сколько будет штучек на этой странице отображаться. Первая страница, 20 штучек отображается и так далее. Так, дальше создаем сам слайс. Давайте создадим его. Export const filters slice. Create slice. Name указываем filters. Initial state. И reducer указываем. Редюсер будет следующий. Он будет всего лишь один, который будет позволять нам краски обновлять наше состояние. Update query param. Здесь мы указываем state, мы получаем, да, и тот самый action payload. Action. То есть входящие данные. Мы их здесь можем спокойно описать с помощью payload action, да, и в качестве дженерика передаем сюда непосредственно тот тип, который мы описывали до этого. iFilter actions payload. Вот таким образом. Теперь мы берем, собственно, получаем ключ и value из action payload, да. И далее мы берем state, у него берем query params и по ключу находим нужный элемент, то есть мы можем тем самым найти динамичный элемент, чтобы не писать .key, допустим, да, а нам нужна динамика, поэтому берем вот таким образом. Но мы ищем поле в объекте по факту. Он будет равен нас value. Вот. И указываем обязательно, что мы обновили параметры, чтобы у нас произошло получение данных, скажем так. Вот. Теперь еще один добавим мы reset. Filter update. Ну, для сброса этого параметра, да, чтобы у нас не обновлялись данные. State. И state is filter updated. Ставим false. Сохраняем. Отлично. Так, что еще? По этому поводу мы сделали. Теперь давайте подключим его. Идем в Store. Идем сюда. Так, как его будем называть? Назовем его просто filters. Filter slice. Импортируем обязательно. И reducer. Также в экшенах root actions тоже добавляем обязательно. Filter slice actions. Добавили, все. В этом плане мы готовы. Теперь идем в use filters дальше. И продолжаем здесь создавать хук. Const use filter. Специально создаю отдельный хук, чтобы у нас просто вынести это отдельно эту логику, чтобы у нас не было никакой там скомканности в этом плане. Возьмем нужные нам хуки. Вот, это path name, это search params. Сейчас объясню, что это такое. Похолоднее сделал немного. Search params — это теперь новая мета, скажем так, да, как теперь получается, видите, вот query параметры. То есть вот эти query параметры, да, нам нужно как-то их получать. Теперь для этого есть search params, очень удобно, на самом деле. Мы можем взять .get и получить нужный нам параметр. Допустим, получаем параметр min price. Вот такая тема. Дальше берем action, из него берем для обновления query параметров, и replace берем для того, чтобы мы могли как раз-таки обновить наши query параметры в адресной строке. То есть чем отличается push от replace? Push, если мы будем пушить, то тем самым страничка, скажем так, она обновится, да. Если мы будем использовать replace, то в таком случае у нас просто обновится адресная строка. Ничего другого обновляться не будет. Поэтому используем replace в этом случае.
Напишу хозяину, чтобы уборку перенесли. Потому что я думаю, что я не смогу освободиться. Так. Так. Значит, смотрите, ребят. Да, нам нужно теперь useEffect сделать. useEffect. В нем будем обрабатывать определенную логику. То есть, смотрите, нам нужно при загрузке страницы, чтобы, если у нас в адресной строке что-то есть, ну, то есть, к примеру, если у нас в адресной строке уже есть эти параметры, да, эти query параметры, то мы, допустим, хотим их записать в наш state, чтобы у нас была синхронизация полная. Чтобы не было такого, что, условно, у нас разные параметры и там, и там. Поэтому при загрузке страницы мы берем search params, вот те самые search params, да, у них есть встроенный метод forEach, который в себя принимает value и ключ. Это нам позволяет супер удобно сделать update query params и обновить все, что нам нужно обновить. А именно, ключ будет равен ключу, а value будет равно value. Но он будет ругаться по понятным причинам, потому что изначально, ну, мы не знаем, он не типизируется, да, и мы не понимаем search params. Ну да, типизацию здесь мы нельзя сделать, да, никакую типизацию. Да, и мы, собственно, не понимаем, какие у нас там вообще есть ключи. Поэтому здесь делаем примитивную типизацию. Делаем, что ключ равен у нас как key-off от type product data filters. Вот. То есть ключи у нас от этих ключей, собственно. Вот. Я думаю, этот момент понятен. Так. Теперь дальше. Дальше делаем мы функцию, которая будет заниматься обновлением параметров, да, то есть мы, казалось бы, у нас есть вот вроде бы action, да, который этим занимается, но этого нам мало, потому что нам нужно обновлять также адресную строку, вот эту как раз-таки строку. И там есть определенные особенности, то есть в зависимости от хука. Поэтому давайте создадим const update query params. Вот, то есть там был update query param, а здесь params. Вот так, чтобы было вам просто понятно. Ну, лучше и по-другому переименовать, на самом деле, чтобы точно не было путаницы. Здесь мы, на самом деле, также получаем ключ. И получаем value. Value должно быть строкой обязательно. То есть все должно быть преобразовано к строке. Const new params равно new URL search params. Вот, это встроенный, собственно, в JavaScript класс, да, который нам позволяет, собственно, ну, преобразовать в нужный нам вид вот эти параметры непосредственно. Для этого мы берем search params, это глобальный, да, который, и его просто делаем в стрингу. Вот и все. Тем самым мы здесь имеем наши параметры по умолчанию. Теперь, если значение какое-то приходит отсюда, да, значение приходит, бывает такое, что оно пустое, да, либо там не подходит нам условно. Если оно приходит, то мы делаем new params set. Это нам позволяет делать класс, да, как раз таки. Вот то, что разбирали мы в нашем интенсиве по JavaScript, как это все реализовать под капотом. Делаем new param set, указываем ключ и указываем, собственно, string value. Вот таким образом. Иначе new params .delete удаляем. Все. То есть, чтобы не было такого, что у нас, условно, в адресной строке будет вот такая штука. Типа там min price равно 0, допустим. Чтобы такой каши не было, да, или чтобы вот такого вот не было, просто пустого значения, мы тогда просто лучше его удалим. Зачем он будет висеть пустой? Поэтому такая штука. И далее мы просто обновляем адресную строку, как я говорил, через replace. Берем replace, берем текущий путь и к нему прибавляем, значит, вопросик, да, с чего начинается любой, в принципе, у нас query параметр. New params преобразуем к строке, toString.
только я заменю некоторые моменты. Вот, это опять же я делаю для красоты, и, наверное, это лучше не делать. Наверное, да? Что это я делаю? Смотрите, когда мы будем делать рейтинги с вами, рейтинг следующего формата, я показывал уже в предыдущей части, вот так, ну, то есть покажи нам товары, у которых есть рейтинг 4 звезды, 3 звезды и 2 звезды. Разделяется через черточку для того, чтобы мы могли хранить массив в адресной строке. Так вот, для безопасности он преобразует символы типа таких, преобразует их вот в такую запись, %7C. Чтобы такого не было, мы принудительно их меняем обратно на вот такой вот. Но это, опять же, это я делал для красоты, как бы, ребят, тут лучше, наверное, это не делать. Лучше пусть он остается так. Update, дальше query param. Указываем здесь это ключ и value. Сохраняем. Все, вот такая функция. Давайте сейчас по ней пробежимся. То есть, понятно, да, здесь мы берем хуки, здесь ничего интересного нету. Здесь мы, собственно, делаем при загрузке страницы все забираем из адреса строки и записываем ее в наше общее состояние. Дальше сама функция. Мы берем, собственно, update query params, у нее берем ключ value и что еще? Да, и, собственно, обновляем наши параметры. Каким образом? Мы сначала берем все, что уже есть в new params. Дальше этот класс нам позволяет делать set и delete, добавлять и удалять. Добавляем вот что-то и удаляем вот что-то, скажем так. Дальше обновляем адресную строку и обновляем наше общее состояние. Вот и все. В конце мы возвращаем все перемены, которые нам понадобятся вне. Вот update query params и isFilter updated. Такая тема. Закрываем. Все, фильтры у нас готовы. Это готово. Теперь сам Product Explorer. Что мы можем с ним, собственно, с вами проделать? Product Explorer. Во-первых, давайте стили сразу накинем, да, чтобы далеко не ходить. Стили очень простые, на самом деле. Это добавляем просто transition небольшой, плавность, чтобы оно плавненько выезжало, а то сворачивалось наоборот, да. Aside — это как раз-таки и есть наш вот сайдбар с фильтрами. А это секция справа с товарами. И как будет открыто, просто вот такие делаем параметры. Вот и все. Здесь все очень просто, на самом деле. Так, сам Product Explorer открываем. Так. По умолчанию мы принимаем initial products. То есть это те продукты, которые уже будут отфильтрованы на сервере, скажем так. Сервер же тоже имеет доступ к нашей адресной строке, поэтому вот такая тема. Pagination products. Здесь мы их забираем. Initial products. Далее мы идем в состояние, собственно, открытый фильтр либо закрытый из фильтр open. Берем дальше фильтры, которые только что мы описали, и все, что мы можем оттуда забрать. Дальше мы используем с вами useQuery. Вот, useQuery для того, чтобы мы могли с вами подгрузить все наши фильтры и с ними работать. Вот. useQuery, он сам будет срабатывать на самом деле на изменение фильтров. Когда фильтры меняются, он будет тоже меняться. Вот. Я для этого вывел специальную переменную вот из filter update, как раз таки эта переменная. Вот. Почему я ее вывел, почему я не оставил без нее? Потому что иначе у нас даже при загрузке страницы, когда уже есть initial products, все равно делается повторный запрос на сервер. Да? То есть это неправильно, потому что зачем нам делать запрос на сервак, если данные уже есть. Вот. Поэтому в таком случае мы делаем, собственно, hook useQuery. Вот. Я его вставлю, потому что в прошлом уроке его уже делали. И, собственно, вот так мы делаем. Берем getAll, передаем query парамсы. Собственно, initial data по умолчанию будет вот такая, которая приходит. И включен будет только в тот момент, когда у нас фильтры обновились. Пока фильтры не обновились, данные грузиться не будут. Вот такая тема. Так. Дальше. Тут, в принципе, будет у нас всякая сортировка, типа того, да, вот мы уже вставить. У нас, кстати, она пока что не работает, я ее все равно импортирую, мы с ней будем сейчас более детально работать. Хеддинги берем различные. Если есть search query, то есть запрос, допустим, на поиск, то мы меняем на заголовок на search by query. Если нет, то просто будет explorer. Вот. Sort dropdown пока что скроем, он адекватно пока что не работает.
Теперь делаем кнопку открытия-закрытия фильтров. Она будет очень простой, вот такой вот. Обернем в React фрагмент, чтобы у нас не было ошибок никаких. Вот таким образом. Ну, просто кнопка обычная, то есть, которая меняет состояние и фильтр open. Вот, чтобы у нас открывался, закрывался наши фильтры. То есть, самое примитивное, наверное. Дальше. Далее. Здесь, собственно, будут идти сами фильтры, да. Вот тут div нужно закрыть нам будет. Вот, в aside будут лежать фильтры сами. Пока что их нет, пока что это мы пропускаем. Здесь будет filters. И импортируем в нужном стиле. Импорт. Так, и также библиотечку. Import cn from. Так, хорошо. Хорошо, так, фильтры мы сделали, aside мы тоже сделали. Так, теперь. Тут будет section, обычная секция, да, и в ней уже будет сам каталог. Вот каталог будет примитивный, который мы уже брали до этого. Вот он, каталог и излоадинг. Вот. Тут также будет ниже пагинация. Объясняю, ребят, почему мы делаем из фетчинг передаемся, а не из лоадинг. Потому что я хочу, чтобы отображалась загрузчик даже в момент, когда данные грузятся из кэша. Из лоадинг он отображается только в момент, когда идет первичная загрузка данных. Если они уже были в кэше, он не будет отображать загрузку данных. Вот, хотя я хотел бы, чтобы это отображалось. Поэтому я беру именно из фетчинг, а не из лоадинг. Так, сохраняем. Давайте посмотрим, что получилось вообще. И вообще, что-нибудь получилось или нет. Так, для этого перейдем в page сначала. И здесь уж немножечко кого-то делаем. Так, CNC. Неправильно. Вот, no index component. Здесь пишем, собственно, Explorer. Здесь Explorer page. И оставляем так пока что. Отлично. Так, здесь на самом деле мы уже с вами умеем много чего делать. На главном мы это уже делали, поэтому давайте оттуда возьмем просто. Касаемо ревалидации, get products и так далее, это мы все отсюда забираем. Это мы все отсюда забираем без каких-либо проблем. Вот так. Тут все делаем то же самое абсолютно, да, только немножечко меняем. То есть, во-первых, у нас на этой страничке будет search params приходить, вот здесь можем их принять спокойно. Вот. То есть мы на сервере тоже имеем доступ к query параметрам, это важно понимать. Product сервис берем. Вот, и здесь уже мы передаем не вот эту чушь, да, как бы, а передаем уже полноценные search params. Вот, которые у нас есть в адресной строке. Так, это хорошо. Здесь теперь тоже мы указываем, что это будет асинхронной функцией. Это серверный компонент. Указываем здесь, что search params приходит у нас. Вот. И в конце мы просто отдаем сам Explorer, да, и в него отдаем initial products, то есть значение по умолчанию. Это нам позволит сделать сайт немножко быстрее, то есть у нас по умолчанию уже будут подгружены данные, уже будут подгружены товары. Это важно понимать. Вот, сохраняем. Так. Тут по поводу useClient, здесь его сразу же делаем, потому что, ну, здесь на сервере это не может обрабатываться, потому что здесь идут useState и так далее, все, тут уже без вариантов, поэтому делаем так. Давайте проверим, что получается вообще в целом. Обновляемся. Browse Products. Next router was not mounted. Идем Use Filter. Видите, ошибка, да? То есть он криво импортирует, он заимпортировал из Next Router. Будьте внимательны, ребят. Нужно экспортировать из Next Navigation. Вот. Тогда будет все работать исправно. Вот, пожалуйста, наши фильтры появились. Вот куча товаров у нас есть. Фильтры открываются красиво и закрываются. Все работает просто прелестно. Как видите, все работает просто отлично. То, что нам нужно. Нам теперь осталось добавить пагинацию, сортировку и фильтр непосредственно. Давайте начнем по очереди. Наверное, начнем с пагинации. Я думаю, да, самое такое примитивное и простое. У нас она уже есть, причем... А, нет, ее пока что нет. Давайте создадим. pagination.tsx. А пагинация у нас здесь уже была, ребят, вам не кажется? Она у нас была где-то на главной странице, да, по-моему, уже мы что делали в прошлый раз.
В каталоге она была, каталог Pagination, который мы удалили, да, успешно. Поэтому, значит, мы это разбирали в тот раз, поэтому я просто сейчас вставлю и расскажу вам по функциональности. Вот, чтобы мы не тратили время. Смотрите, еще раз повторяю, что разбирали в первой части, собственно. Вот, пагинацию мы уже делали, поэтому, опять же, останавливаться не буду на этом моменте. Собственно, мы получаем количество страниц всего, получаем функцию, которая будет отвечать за переключение страницы, что будет происходить при переключении страницы, получаем текущую страницу, чтобы ее пометить, что она активной является, и так далее. Что дальше? Мы формируем рандомный массив, просто пустой массив, длина у него будет равна количеству страниц, либо если у нас количество страниц больше, чем одна, тогда, то есть если количество страниц больше, чем одна, то это будет количество страниц, если меньше, то будет один просто. Вот, это для того случая, если, допустим, у нас там 0 или что-нибудь в таком формате, всегда будет единичка висеть. Дальше берем map, тут нижнее подчеркивание, потому что нам не нужно пробегаться по значению, мы берем просто индекс. Вот, дальше page number является индекс плюс 1, потому что индекс идет с нуля, а нам нужно плюс 1, то есть чтобы было с первой страницы, а не с нулевой. И возвращаем просто кнопочку обычную. Size M, это мы делали в прошлый раз, то есть disabled будет, если current page равно page number, чтобы нельзя было нажать на кнопку, которая уже активна. И change page, вот функция вызывается. Сохраняемся. Так, теперь указываем просто в этой части. Тут смотрите, значит, что будет происходить при изменении страницы. Мы будем обновлять наши query параметры. Вот, передаем сюда page, ключ и значение page to string. Так, хотел чихнуть, то вроде уже не хочу. Вот, и current page мы передаем query params page. Query params page. Дальше numbers page у нас data length. Делим на query params per page. Может быть undefined, да? Давайте уберем, чтобы не было undefined. Вот так вот. И, собственно, все. Так, смотрим пагинацию. Вот первая страничка есть. Попробуем что-нибудь отобразить, допустим, page 1, а per page пусть будет 4. 4 элемента, вот 2 страницы теперь есть. Как видите, все прелестно работает. И видите, query параметры меняются. Нажимаем сюда, обновилось, нажимаем сюда, обновилось. Вот и все. Пагинация работает успешно. Так. Теперь давайте сделаем сортировочку нашу любименькую. Сортировочку. Да, смотрится прикольно. Согласен. Сортировка, ребят. Нам нужно перенести ее из UI. UI. Где у нас UI? Карусель, баттоны, каталоги, инпуты. В каталоге, да, найдет sort drop down. Вот сюда мы ее переносим. Переносим ее вот сюда. Так, sort drop down. Если мы переносим. Угу. Так. Угу. Сейчас давайте выведем дату. Тут мы делали такой вариант, знаете, не очень хороший. Типа мы указывали там, сколько там ключей там будет. Точнее, ключи отсюда там преобразовывали. Это некрасиво. Не то, что мы хотели. Мы хотим красивый формат, поэтому идем сюда. Новый файл создадим. Sort select. .ts. Вот. Здесь будет export const sort select data. Это константа, которая будет принимать себя просто вот iSelect item, которого тоже нет почему-то. Почему его нету?
Мы еще не сделали с вами, да. Пока еще рано, ребят. Какой прикол? Прикол в том, что нам нужно разработать свой кастомный, можно сказать, библиотечку, свою кастомную React Select. Вот такую вот. Чтобы мы могли использовать не только для сортировки, а также для других моментов. То есть, чтобы вы могли в своем проекте ее использовать абсолютно везде. Для этого уже сделать один UI-компонент. Вот. Так что давайте начнем, наверное, с этого, пожалуй. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот в UI у нас идет UI. Да, вот нашел UI Select. New folder. New folder. Select. Файлики создаем. Select интерфейс. Ну, как реально, как React Select небольшой делаем. Interface.ts. Дальше. Select.module. .scss и select.tsx. Отлично. Так, тут смотри, какой момент интересный. Мы же с вами делаем прям полноценную библиотечку такую интересную, да? Поэтому я бы хотел сделать вариант с дженериками. То есть нам важно передавать компонент, тип данных, которые в нем будут лежать. Что я имею в виду? Сейчас объясню. Мы должны понимать, у нас item, он вообще что? Это строка, это число или что-то другое, скажем так, или объект вообще в целом. То есть нужно понимать тип состояния нашего, чтобы у нас был максимально переиспользуемый компонент. Для этого идем в интерфейсе. Сейчас я вам все поясню на примере дженериков. Давай, Диспозита, давай. Спасибо, что пришел. Вот, приходи завтра на запись, да. Спасибо, Никита, спасибо большое. Экспорт. Интерфейс. Вот. Будет называться iSelectItem. Передаем свой generic. Вот generic, да? Он будет равен строке. Вот. Что я имею в виду в строке? По умолчанию он будет равен строке. То есть generic это по факту, ну, для новичков простое объяснение, это как будто вы делаете просто аргументов в любой функции. То есть ничего сложного в этом нет. То есть просто передаете аргумент сюда. Вот. Для чего, опять? Для того, чтобы мы понимали, какое у нас значение является вообще ключ. Вот. То есть у нас будет здесь приниматься лейбл. Это вот то, что будет отображаться сверху на селекте нашем, да, то есть, допустим, там high price, low price и так далее, вот. Это будет строка обычная. И ключ. Ключ — это вот то, что будем передавать в базу данных, условно. Это вот само значение, там, high-price, допустим. То есть, и он как раз будет являться вот этим вот дженериком. То есть он может быть и строкой, и числом, и чем-то еще. И вот это все нужно обязательно пометить в этой части. Экспорт, интерфейс. Теперь общий интерфейс под весь наш select. Он принимает себе generic, понятное дело, также. Вот. Также он, собственно, принимается дату. Дата это то, что будет выведено в нашем селекте. Ну, короче, те, кто работал с React Select, они понимают, что вообще происходит в целом. То есть нам нужно вывести данные какие-то. Вот эти вот данные, дата это и есть данные. Они по типизации будут iSelectItem, да, только передается generic, опять же, да, и будет это массив данных. То есть это будет не одно данное, а много данных, скажем так. OnChange. Берем item. iSelectItem. Это что будет происходить при изменении. Берем k. И void. Void. То есть ничего не будет возвращаться. Void — это значит, что мы возвращаем пустоту. Вот. При этом onChange будет позволять нам менять состояние. То есть состояние будем передавать, наверное, извне, где-то, да, хранить его будем, а будем лишь дергать какие-то определенные функции, скажем так. Value же будет равно у нас iSelectItem, тоже ключ. Это то самое значение будет, да? И title, если нам потребуется, он будет string. Что такое title? Title — это вот... Сейчас покажу. Вот эта часть, вот, видите, sort by text, да, он может как и быть в этом селекте, так его может и не быть, поэтому я ставлю его под вопросиком.
Вот такая типизация получилась. Еще раз, да, то есть нам важно понимать тип нашего состояния. То есть ключ, он может быть как и стрингой, так и числом, так и объектом, и чем угодно. Поэтому важно понимать этот тип, и чтобы он был более максимально переиспользуемый, чтобы могли в любом месте использовать этот селект не только для сортировки, а еще для других моментов. Для этого мы передаем сюда generic, который указываем здесь. Вот и все, собственно. Нет, скидок пары не будет, скидок не будет. Я только вчера рассказывал эту тему, что слишком дешево продаем, вот, поэтому скидок точно не будет. Никита, я работаю, ну, я никогда ни на кого не работал, у меня была до этого своя веб-студия, сейчас я работаю на себя, вот наша компания steamalos.ru. Мотивация у тебя должна исходить изнутри, то есть я понимаю, что есть какие-то люди, которым можно мотивироваться, вот, но в целом должна изнутри исходить мотивация, найти нужно то, что тебя заряжает, и то, что дает тебе вставать рано каждое утро, там, дает тебе энергию какую-то и так далее. Вот у меня это мои, там, допустим, цели, мое желание, там, доказать всем, что все-таки наша компания номер один, да, в нашей сфере будет и так далее. То есть, ну, есть какие-то цели просто, вот. Так, здесь, смотрите, здесь такая особенность определенная. Мы не можем использовать здесь стрелочную функцию по той причине просто, что она здесь не подходит. Вот, потому что дженерики мы не можем прокинуть стрелочную функцию. То есть так это не работает. Поэтому мы можем использовать только обычную функцию. Давайте здесь используем. Вот так сделаем. Вот, я сразу заимпортирую все библиотеки, которые мне нужны. Это иконочка, вот эта стрелочка открывания вниз, да, стили, которые мы еще не описали, да, кстати, давайте стили опишем быстренько. Стили максимально базовые, но при этом плавные. То есть у нас менюшка будет выезжать, вот так, каждый элемент будет вылетать по очереди. Здесь я объяснять не буду, все очень просто. Здесь тоже все очень просто. Вот это интересный момент. Смотрите, значит, мы задаем каждому элементу выезд справа, да, то есть вот его анимация, выезд справа, да, но нам нужно анимировать именно по очереди, чтобы у нас сначала первый выехал элемент, потом второй, потом третий и так далее. Нужно добавить задержку какую-то, небольшую задержку. Поэтому в SCSS есть очень крутая штука с циклами. Мы берем цикл for, берем индекс от 1 до 4, 4 элемента всего у нас, да, там будет, и дальше мы указываем nth-child, указываем задержку и умножаем просто на текущий индекс. Тем самым у нас будет крутая задержка между элементами. То есть они будут выезжать по очереди. Так что такая тема. Ребят, лайки прожимаем. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый большой проект, и тем быстрее выйдут тайм-коды к этому и к вчерашнему стриму. Вот, тайм-коды также будут, все для вас будет, но для этого нужны лайки. Так, ну какие-то базовые моменты я, наверное, буду просто вставлять, не буду объяснять. То есть мы здесь сначала делаем просто шапочку небольшую, ну, типа вот эту верхнюю часть, да, будет кнопка, которая будет открывать ту самую менюшку, это обычное состояние открыть-закрыть. Собственно, при клике будет открываться-закрываться, title, если есть, то будет отображаться, и по умолчанию будет value label отображаться как раз-таки, либо default. Вот. А также будет стрелочка вниз, то есть вот эта вот стрелочка вниз. Ладно, даже показывать не буду, я думаю, понятно. Дальше чуть поинтереснее. Дальше вывести те самые элементы. То есть, когда у нас открытое меню, мы отображаем UL. Вот он, UL-чик. И в нем должны быть ссылки. Мы пробегаемся по каждой ссылке, собственно, ее выводим. Так. Импортируем еще раз классную библиотечку. Так. Значит, смотрите, мы берем дату, да, дальше мапимся по всем нашим дате, которая пришла. Дальше, собственно, ключ такой-то, я думаю, понятно здесь все. Если элемент активен в том случае, если ключ равен ключу, который приходит извне.
При клике будет изменяться состояние, которое функции передаем, опять же, извне, и закрываться будет меню. То есть, когда выбрали что-то, меню закрывается. Это логично, я думаю. И пункт будет недоступен для выборки, если он непосредственно уже является активным. То есть, чтобы мы повторно не могли кликнуть на него. И все, в принципе, текст будет item label. Так. Так. С этим мы, наверное, закончили. Теперь можно перейти дальше к сортировке. Тут делаем дату. Да, вот вся наша дата, которая есть. Вот она. То есть у нас будет ключ, это будет enum product high price. Вот про что я говорю, да, то есть ключ у нас, вот в чем прикол, да, он может являться не только вот строкой, да, и числом, а также и enum. Так вот, для этого мы, собственно, и сделали возможность указывать generic, параметры дженерика. Вот, далее мы указываем здесь непосредственно, собственно, high price, это вот то, что будет отображаться, а это вот именно то, что ключ, который будем передать в базу данных, и вот так мы это все дело указываем. Так, понятно, да? Все, это мы указали. Теперь дропдаун идем. Тут, в принципе, нужно немножко поменять код просто, да? Мы в прошлый раз его сделали таким примитивным, на самом деле. Вот, сейчас будет прям очень и очень красиво. Сразу предупреждаю, вы кайфанете. Значит, во-первых, мы переносим сюда обязательно, это у нас use filters. Блин, а, ребят, мне что-то с ухом решать, я не знаю. Какого-то врача нужно где-то искать. Вот. В Минске, опять же, не смогли диагноз поставить, но это прям дискомфорт. То есть вот у меня опять что-то заложилось, из-за этого очень тяжело разговаривать, потому что я, ну, не так себя слышу, как должен слышать. Короче, такая дичь. Вот. Но ничего страшного, как-нибудь решим потом. Так, здесь делаем z-индекс 10 обязательно, да? А вот этот весь селект мы меняем теперь на наш кастомный селект. Вот так он выглядит. Он выглядит прям в лучших форматах, в лучших, как сказать, в лучшей реализации, которую только можно было представить, на самом деле, да, вот реально прям самая лучшая реализация, это тоже нам уже больше здесь не надо, выглядит прям как реально полноценная библиотечка. То есть мы берем select, мы вот таким образом указываем внутри него generic, то есть теперь мы понимаем, что каждый ключ у нас равен именно enum product sort. Не какой там строке просто, да, а именно enum, и это круто. Дальше мы делаем дату, вот которую только что описали здесь, вот наши значения все. Далее мы указываем, что будет при onChange. Мы получаем value и записываем его в наши, собственно, query параметры. Да, в наши, да, query параметры. И value мы ищем, берем нашу дату, по ней ищем и находим активный элемент, чтобы получить value. Вот, только он пока что, видишь, undefined пишет, потому что может и не найти, скажем так, да? Наверное, я забыл указать, что value может быть undefined. Вот тут. Вот так, все, теперь нормально все. И title указан sort by. Так, сортировочка добавилась красивенько. И видите, как элементы вылетают? Видите справа? То есть они по очереди вылетают. Раз, два, три, раз, два, три. Видишь, вот по очереди вылетает. Попробуем сортировать. По низкой цене 29, 120, 230. По высокой цене 900, 950, 930. Там по дате можно и так далее. Короче, все прекрасно отрабатывает. И вверху, видя в адресной строке, все так же красиво меняется. То есть sort, newest и так далее. Отлично. Это мы с вами тоже сделали. Так. Что у нас там по чек-листу? По чек-листу у нас осталось фильтры. Фильтры остались непосредственно. Ну да, Александр, да, я же сам такой не люблю, поэтому, ну... Можно сказать, я с вами на одном уровне в плане теории. Это не моя тема. У тебя реально в уроках стек достаточно крутой, это я к твоим словам о твоем проекте. Не хватает пока только тестирования. Чисто код пишешь, в процессе уже ошибки смотришь. Ну да, да. Спасибо, Деспозито, да, спасибо большое. Так, фильтры. Фильтры. По фильтрам ситуация интересная. Ну, точнее, ничего интересного нету.
Так, сейчас, ребят. Так, продолжаем, короче. Продолжаем. Так, фильтры. Ой, по фильтрам, ребят, душнилово жестко, на самом деле. Это вам не так, знаешь, не в библиотечку сходить. По фильтрам прям тяжелая ситуация. Блин, проект на самом деле громаднейший, вот честно вам признаться. Проект прям большой. Я вот всегда не могу оценить особо, сколько это реально займет по времени запись, но это прям тяжелый момент. Короче, в чем сложность? Сложность в том, что у нас фильтры, они состоят как бы из... фильтры, да, из вообще многих маленьких UI-элементов. То есть, что я имею в виду? Во-первых, здесь вот есть UI-элементы самого рейнджа, да, то есть, когда мы указываем от и до, это является отдельным UI-элементом, потому что, ну, как бы это нам выгодно, и мы можем это использовать в другом месте, скажем так. Вот. Если говорить про категории, то категория это тоже как бы отдельный UI-элемент, потому что здесь есть вот конкретные вот эти вот пункты, да, вот эти пункты конкретные есть. Вот. И также есть, допустим, количество отзывов. Вот. Ну, это тоже является пунктами теми самыми. Вот, поэтому нам перед написанием фильтров нужно сделать UI-компоненты, вот как раз таки эти, о которых идет речь. И только после того, как мы их сделаем, мы можем переступать уже к реализации самих фильтров непосредственно. Вот, в принципе, по фильтрам там легко делается все, вот самое сложное это сделать эти вот штучки. Давайте сейчас будем постепенненько начинать. То есть чекбоксы нужны и нужны ренджи. Нужны ренджи и чекбоксы. Ну, в принципе, опять же, это терпимо, как бы. Это не то, что, значит, там супер сложно как-то. Так. Давайте продолжим. Так, делаем сначала range. То есть от и до. Нужно указать два поля от и до. Я, честно, когда проект разрабатывал, я думал, может быть, сделать типа range, знаете, какой, ну, прям с ползунками, скажем так, вот. Ну, потом, когда полез в библиотечки, тебе смотри, там ничего готового нету, как бы вот, а придумать с нуля велосипед по этим штукам, я подумал, что, блин, слишком затратно по времени, то есть это, ну, это вот точно этого не стоит, то есть задача показать функционал именно, да, это вся визуал как бы сами можете сделать, поэтому я решил, что я сделал такой range, он тоже не такой простой прям, но при этом по функционалу то же самое получается. Так, идем сюда, UI, создаем папочку, назовем ее range, файлик range.tsx и еще один файлик range.module.css. Отлично. Так, сами стили здесь все примитивно максимально, мы просто вот делаем инпуты и вот их округляем там и так далее. То есть здесь все примитивно, я это объяснять даже не буду. Сам range, смотрите. Сам range, в принципе, тоже ничего сложного нету на самом-то деле, да? Но тем не менее. Значит, давайте мы его опишем. Так, вот так, да, по-моему? С интерфейсом сразу. Какие будут у него параметры? Минимальное значение. Максимальное значение. То есть до скольки можно будет у нас range двигать. Дальше теперь initial value, то есть это то, что будет по умолчанию. То есть мы когда грузим страницу, по умолчанию мы знаем, вдруг у нас в адресной строке уже указано минимальное значение этого рейнджа. Поэтому from initial value, то есть это минимальное значение, от какой цены мы двигаемся. Дальше to initial value. И функция, которая будет срабатывать при изменении инпутов. Тут важно понимать, что мы будем добавлять debounce для того, чтобы у нас это менялось не моментально, иначе при добавлении каждой циферки у нас уже будет идти запрос на сервак. Это неправильно, поэтому у нас будет происходить небольшая задержка через debounce. Поэтому onChange будет срабатывать после определенной задержки. При изменении у нас будет здесь ключ, type, price range. Почему price range, не понял.
Вот этот момент мне непонятен, честно вам признаться. Что-то это неправильно немножко реализовал, потому что это типа, ну, не масштабируемо получается, это чушь какая-то. Зачем нам здесь делать именно привязку к прайсу конкретному? Это, видимо, я ошибся. Как мы здесь можем по-другому сделать? Мы можем, в принципе... А что мы можем сделать? Мы можем просто функцию передать, да? Наверное, да. Да, мы просто передадим функцию, которая будет выполняться, наверное. Ой, ну там придется две функции делать, да? Ну, одна линия рейтинга, да, это один компонент. Да никак, просто на маленький компонент надо научиться разбивать на самом деле. Важно понять, что React позволяет делать прям супер крутую разбивку. Короче, в чем прикол? Ну, то есть я мог бы здесь on-change передать, да, условно, но это было бы неправильно, потому что в таком случае, ну, мы привязываемся к конкретному прайсу, да, и я бы не хотел так привязываться. У нас все-таки это является UI-компонентом, и я бы хотел его использовать в других местах тоже. В таком случае, что мы можем здесь придумать? Что можно... Ну, типа, можно передавать две, допустим. Ну, потому что нам нужно одно отрабатывать on-change на первое value, а вторую на второе value. On-change. Ну, делать-то две. А что делать? А у нас выбора-то нет. On-change from value. Value string. Ну да, и ничего не возвращает, вот так. И on-change to value. Вот так. То есть, ну, мы должны все дублировать. И здесь дублируем, и здесь, потому что у нас два значения. Все, теперь это все дело забираем отсюда. Так. Хорошо. Минималка будет по умолчанию 0. Хорошо. Теперь создаем состояние для двух значений. Первое, да, это from value, то есть от какого числа двигаемся, и to value, до какого числа двигаемся. Вот значение по умолчанию передаем прямо сюда. Вот, иначе пустая строка просто. Дальше, теперь мы это обязаны обернуть в use the bounds. Для задержки. Помните, я вам говорил, что мы не можем сразу же, когда только пишем, отправлять запрос на сервер. Это неправильно. Поэтому нужно сделать задержку, чтобы только там через какое-то время, через какое-то количество миллисекунд происходила отправка запроса, чтобы мы ждали окончания ввода данных, скажем так. Так, продолжаем. Use the bounce, на самом деле, ребят, мы использовали уже много где. Прям в каждом ролике мы его используем. То есть такой популярный хук. Без него, наверное, никак. Если такие штуки реализовываешь. Идем в хуки. Создаем хук. Use the bounce.ts. Вставляем сюда, сохраняем. Вот. Опять же, рассказывать не имеет смысла, то есть мы берем значение, мы его делаем задержку примитивную, да, то есть после окончания ввода данных, и в принципе все. Вот, он нам очень сильно потребуется сейчас. Давайте сразу задебаунсим два значения, то есть есть значения, которые сразу при вводе отображаются, а есть значения задебаунсные, то есть значения, которые уже обновляются не моментально, а через время, то есть через 500 миллисекунд после окончания ввода. Вот, и, собственно, выполнить два юз-эффекта. То есть, когда, ну, чтобы мы могли понять, когда это произошло, отследить это значение и потом обновить вот эту выполнить функцию, для того, чтобы обновить данные извне. Ну, в нашей ситуации, к примеру, обновить фильтры. Use-эффект.
будет он слушать непосредственно debounce from value. И будет выполнять тот самый onChange from value. Вот. Указывать здесь значение debounce from value. Вот так вот. То же самое здесь, только это второй же хук, который делает все то же самое, только мы меняем на to value. Вот так. То есть везде дублируется. Здесь дублируется, здесь и здесь дублируется. Сами инпуты будут максимально примитивны. Стили мы все уже описали. А JSX будет еще проще, скажем так. Мы берем просто стили. Давайте их сразу импортируем. Берем стили, берем два инпута. Первый инпут минимальный, максимальный. Это в обоих type number, placeholder from здесь to, value from здесь to. А onChange идет вот сюда отправка непосредственно, да, set from value. Вот, что здесь важно понимать, смотрите. Рассказываю, ребят. Важно понимать, что здесь мы именно управляем, видите, простым состоянием. Set from value. Вот это самое примитивное, простое состояние, простое двустороннее связывание идет. Вот, но если же мы говорим про отправку данных на фильтры, да, если мы отправку данных на сервер, мы не можем сразу эти данные прокинуть, я уже про это говорил. Поэтому мы делаем debounce, задержку, да, небольшую после окончания ввода, и только когда задержка срабатывает, мы уже можем обновлять наши фильтры, скажем так. Вот в ином случае это делать мы не можем. Так что такая тема. Сохраняем. И тут будет просто тире. Так. Теперь мы можем перейти делать наши фильтры уже наконец-таки. Или давайте еще чекбокс сразу сделаем тогда, что далеко-то ходить. Чекбокс сделаем, он вроде попроще должен быть. Вот эти, те самые чекбоксы, вот эти чекбоксы. Красивенькие, сделаем их сейчас. Так. UI. Значит, new folder. И здесь сделаем чекбокс. Чекбокс. Отлично. Новый файлик создаем. Checkbox.tsx. Отлично. Разворачиваем. Развернули, отлично. И также здесь добавляем checkbox.module.scss. Вот стили будут простые, мы просто вот делаем тот самый эффект этого квадратика, скажем так, и все. Я решил сам делать квадратик, я решил не париться через там инпуты различные. Мне такой больше нравится, честно признаться. Вот, причем он будет являться баттоном, поэтому проблем с табуляцией не будет. То есть, типа, мы можем табом спокойно бегать по этим баттонам, все будет также круто работать. Какое время для flow и BR? По поводу, кстати, кругов, ребят, по поводу флоу, смотрите, у меня скоро на втором канале, уже, наверное, с понедельника выйдет, сейчас превьюшку готовим, первый соло-подкаст, и такие будут постоянно выходить, где я буду рассказывать про развитие, про свой опыт планирования и так далее, про 5 утра. Вот, и в том числе первое видео будет как раз-таки, многие просили, там качество не очень получилось, но мы потом улучшим уже во второй части. Я расскажу про круги как раз-таки, вот. Я сейчас использую новую модель кругов. Сейчас покажу, Даник. Вот, я сейчас использую новую модель кругов. То есть до этого у меня была 52.17 очень долгое время. Точнее как, была 52.17, потом я перешел на 52x2, то есть типа 104 на 30 условно. 104 минуты работы, 30 минут отдыха. Вот. А сейчас я нашел новую систему, хочу ее потестировать. Ну, уже как бы неделю тестирую, мне она нравится. Вот. Уменьшил количество кругов до 4 в день и до 5 в тяжелый день, скажем так, да, и там получается у меня 90 на 25. Вот. То есть 90 минут работы, 25 минут отдыхаю. Вот такие круги. Да, на втором канале многие меня просто спросили, типа, то, что я для кого-то пример, там, не знаю, рассказывать про свой режим, там, про планирование. Ну, окей, я думаю, если ребятам будет полезно, что я решил, буду снимать, короче, вот. При том, что есть крутой микрофон, теперь почему бы это не делать? Покажи текущую версию проекта. Да, смотрите, показываю, ребят, начать не отвлекать. Смотрите, вот так выглядит текущая версия проекта, да, именно страничка фильтрации. Вот она так выглядит, красиво все уезжает, там фильтры вот красиво появляются. Вот такая темка, пагинация работает и так далее. Нам сейчас нужно сделать чекбоксы, мы делаем фильтрацию. На чекбоксы. Так. Сделаем интерфейс. У нас будет isChecked состояние, да, isChecked. Вот, то есть он вообще включен, либо не включен, чекбокс. Дальше on click, что будет происходить при клике на чекбокс. On click.
Это будет обычно void функция, пустая, да, абсолютно. И class name, если мы хотим как-то его стилизовать, опять же, извне. Сохраняем. Тут делаем интерфейс, привязываю непосредственно. Здесь делаем isChecked, onClick и class name. Почему React? Потому что React больше нравится, React на более широкой аудитории, и я от React кайфую. На Vue тоже будет в будущем, но Vue слишком прост, вот поэтому пока точно нет. Vue это слишком, ну, по сравнению с React узкая тема. Вот. Ну, мне тоже это интересно, то есть я раньше прям совсем отказывался, сейчас уже все-таки, наверное, буду этим заниматься. Потому что, ну, потому что заканчивается технология, хочется что-то новенькое уже на канале делать. Для чего мы делаем здесь, ребят, props children? Потому что нам нужны children получить здесь. Вы нас спросите, Макс, так а зачем чекбоксу children? Если по факту там есть у него, ну, условно, вот здесь, да, если мы посмотрим, у него есть вот сам чекбокс, да, и текст какой-то, условно, вот. Но есть определенно но. Это здесь, да, как бы все круто, но здесь ниже мы уже передаем не текст, а передаем уже конкретный компонент рейтинга. Вот, поэтому мы передаем именно children, а не текст. Вот, так будет гораздо лучше. Так, теперь мы, собственно, указываем здесь, что... Я прям скопирую, просто тут объяснять особо нечего. Это обычная кнопка, скажем так. Берем все импорты. Кстати, здесь, ребят, лучше делать import type. Вот. Так лучше для билда проекта, чтобы он это считал именно как типы, чтобы он это не закидывал в общий бандл. Вот. Собственно, активные стили, когда он isChecked. Тут обычные стили и, собственно, при клике что будет происходить. Вот и все. Чекбокс очень простой на самом деле. Можно переходить к фильтрам, я думаю. Так, фильтры, вот фильтры. Так, смотрите, я фильтр разделил по группам вообще в целом. У каждого фильтра своя группа. Есть категория групп, есть прайс, есть рейтингс и так далее. Их прям очень много. Давайте начнем по очереди, наверное. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, давайте начнем, наверное, с price group. Значит, price group. Здесь будет называться price group. .tsx. И также мы сделаем здесь интерфейс определенный. Так, хорошо. По интерфейсу здесь все максимально просто. Это минимальная цена и максимальная цена. Вот и все. Это два простых интерфейса, собственно. Вот. И то, я не помню, нам где-то еще потребуется или нет. Давайте проверим сейчас информацию. А он нам, по-моему, не потребуется, ребят. Мы сделали новую логику, это нам уже не надо. Удаляем. Да, мы сейчас по-другому немножко пишем все, поэтому я это удаляю. Вот, сам price group элементарно прост. То есть мы уже с вами все умеем делать, мы уже с фильтрами не первый день работаем, да, скажем так. Поэтому мы берем просто query params, берем use filter и, собственно, здесь берем просто фильтрацию делаем. Вот, но я хочу, собственно, обернуть каждый фильтр. Ну, давайте сейчас сделаем сам range, да, свой компонент UI сделаем. Ну, точнее, импортируем UI-компонент, который мы не так давно разработали. Вот, у него будет максимальное значение, там, 2000. Опять же, это можно значение брать с бэкэнда, без проблем. То есть вы можете на бэке это отрабатывать и отдавать самый дорогой товар, к примеру. Я решил до такого не доходить, как бы это не делать. Вот, и дальше мы указываем, что from initial value это как раз query params min price, to initial value это query params max price. То есть по умолчанию минимальная цена, по умолчанию максимальная цена. А здесь on change нужно поменять. On change to value. Давайте from value. Это будет как раз таки у нас являться стрелочная функция. Update query params. Min price обновляем, да. И у него указываем value. А value приходит здесь как раз таки. Вот так. Дублируем здесь. Теперь это уже будет to value. Обновляем именно второй параметр. Здесь уже будет max price. Сохраняемся. Отлично. Остался ключ и минимальное значение. Я это указывать здесь не буду в этом случае. Но для будущего у вас есть. Вот. Но я бы хотел сделать обертку определенно, потому что, ну, как бы круто было бы, если фильтры обертывались, я бы там им какой-то маржин делал и так далее. И title задавал. Ну, почему бы, собственно, это не сделать? Давайте сделаем оберточку. New file.
фильтр. Так, new файл еще раз. Фильтр wrapper. .tsx. Я вставлю ее, здесь ничего интересного нету, просто title передаем, заголовок и сам children, вот и все. Просто обертка над каждым фильтром будет идти. Здесь, к примеру, эта обертка будет значить там текст price from, price to. Сохранили. Все, по цене готов. Идем дальше. Дальше по ratings group. По рейтингам, давайте сделаем, во-первых, здесь ratings. Rating variants. Data.ts. Это варианты рейтинга. Вот они будут 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы делаем rating group.tsx. И отдельную функцию по обновлению вообще в целом рейтинга. Там очень сложная функция, сейчас мы ее напишем. Update ratings query. Даже я бы, знаешь, как я сделал? Вот так вот. Update ratings query.ts. Сейчас мы с вами напишем эту функцию. Export function update ratings query. Так. А с задержкой, да, сейчас увидите. А если все элементы разделять на компоненты, то в будущем не запутаешься в них? Нет, наоборот, это удобно. Нет, наоборот, это заблуждение новичков вообще в целом, что типа запутаешься. Ну, тут невозможно запутаться, потому что ты наоборот запутаешься, если у тебя будет компонент состоять из 200 строк кода. Наоборот, будет сложнее управлять этим компонентом. Так, здесь, собственно, нужно написать отдельную логику, потому что, напомню, да, у нас специфичный формат. У нас формат рейтинга, он вот такой вот. То есть вот такой формат рейтинга, это очень сложный формат. Сначала нужно его преобразовать, потом задать и так далее. Поэтому давайте этим займемся. Принимать будет у нас текущий рейтинг и новый рейтинг, который будем обновлять. Вот текущий и новый рейтинг. Дальше мы, во-первых, преобразуем все в массив. То есть мы берем наш текущий рейтинг, если он есть, превращаем его в строку сначала, а потом мы через сплит и вот такую черточку мы преобразуем это все в массив. Либо просто по умолчанию массив. Дальше мы ищем, собственно, текущий индекс. Нам нужно понять, есть ли вообще такой или нет. Для того, чтобы у нас не было дубляжа, то есть, к примеру, чтобы не было такого, что мы там, я не знаю, 2 раза пятерку написали или 2 раза четверку. Для этого мы ищем элемент. Вот новый рейтинг. Если он есть, то мы его удаляем, если нет, то добавляем наоборот. Вот. То есть, если не найдено, то добавляем, если не найдено, то удаляем с помощью сплайса, то есть мы указываем промежуток, который мы чистим. И в конце мы просто отдаем вот этот вот array, только мы делаем его, опять же, в нашем формате. То есть мы делаем join, сращиваем все элементы и ставим между ними вот такую палочку. Вот и все. Так, рейтинг групп дальше. Здесь давайте развернем компонент. Указываем здесь use filters. Опять же, оберточку делаем. И пробегаемся по всем вариантам рейтинга. Так, так, так. Так, пробегаемся. На каждой итерации мы сделаем наш чекбокс, замечательный чекбокс. Вот он, чекбокс, его импортируем. Что мы делаем? Вот видите, да, мы используем isCheckIt будет в том случае, если query params rating includes, потому что это считается строкой, и если в нее входит хотя бы один элемент, то есть рейтинг, да, toString, да, все отлично. То есть что имеется в виду? У нас, допустим, в адресной строке идет, там, допустим, 4, там, 3, 2 и так далее. Если 2 есть, вот здесь, да, то мы можем поставить галочку, потому что он есть, значит. Понимаете, да? И при клике будет обновляться query параметр, но также будет обновляться вот та сама функция наша уникальная. Вот она функция, чтобы мы могли преобразовать все в красивую строку и записать это в наши query параметры. Отлично.
Вот, и тут вставляем рейтинг, который мы уже в проекте вставляли в первой части еще. Это компонент рейтинг, который идет из библиотечки React Simple Rating. Вот такая штучка. Так, сохраняем. Теперь осталось нам, что еще? Последняя осталась категория группы. Я потом на вопросики чата поотвечаю, ребят. Категории групп. Давайте тоже сделаем. Категории групп. New file. Категории group.tsx. И разворачиваем. Тут возьмем наш хук, который мы уже делали до этого, вот буквально там в начале этого стрима. Так, там что-то пилят, ребят, надеюсь, вам звуки не слышны. Так, значит, use filters берем use categories. Это мы уже с вами знакомы с этим, да? Это мы, помните, в сайдбаре уже делали. Вот, и дальше выводим категории так же, как мы их выводим обычно, вот. Только оборачивая их в чекбокс параллельно. Смотрите, значит, то есть мы делаем, опять же, фильтр в wrapper уже делали. Если загрузчик, то делаем загрузчик. Дальше, если существует, то мы вот показываем, если нет, то категория не найдена, допустим. Из checkit он будет в том случае, если query params category ID будет равен category ID. Логично? Логично. Дальше. Здесь мы делаем, если из checkit, то пусто, если нет, то вот такую штуку назначаем, собственно. Вот, чтобы не было, опять же, дубляжа. И вот так, собственно, он работает. Сохраняем. Теперь давайте все это дело объединим под одним крылом. Для этого создадим с вами filters. Тот самый filters, который мы еще не делали. Так, где у нас фильтр в wrapper? Filters.tsx. Вот, он уже максимально простой, он себе просто под крылом все объединяет. Вот так сделаем, сохраним, все. Price Group, Category Group и Rating Group сохраняем. Так, теперь осталось в самом Product Explorer это все дело заинициализировать в этой части. Filters. Как видите, благодаря тому, что мы используем с вами Redux, у нас нету пропсов практически, все идет просто по воздуху летает, и все прям максимально комфортно. Смотрим, что получилось в итоге. Обновляемся. Открываем фильтр, вот наши фильтры. Давайте пофиксим баг, кстати говоря, да, в Firefox. Видите, какая штука получается. Для этого перейдем в Range. Ну, типа такого, я думаю, сделаем. Да. Как видите, вот там парень спрашивает про задержку. Смотрите, значит, то есть мы вводим что-то, да? И, видите, только через время отрабатывает. То есть, допустим, от $100 до $200. Вот, видите, один товар нашелся. Попробуем дальше. Видите, адресная строка автоматически обновляется. Все шикарно работает. То есть, вот, все здесь обновляется. Min price, max price, сортировка и так далее. Garden поставим. Garden нету. У нас, видите, outdoors. Ставим outdoors, есть категория. Также number of reviews. 5 звезд есть. 4 звезды есть. А 3 звезды тоже есть. Да, если мы уберем вот так вот. А 2 звезды уже у него нету, видите? Вот. То есть это значит, что есть отзывы с таким количеством звезд. Вот такая темка, короче, получается. И вот можно закрыть также фильтры. Пожалуйста, открыть, закрыть. Ну и сортировка тоже работает. Так что это такая тема. Фух, так, круто, круто. Что нам из сложного осталось, чтобы сейчас быстренько все захардкодить? Из сложного. Наверное, админка осталась из сложного. Админку быстренько зафигачить. Ну и, наверное, оформление заказа, да, из такого из сложного. Все остальное простенько. Ну и авторизацию мы еще не щупали, что с ней вообще работает, не работает и так далее. Надо будет, короче, сейчас посмотреть. Надо будет сейчас посмотреть, короче. Так. Давайте отвечать на вопросы из чата, вот, и пойдем дальше. Зависит от самого проекта. Вот у меня есть проект на Vue, около 15 страниц, примерно количество компонентов. Не понял вопрос, честно говоря. Да, Александр, здесь немножко по-другому работает фильтрация. То есть фильтрация работает таким образом, что он находит именно отзывы внутри, 5-звездочные.
То есть он фильтруется не конкретно по товару, да, то есть по звездам у товара, скажем так, вот, а фильтруется по звездам внутри этого товара, скажем так. То есть если у этого товара есть отзывы с таким рейтингом, то он его будет отображать. Вот, я сделал именно таким образом, потому что призма, она не позволяла сделать иначе. То есть у призмы нет возможности объединить общее значение, да, и потом по нему делать вот такой поиск, скажем так. То есть это можно сделать, но для этого нужно полностью переписать схему. То есть нужно сделать у самого товара значение, среднее количество отзывов, скажем так, вот. GDX, я не знаю, если продать, сколько стоит. Я думаю, если ты собираешься продавать проекты, то это точно не в нашу сферу. Так, ребят, лайки давайте поднажмем немного, что там слабоватенько. Ну, я понимаю, онлайн маленький, но в целом, у кого есть возможность, прожмите лайк. Сейчас-то разомнусь и будем продолжать. Так, немного подразмялся. Не, Даник, ты не понимаешь, как это работает. У меня, ты же понимаешь, что в базе данных у тебя связаны. Нет, там нет поля за среднее значение количества, среднее количество звезд. Вот. То есть смотри. Открываем схему, и мы видим, что у нас вот есть продукт. Вот, есть продукт. У продукта нет такого поля, как среднее значение звезд. Да, если нужно было бы это в проекте прям насильно сделать, то мы бы тогда переписали бы схему, добавили бы здесь калькулируемое среднее значение звезд, которое бы калькулировалось каким-то образом автоматически, да, вот, и тогда бы все работало, в принципе, вот. Но как у нас сейчас идет реализация? Реализация идет таковой, что среднее значение звезд идет исходя из отзывов. Вот они, отзывы привязаны, reviews. То есть я максимум, что мне дает сделать призма, это найти, собственно, отзывы внутри этого товара, у которых есть 5 звезд. Все, больше призма мне эта возможность не дает. То есть иначе мы можем либо создать это уникальное поле в схеме, да, которое будет калькулироваться исходя из отзывов, либо мы можем, условно, написать SQL-запрос, попробовать как-нибудь. Вот что-нибудь такой формат. Вот. Опять же, так в этом проекте это не критично, поэтому в этот момент я решил не тратить на него время. То есть, мне кажется, это не так критично, это прям мелочь, которая ни того не стоит, скажем так. Так, 15 онлайн, ребят, кто пришел? Че, не спите, что ли, или что? Сейчас это время тоже уже... Или, наверное, другой часовой пояс у вас, я не знаю. Время тоже 10 часов утра, это по-вашему 5 часов утра. Короче, так. Мы сейчас приступаем к админке, наверное, я думаю. Подожди к админке. Сначала к авторизации, да, потом к админке. Я думаю, да. Так, сейчас будем разбираться авторизацией, что не так, что не так. Если все окей, то идем дальше. Вот, и делаем админ-панель непосредственно, вот. Но прежде чем перейдем, ребят, давайте расскажу про нашу подписочку. Новая аудитория приходит постепенно, кто-то там проматывает тайм-коды, кто-то смотрит там какой-то другой тайм-код.
Важно каждый час делать рекламу своего продукта. Вот. Это качественный продукт, это всем крайне рекомендую. Подписка невероятно дешевая, стоит всего лишь 2000 рублей в месяц. Вы покупаете целых 7 интенсивов за эту стоимость. Это получается при пересчете на каждый интенсив получается по 350 рублей, ребят. Вы такого в жизни цены нигде не видели. В основном за такую стоимость продают только один интенсив. Вот. Это, возможно, мне в минус, да, возможно. Но я все-таки верю в эту модель. Я думаю, что она стрельнет и должна охватить огромную аудиторию. То есть я хочу, чтобы люди постоянно были на нашем проекте и получали крутой контент. В том числе там вот получать 7 интенсивов, поддержка в веб-чате, рубрика «Проект с нуля», исходники больших проектов, в том числе исходники к этому проекту, полностью готовый проект сможете скачать после этого стрима прям там абсолютно абсолютно бесплатно для тех, кто купил подписку. Также есть тариф навсегда, один раз купили, никогда больше не платите, у вас и целый год закрытого клуба 5 утра, и у вас уникальный тег VIP в веб-чате. Кроме этого, есть тарифы на месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и доступ навсегда. Есть также оплата для других стран, вверху нажимаете, оплачиваете без проблем. Вот, здесь список интенсивов можете изучить, это и по фронтенду, и по бэкенду, и по мобильной разработке, и по JavaScript, это самый огненный интенсив, самый свежайший по мобильной разработке, точнее по веб-разработки, банковское приложение абсолютно с нуля, без никаких там Vue.js, без React, без Angular и так далее, на чистом JavaScript. Это прям must-have для тех, кто хочет поднять свой фундамент, свой стержень именно в плане JavaScript. Это прям must-have, открывайте каждый интенсив, изучайте подробное содержание, учитесь и так далее. Вот, тут также будет демо-ролик. И мы придумали такую тему, не знаю, как зайдет, не зайдет. Вот этот проект, который вы сейчас смотрите, это третья часть, скажем так. Они все есть на YouTube бесплатно. Но мы хотим их все скрепить, разделить на маленькие уроки по 10, 15, 20 минут, выложить на наш сайт как небольшой мини-курс в раздел «Проект с нуля» как раз таки вот. И то есть для тех, у кого будет премиум подписка, у вас будет возможность уникально посмотреть этот контент с монтажом, с домашками и так далее, с крутым плеером. Вот, поэтому, ребят, подписывайтесь, кому это актуально, залетайте и участвуйте. Так, а мы продолжаем-то двигаться дальше. Так, сейчас, секундочку. Секундочку. Так, все, это мы сделали. Let's go. Админ панель, да? Ну, все, авторизация. Давайте перейдем на страничку авторизации, вообще проверим, что с ней так, что не так. Но для начала я бы хотел перейти в AUF провайдер и еще раз удостовериться, что все мне нравится. А мне на самом деле не нравится ничего. Давайте перейдем логику на use-эффекты, наверное. Хотя здесь на use-эффекты будет плохая тема переделать. Вот это, да, можно use-эффект переделать. А зачем я делаю так? Смотрите, я же могу по-другому сделать. Я же могу... Можно просто попробовать отдать сюда сам компонент. Почему бы, собственно, его не отдать? Он у нас клиентский, проблем с этим нету. Так, перейдем на какую-нибудь страницу условно. К примеру, на Favorites. Переходим сюда. Вот, видите, страничка авторизации. Отлично, вроде бы все работает. Давайте войдем в систему. Так, ошибочка. Да, потому что аватарка у нас, мы забыли прописать next config. Сейчас пропишем. Так, что за домен такой интересный? Так. Добавляем просто домен, чтобы у нас next не ругался, все было нормально. Так. Обновляемся. Так. Аватарка подгрузилась. Мы на месте. И админка тоже отображается. Отлично. Отлично. Все это в этом плане работает. Идем на главную. Нажимаем сердечко. Товар добавился. Идем на favorites. Да, видите, все избранное работает. Прекрасно. А, нам еще карточку товара делать, кстати говоря, тоже. Блин, нам еще много, ребят, делать.
Ну, кстати, нет, вот я сначала подумал, да, Дим, я сначала подумал, что, типа, просто так записать, ну, было бы скучно, да, людям смотреть. Ну, кстати, если это, типа, как делать такой баннер, и потом я в это время могу что-то встать и размяться, то, в принципе, кстати, да. Просто не будет ли людям скучно одно и то же смотреть, вот в чем прикол. Ну, кстати, блин, может быть, записать реально. Хорошая идея, на самом деле, надо подумать. Сколько лет в разработке? 10 лет. Вроде все смотрится ряд красиво. Так, погнали дальше. Дальше мне нужно админку, да? Админ-панель. Админ-панель. Нажимаем сюда тогда. Not found. Что, в принципе, логично, да? Хотя почему not found? Потому что мы не такую страницу не создали. Почему постоянно перезагрузка происходит? Я не могу понять. Это баг, мы еще, короче, его не исправили, не знаю, в чем проблема. Так, пойдем делаем-то админ-панель. Так, давай сейчас как-нибудь все это дело свернем. И по новой откроем. Так. Админ-панель, вот она. app. New folder admin. Отлично. Тут, в принципе, будет главная страница, page tsx. Тут будет также сам дашборд, да, та же самая главная страница. И дашборд модуль. Это все, что касаемо статистики. Так, открываемся, отлично. Так, так. Так. Хорошо. Отлично. Так. Мне 24. Ну, я запишу, Дим, да. Я, на самом деле, можно подумать над этой идеей. Сейчас пойду запишу сразу. Так, продолжаем. Вот, это дашборд. Дальше какие еще будут страницы? Еще будут страницы, в принципе, там категории, ордеры и так далее. Вот, но мы, чтобы это все так далеко не ходить, ну, чтобы это долго времени не занимало, мы это будем автоматизировать максимально. Мы это сделаем прям очень круто, все и быстро. Чтобы было прям без каких-либо особо долгих проблем. Давай сначала, прежде чем пойдем дальше, сделаем статистику, а там уже будет видно, я думаю. По статистике, в принципе, что нам здесь важно понимать? Во-первых, стили возьмем сразу же. Вот, стили мы делаем просто обычные стили. Вот, можете, я полистаю, можете посмотреть, вот. Ну, просто будет плавненько, красиво выезжать, собственно, вот эти элементы. Они, опять же, с небольшой задержечкой будут выезжать, поэтому тоже круто. Я даже вот так, наверное, сделать 4 секунды. Вот. Плавненько будет слева выезжать, каждый будет после другого выезжать, то есть по очереди. Так. И саму статистику нужно подхватить с сервера. Значит, переходим в дашборд, делаем его обязательно use client. Отлично.
Да, ребят, напоминаю, что в телеге и ВК проходит розыгрыш, ссылка в описании, можете участвовать без проблем. И вообще все полезные ссылки в описании. Так. Делаем запрос к серверу через useQuery. Вот. Тут, собственно, мы делаем useQuery, statistics, getMain. Это мы, по-моему, в прошлом ролике уже делали. Вот, в прошлой части. Ну, здесь просто немножко я это доработал. В принципе, опять же, нечего рассказывать, мы это уже разбирали. Так, да. А далее все, что я делал, мне нужно как-то цену конвертировать еще, да, такой момент. Давайте мы перейдем сюда. У нас есть утилита вообще по конвертации цены? Есть она, кстати говоря. Сразу сделаю еще одну утилиту. Потребуется нам в будущем. Это для форматирования даты. Вот. Такая простая утилита, которая получает дату из строки, превращает ее в дату вот такого формата. То есть день, месяц и год. Вот. День будет 2 символа, месяц тоже 2 символа, год будет полный. То есть, ну, стандартная обычная дата. Можно было это делать, на самом деле, можно было просто local string использовать, но я решил так сделать, не знаю. Почему, собственно, и нет. Давай, Дим, давай, удачи. А ты что, ангуляром занимаешься, что ли? Чуть не в курсе просто. Может, я забыл уже. Как-нибудь, думаю, на канале Angular появится. Так. Вставляем, собственно, берем хеддинги. Берем лоадеры. И берем стили. Сейчас расскажу, что мы здесь вообще вставили. Заголовок. Обычный заголовок, знаем, да, может компонент загрузка идет, если идет, то загрузка. Дальше, если элементов нет, статистика не найдена. И дальше идет конвертация цены. И просто наш блочок. Вот небольшой такой блочок. Это название будет той или иной статистики. И, собственно, если индекс последний, то у нас будет конвертироваться цена, потому что там является у нас общая сумма всех продаж, скажем так. Там нужно цену конвертировать. Поэтому я с помощью индекса проверяю, что это является последним элементом. Вот. А item value у всех остальных вводим просто без какой-либо конвертации в деньги. Давай проверим, что получилось. Идем на главную. Плавно все выезжает, как видите, и все отлично появляется. Хорошо. Этот момент мы с вами тоже реализовали. Почему-то дашборд не отображается активным. Почему? Наверное, что-то ошибка какая-то. Так, path name равно item href. Какой у нас path name? Давайте проверим. В данный момент. Так. Админ. А тут что у нас? Тут, наверное, я боюсь предположить, что там немножко не то, что мы хотим. Да, наверное. Мне так кажется. Он, наверное, слэш добавляет, да, просто? Да, он слэш добавляет, поэтому давай просто без этого оставим здесь. Вот, видишь, теперь он является активным элементом. Все, это пофиксили момент. Этот момент пофиксили. Так. Бля, ребят, ну извините, но я просто не позавтракал. Сами понимаете. Времени не было, поэтому я так в процессе. Позаказал себе куча фруктов. Вот, пожалуйста, апельсинчики нарезанные, потом яблоки нарезаны и нектарин нарезаны. Китай, кстати, в этом плане круто. То есть ты заказываешь себе по кайфу, и тебе прям сразу нарезанный приносит, и стоит прям копейки. Ну, типа, за это все, плюс еще у меня был один контейнер, я уже съел, и там киви было грамм 150-200. За это все отдал там, ну, рублей 400, наверное, вот. То есть, как бы, ну, это вполне нормально. Разделение на роли происходит на бэкэнде или на фронтенде? Ну, что ты имеешь в виду? В смысле и там, и там. То есть есть ограничения и на бэкэнде, то есть человек не может определенные запросы произвести, там, удалить что-то, там, обновить и так далее, создать. И есть ограничения также и на фронтенде, когда мы запрещаем показ какой-то страницы, допустим.
Окей, идем дальше, ребят. Ладно, буду поменьше есть. Извиняюсь. Так, значит, смотрите, какая логика. Я хочу, чтобы мы все дело автоматизировали, как я сказал, да? Мне важно, чтобы мы сейчас с вами не тратили много времени, при этом сделали очень много. Про что я говорю? Собственно, у нас есть с вами админ-панель. Вот такая она, да, примерно. И каждая страница плюс-минус выглядит одинаково. И я подумал, зачем нам делать каждый раз новую страницу, каждый раз новый функционал, если мы можем эту таблицу просто круто интегрировать таким образом, чтобы мы могли просто взять таблицу и под нее подставить данные какие-то, и она уже была полностью готова. Что для этого требуется, ребят? Для этого требуется разработать UI-компонент, который будет отвечать за конкретно таблицу, скажем так. И все, да, в принципе, вот. И потом можно каждую страницу сделать, в принципе, одинаково, похожи друг на друга. Друг на друга. Так, давайте этим займемся. Нам потребуется с вами админ-лист, так называемый. Я его так решил назвать. Давайте, собственно, займемся его разработкой. Переходим в UI. Переходим в где UI. Не могу понять, где UI. Components, UI, вот. Значит, делаем новый фолдер. Новый фолдер у нас будет отвечать за admin. А внутри делаем еще один новый фолдер. Будет называться admin list. Я его назвал специально не таблица, потому что это по факту не считается таблицей, на мой взгляд. Поэтому я решил сделать так. Дальше внутри будет еще один фолдер, называться он будет admin actions. Это правая часть, где там редактирование, удаление и так далее. И, в принципе, все. Давайте теперь садим сами файлики. Admin Actions. Самый будет такой простой, наверное, из этих всех. Admin Actions. .модуль. SCSS. Admin Actions.tsx. И давайте что здесь напишем. Тут вот такая будет простые стили, просто стилизация кнопок, типа оранжевенькие будет. В принципе, все. А сами экшены будут вот такие немножко своеобразные, да? То есть у нас будет приниматься интерфейс. Пока еще рано, да, интерфейсом думать. Да, еще пока что рановато. Давайте чуть-чуть еще посоздаем файлики. Нам также еще потребуется с вами admin list.interface.ts. Также нам потребуется admin list модуль .css. Можно стили сразу скопировать. Вот, это стили просто нашего листа. Так, и, собственно, admin list 1 и item. Admin list.tsx. И admin list item. Отлично. Все, мы быстренько накидали структурку небольшую, чтобы у нас было какое-то понимание хотя бы, как это все дело будет работать у нас. Так. Тут по понятной причине это будет useClient у нас. По-другому мы это сделать не можем, к сожалению. Видео по деплою пока что не будет, потому что мы делали это на сайте уже. То есть, если посмотреть интенсив наш, по-моему, это был перезапись третьего интенсива. Третьего, да, по-моему? Да, вот, фронт для начинающих. Здесь в конце, видишь, урок деплой на сервер. Вот, как раз-таки там мы деплоили и бэкэнд, и фронтенд. Вот полностью. Поэтому да. Посмотрите, каким я был радостным, когда в Корее жил. Просто... Хотя, может, мне кажется, не знаю. Так. Так.
Давай по очереди делаем. Интерфейс сначала забабахаем. Интерфейс будет, собственно, экспорт интерфейс. Надо ускоряться, ребят, потому что мы не успеваем, к сожалению. Вот. Я, конечно, опять же не подрасчитал. Такие проекты, их нужно записывать вообще, наверное, часов на 10, на 12. Опять же, слишком много функционала, как бы вот. Так. Не, запись будет почему? Запись будет, ребят. Так вот, смотрите, list item, да, это непосредственно сам будет вот этот вот... сейчас объясню логику. Давайте сначала я вставлю, да, чтобы вам это было понятнее как бы. Вот, смотрите. Вот. Есть, видите, вот эти лист айтемы, вот эти вот, да, то есть раз, два, три, это просто value, просто значения какие-то, да, и есть action справа. Так вот, вот эти значения, как бы, это вот items, это есть эти значения, их может быть бесконечное множество, можем раз, два, три, четыре, пять, сколько угодно. Edit URL и View URL, это как раз-таки будут вот эти вот моменты, стрелочки и кнопочки, а Remove Handler это будет как раз-таки кнопка удаления. Вот, при этом у каждого будет также айдишник, у каждой полосочки будет айдишник, и у каждой полосочки вот будет лист item, вот это как раз-таки. Вот такая получается структура. Так, теперь, когда мы это все уже имеем с вами, да, можем пойти дальше и делать, собственно, admin action непосредственно. Это наши кнопочки вот эти вот, которые справа мы сейчас видели. Так, ребят, я буду немножко ускоряться и какие-то части буду копировать, но буду все объяснять подробно, поэтому вот. Не нужно писать комментарий о том, что что-то там Макс задолбал копировать. Ну, просто реально проект слишком большой и весомый, и мы его не успеем сделать там за 5-6 часов, поэтому нужно ускоряться. Значит, смотрите. Admin экшены, мы с вами берем интерфейсы, да, вот admin action, и пикаем, собственно, пик это означает, что это utility type, то есть мы берем из list айтема два поля, edit URL и view URL. Вот, и к ним прибавляем также еще одно поле remove handler. Это будут именно admin экшены. Тут берем use router, который из next navigation. Дальше мы, если view URL, это то есть кнопка, которая открывает наш товар, допустим, в новой вкладке, ну, к примеру. Это вот является такая штука, это редактирование, это удаление. Вот и все. Просто иконочки определенные. Сохраняем. Дальше. Далее admin list item, это сама эта полосочка. Тут она будет, на самом деле, тоже максимально простая. Берем admin экшены. Что мы здесь делаем? Получаем remove handler, получаем list item. Получаем, выводим вот эти всякие строки обычные. Да, вот это вот эти строки. Раз строка, два, три. Это все с помощью мапа мы выводим. Дальше мы делаем admin экшены, view URL, edit URL и remove handler. Это мы все здесь указываем. Вот, и в принципе сохраняем. И осталось сделать самый главный admin лист. Здесь, на самом деле, тоже все максимально просто. Когда уже все готово, тут делать особо нечего. Мы берем интерфейс просто, куча лист айтемов, загрузчик, если нужен, допустим, и remove handler, то есть как удалять будут элементы. Дальше, если загрузка идет, делаем загрузчик. Если элементов нет, пишем, что элементов нету. И если все окей, мы просто отображаем admin list item. Remove handler, если есть, то он будет такой. Если его нет, то будет вот undefined просто. То есть его не будет. И list item передаем сюда. Вот. Все. Тем самым у нас получилась такая как бы махина, которая будет генерировать нам таблицу полноценно, без каких-либо проблем. Давайте мы к этому вернемся, собственно. Так, app, admin. Начнем, наверное, с продуктов и будем идти постепенно. Давайте с категории начнем, не знаю. Все лучше начать, наверное, с продуктов. Надо подумать.
Я посмотрю быстренько, ребят. С какого примера вам будет лучше понятно? Все-таки с продукта, наверное, будет лучше понятно. Так, продукт, то есть товар, я имею в виду. Так. products.page.tsx. Так. products.tsx и useAdmin products.ts. Сначала сделаем хук, потому что он нам потребуется, без хука мы ничего сделать не сможем. Хук будет позволять нам получать данные и их форматировать под нужный нам формат. Форматировать будем на этапе именно React Query, чтобы мы могли все это дело делать в кэше, да, и чтобы не было проблем с производительностью. Собственно, для этого выполняем, собственно, useQuery. Давайте export const. Я один покажу, а дальше будем просто копировать и менять. useAdmin products. Так, здесь мы делаем const useQuery getAdmin products. И тут делаем просто product service, берем getAll. Тут забираем data, is fetching и refetch. Для того, чтобы когда мы, допустим, удалили что-то, либо обновили, чтобы у нас произошло переобновление данных без перезагрузки страницы. Чтобы было все красиво и плавно. Так, дальше. Дальше как раз таки вот select у нас есть, да, замечательно. И вот на этом этапе мы как раз таки будем форматировать данные. То есть данные к нам пока что пришли просто товары, а нам нужно их форматировать в формат для записи в таблицу. Для этого берем data, products, map. Тут берем product. И сразу же это является стрелочная функция, поэтому указываем, что мы хотим вернуть. А мы хотим вернуть iListItem. Не дает пока он нам это показать. Вот, iListItem. Так, сейчас, секундочку, вот так, да? Возвращаем объект на каждой итерации. В этом объекте у нас будет, собственно, ID-штик, это будет product ID. Ну и так дальше, другие поля заполняем. Вот, вкратце должно получиться примерно таким образом. Вот. То есть view URL будет равен /product product slug, edit URL будет равен get admin URL product edit product ID, и items, это вот те самые строчные элементы, будут имя продукта, категория продукта, и форматируем нашу дату. Теперь, что еще у нас есть? У нас еще также есть удаление продукта, это мутация. Она будет чуть ниже проходить вот здесь. Вот, она максимально простая, просто запроса сервак, delete продукт, ID-шник передаем, и в принципе все. И при удалении товара мы делаем refetch данных, то есть чтобы у нас переобновился список товаров, когда мы его удалили, когда мы удалили один из товаров. Чтобы у нас происходило это все как бы красиво и динамично. И в конце отдаем просто вот мутацию, дату и свечинг. Все. Вот такой пример такого хука будет идти на каждой у нас сущности. И для отзывов, и для заказов, и для всего другого. Это очень и очень удобно. Закрываем. Теперь мы в самих продуктах, да. Я вставлю код, пожалуй, да. Лейаута никого у нас здесь уже не будет. Что мы здесь делаем? Мы берем тот самый хук, который только что сделали, useAdmin products, получаем из него данные, загрузчик и так далее, и передаем это все дело вот сюда в admin list как раз таки. И вот heading products. Вот, в принципе, все. Теперь page заходим. А page вот будет у нас products. Вот products и products page. Давайте посмотрим, что получилось. Идем в products. Как видим, вот наши все товары отобразились, без каких-либо проблем. Вот. И теперь с помощью такой вот махины мы можем спокойно генерировать без проблем категории, reviews и orders, потому что у нас есть готовый компонент, который можно переиспользовать. У нас уже есть полностью все готово, можем теперь его использовать для чего угодно. Доброе утречко, Блейзер, доброе утро. Ну, у меня-то уже 10 утра как бы, поэтому да, фигачим. Сегодня прям все хорошо, в отличие от вчерашнего дня.
Теперь моя задача показать вам, как это все быстренько и удобно преобразовать в другие сущности. Берем, копируем просто, копим, паст. Можно прям много повставлять. И здесь, и еще вот так вот 4 штучки вставим. Это, значит, будет categories. Это у нас, значит, будет reviews. А это будет, значит, этот orders. Просто все переименуем поштучно. Это в любом случае быстрее, чем мы отдельно создавали каждую страницу, поэтому categories. Так, это orders. Orders. Products и reviews. Так. Акбар, так никак не решил. Вот у меня на стриме эта проблема даже возникает. У меня немножко другая, может, проблема, я не знаю. То есть у меня такая, знаешь, специфичная проблема. Я же проверял уши в Минске. Вот. И, ну, в 2 местах, как бы, я ходил к лору, мне все посмотрели, у меня идеально просто вот, ну, все, с ушами у меня все окей, как бы. Ну, то есть у меня там все идеально, ничего не заложено, все круто, вот. Но при этом вот это происходит иногда. Я думаю, что это связано как-то с механизмом в голове, что-то такое, мне кажется, что-то вот с перегородкой, может быть, как-то связано. Ну, это что-то такое, знаешь, наверное, врожденное какое-то вот. Я не знаю, я, короче, не нашел еще прям топового врача, который мне как-то помог бы это сделать весь момент. Поэтому пока что мучаюсь, вот. Ну, оно в реальной жизни не беспокоит, как бы, вот. Но, допустим, когда видео записывать прямо сейчас, да, у меня заложено левое ухо, как бы, вот. И не знаю, почему это происходит. Так, дальше здесь мы поменяли все, да? Давайте будем начать менять вот с этих именно, да, наверное, моментов. Берем вот так, выделяем везде, меняем. Чтобы так делать, ребят, на самом деле, вам нужно одно расширение поставить. Как видите, категория сервис. Блин, криво как все сделалось. Неудобно, да? Видите, я меняю, а здесь маленькая буква меняется, здесь большая буква меняется. Есть расширение специальное. Я его показывал в шортс, но может кто-то не видел из вас. Называется оно... А где оно, блин, это расширение? Вот. Multiple Cursor Case Preserve. Это скачивайте и кайфуйте. Так, продолжаем. Блин, капец сложная категория, такое слово неудобное. Так. Категории. Отлично. Так, теперь посмотрю, что у нас здесь вообще поменялось. Data map. В чем проблема? По-другому здесь вот так вот. Здесь мы делаем, значит, категории name и категории Slack просто. Не знаю, Габар, ну, у тебя, допустим, когда ты... Ну, мне помогает, короче, на пару секунд. Вот, если он закладывает, условно, да, я делаю так. Ну, так, типа, втягиваю, ну, нос, как бы, да, в себя, вот. Многие видели, что микрофон в этот момент мьючу обычно. Вот, и тогда он откладывает, ну, типа, там, на пару секунд, условно. Вот, потом, как бы, опять оп, и все. Вот, сейчас, видишь, сейчас опять оп, и все.
И неудобно разговаривать в этот момент, как бы. Ну, на тренировке у меня то же самое было, вот. То есть, как бы оно вроде бы в обычной жизни вообще не мешает, но вот такой, конечно, прикол. Ну, не дискомфортно немного. Может быть, меня врачи смотрят, потом в записи напишут комменты. Так. Что у нас здесь получается? Здесь мы так все оставляем, все окей, да? Да, здесь все мы сделали. Теперь use admin. Блин, чтобы мы не заблудились, давайте по очереди все делать будем. Ордеры. Ордеры, смотрите, все то же самое делаем, да? Только я добавляю решеточку также, чтобы было ID ордера, цену и статус. И удаления здесь нету заказа. Логично, в принципе. Вот. И по reviews то же самое давайте сделаем. По reviews use. Вот. То же самое, только здесь я еще, видите, лайфхак сделал такой, беру звездочку. Вот звездочку. Красивенькую. Ну, пусть она остается такой же, да? И, собственно, ее просто показываю. Вот, чтобы было видно количество отзывов. Того или иного отзыва. Количество, точнее, звезд в отзыве. Так, все, теперь можно здесь менять спокойно все. Так, удаления ревьюс не будет. Здесь это ревьюс тоже меняем все на ревью. Так, здесь products оставляем. Это, подожди, это orders. Так, тоже mutate убираем, нам не нужен здесь. Здесь это тоже у нас orders идет. И это идет categories. Это категория тоже. Так, проверяем. Категорию открываем. Вот наша категория замечательная. Открываем reviews. Вот наш ревью замечательный. Видите, вот такие звездочки прикольные. И ордеры. Вот наши ордеры. Их пока что нет, к сожалению. Ну, логично, в принципе, что ни одного заказа еще нет на сайте. Вот. Так что работает, ребят, все. Все работает. Отлично. Все работает, ребят. Все работает. Так, админку, получается, мы почти сделали, наверное, да? Админку. Давайте посмотрим. Так. Фух, когда, ребят, мы уже будем к концу приближаться? Пока еще сила есть, еще. Надеюсь, лайков будет много. Я хочу 3000 лайков набрать. Ну, сейчас на части разбилось, будет, конечно, тяжеловато набрать, но все равно хотя бы пару тысяч лайков было бы неплохо. Ну, в записи потом, понятное дело. Так. Так, а в My Orders я что-то делал еще, нет? Наверное, что делал, да? Давайте перейдем в My Orders. Да, если уже поменять немного, здесь мы делаем Get User by ID теперь. Вот так. Да и вроде больше ничего не меняем, да? Orders во множественном числе. Так, хорошо. Тут хорошо. Че, ребят, дальше тогда предстоит нам карточка товара с добавлением отзывов. И потом оформление заказа еще нам нужно сделать будет. Из такого, из весомого. Да, карточка товара сейчас самое сложное будет. Потом уже останется все, в принципе, накатано. Ну, оформление заказа тоже такая страничка непростая. Ну, наверное, вот, да. Давайте ее делать тогда будем. Че думаю, что сидеть там?
будем делать. Вот, перед этим давайте расскажу про нашу подписочку, ребят, чтобы никто из вас не забыл точно, чтобы вы понимали, что будет вообще. Во-первых, важно понимать, что это самая выгодная подписка в IT-ютубе в целом. То есть вы за 2490 рублей покупаете подписку на 1 месяц и в доступ получаете целых 7 интенсивов разного уровня. Поддержка в вип-чате, проект с нуля рубрику, исходники больших проектов, большие розыгрыши и авторские стримы. Вот. Кроме этого, ну, во-первых, каждый интенсив стоит прям очень дорого. То есть это прям, ну, супер дорогой продукт. Я думаю, что в будущем, может, мы это перепакуем и будем продавать дорого. Не знаю, посмотрим. Потому что цена мне не нравится, конечно. Я вложил сил очень много. Вот вы можете купить просто реально. Вы поймете, что это прям громаднейшая работа. Особенно вот этот интенсив. Это прям свежайший интенсив, самый топовый. Там мы разработали банковское приложение с нуля прям. Ну, это вообще кайфец. Это для всех подходит. И для про, и для начинающих. Это прям для всех. Специально я сделал его для сферы, для входа в IT, скажем так. Далее. Поддержка в чате, это понятно все. Мы планируем этот проект Amazon 2.0. Во-первых, исходники там будут выложены бесплатно, да, для хранилища, для премиум хранилища. И также важно понимать, что мы разовьем этот проект на маленькие уроки, добавим туда домашние задания и выложим это как мини-курс в раздел «Проект с нуля». То есть вы Amazon можете спокойно посмотреть, кайфануть в хорошем качестве, с хорошим плеером, с домашками и с разделением на содержание. Вот. Так что такие у вас преимущества будут. Покупать подписку. Оплата из других стран также действует вот здесь вверху. Оплачивайте без проблем, все проходит. Вот, и не забываем, что по ссылке в описании есть розыгрыши в телеге и ВК. 2 разных розыгрыша проходят. Сейчас, ребят, разомнусь и будем продолжать. Так, 4 часа стрим уже идет. 10:30 утра сейчас, да? Времени все мало и мало, но я думаю, мы успеваем, ребят, думаю, успеваем. Пока можете писать вопрос, пока можете вопросы в чат писать, если они есть у вас, я не знаю. Сейчас, ребят, давайте там... Что музыка-то играет вообще? Поигрывает, да, немного? Так, давайте я, короче, сейчас в туалет отойду на минутку и продолжим тогда. Так, ребят, я здесь. Я тут. Сейчас я быстренько посмотрю в этом.
Как там на ютубчике нормально все качество? Теперь он является активным элементом. Все, пофиксили момент. Момент пофиксили. Так. Ребят, ну извините, но я просто не была. Сами понимаете. Времени не было, поэтому так в процессе позагорался учиться. Угу. Вроде все норм. Вроде все норм. Так, погнали. Так, ребят, лайки жмем, не забываем. Вот. Я не хочу, короче, свет делать поярче. Я... Знаете, как я могу? Ну так я могу сделать, да? Да. Вот так. Я просто в этой... на камере сделал ISO посильнее, чтобы все, вам было чуть поярче. Так, все, ребят. Отдохнули, передохнули, можно начинать дальше. Окей. Так. Я не знаю, потом, может быть, шумодав уберу вообще на микрофоне, потому что, чтобы вы слышали звук клавиатуры, не знаю. Что-то как-то, не знаю, не нравится мне пока что. Так, значит, делаем страничку продукта. Вот сейчас, кстати, ухо отложилось. Сейчас, кстати, вот вообще по кайфу прям. Ну, что-то чувствую... Вот, заложил опять. Дичь. Просто дичь. Так, страничку товара конкретно. Как она у нас будет вообще выглядеть? Давайте посмотрим. Вот такая страничка, она очень длинная. Вот такая верхняя часть, вот такая нижняя часть, скажем так. То есть, достаточно серьезная страница. Надо ее как-то смастерить нам. Так. APP, кастомер, лейауты. Давай теперь здесь... Давайте я Sendx перенесу сюда страницу. Авторизацию я тоже перенесу сюда, чтобы у нас здесь было места больше. Ага, отлично. Вот, и... Layout оставляем. Подожди, а layout, он же сейчас будет этот. Подожди, он сейчас будет он сейчас будет ругаться же. Это же будет как... Или не будет? Пейджа нет, значит не будет, да, как отдельная страница считаться? По идее, да. Тогда все нормально. Короче, все делаем. New folder. app. Значит, продукт. В нем слаг. Интересно, получится ли вот так сделать? Не получилось. Вот так. Так, здесь у нас, значит, будет, собственно, страничка еще продукт. TSX. Отлично. И что еще? Галерея будет, ревью и similar products. Так.
Product Gallery. .tsx. Дальше Product Review. .tsx. Дальше Similar Product. .tsx. Да и в принципе, наверное... В принципе, еще, да, будет парочку страничек у нас. Это Product Information. И это Product Reviews. Так. Тут, собственно, у нас будет add, кнопка добавления в корзину. Add to cart inline.tsx. И Product Information. Отлично. Дальше. Тут будет форма для оставки отзыва. Leave review form.tsx. Product review. То есть она дублируется, да, получается? А, я неправильно назвал это, count. Количество отзывов. Это не то немножко. Так. И тогда здесь product reviews.tsx, а здесь еще интерфейс один. Review fields. Вот так. Все. Мы с вами все быстро коннектили. Давайте сразу review fields. Вот такой у нас будет рейтинг и текст. Это текст, это наш отзыв в целом, да, то есть это, у него будет рейтинг и текст. Это вот именно форма отзыва. Все остальное мы можем... Так, здесь тоже мы должны все это разграничить. Так. Все, чтобы у нас все было красиво. Так, и page остался, сейчас быстренько накинем его. Значит, смотрите, у нас какая тема? Давайте я сделаю. Так, NPC. Так, PNC, вот так. Какая у нас тема получается? То есть эта страничка, она у нас будет как бы под продукт, да, и она должна быть SEO-оптимизирована максимально. То есть в чем прикол? Если мы пропишем здесь title, он не будет динамичным. То есть нам нужно сделать его динамичным, чтобы он отображал именно текущий товар. То есть мы брали с баз данных title, и он сюда прописывался. Вот, чтобы это происходило, нам нужно сделать generate metadata. Мы это уже делали, по-моему, где-то еще, или еще нет. Generate metadata, вот так вот. И вот здесь мы будем описывать эту всю новую метадату. Вот. Давайте идти постепенно. Во-первых, нужно, у нас уже был, помните, продукт. Не, продукт. Все, я вспомнил. Мы в категории уже это делали, ребят. В категории мы вчера вот это делали. Помните, вот эти static params, get product и так далее. Это мы делали. Сейчас делаем абсолютно то же самое. Абсолютно. Вообще почти все то же самое. Потому что эти страницы очень сильно похожи. Значит, первая функция — это generate static params для генерации конкретных слагов, чтобы дать понять Next, ну это как раньше в Next то же самое было, да, дать понять Next, что у нас какие у нас будут вообще слаги в целом, да, то есть типа слэш там Apple, слэш iPhone и так далее. Вот, пожалуйста, мы в конце возвращаем массив слагов. Дальше get product, получение одного продукта, params соберем, да, слаг, и получаем продукт через get by slug. Также получаем сразу же на сервере, чтобы не тратить данные в самом клиенте, получаем похожие товары. Дальше вызываем функцию generate metadata, вызываем также getProduct в ней, и она нам позволит динамически назначить SEO-оптимизацию. То есть это title, это description, это имя категории, это разметка для социальных сетей. Это все делается динамично. Вот, и в конце мы просто это все дело выводим и отдаем это все в наш продукт замечательный. На этом мы останавливаться много не будем, потому что мы это уже разбирали, ребят.
Вот, и в продукте давайте все это дело примем сразу же. Интерфейс будет следующего характера, то есть это продукт по умолчанию, похожие продукты и Slack. Он нам потребуется чуть дальше. Так, окей. Теперь, что нам важно здесь понимать? Давайте так и сделаем. Вот так, да? Что важно здесь понимать? Здесь важно понимать тот факт, что у нас... мы сейчас получаем статичные данные по факту отсюда, да, статичные данные. И если мы, допустим, хотим сделать функционал, как я вам говорил до этого, что мы добавляем отзыв, и он сразу же обновляется на странице, или обновляется рейтинг, или обновляется что-то другое в этом товаре, скажем так, моментально, тогда мы обязаны обернуть это в React Query. То есть что я хочу сделать? Я хочу сделать так, чтобы мы могли условно... Я просто думаю... К чему это говорило просто? Вот, короче, да, нам нужно обернуть в useQuery, чтобы у нас вот отзывы, к примеру, обновлялись автоматически. Поэтому мы создадим сейчас useQuery с вами. В него, как данные по умолчанию, прокинем уже загруженные данные, а далее мы их будем просто переобновлять с помощью refetch. Ну, либо с помощью query клиента. С React Query мы уже работали. Кстати, может быть, у нас скоро выйдет... Я же еще не делал, да, полный курс по React Query. Может быть, выйдет, кстати, на YouTube, потому что набрали там 2000 лайков, как я просил. Берем useQuery, берем getProduct. Этого у нас пока еще нет getProduct. Он здесь не нужен на самом деле, поэтому сделаю просто вот так. И берем Product Service. Вот. Мы получаем наш товар, да, и данные по умолчанию указываем данные, которые приходят отсюда. И работаем будет только в том случае, если Slack существует. Если Slack нет, работать не будет. Ну, я думаю, логично. Теперь нам предстоит... Нам предстоит отобразить все другие блоки, но мы их пока не можем отобразить, да, к сожалению. Они у нас пока что не готовы. Давайте мы это уберем, это очистим и вставим пока что такой заголовок. Так, сохраним. Все. На этом продукт мы пока что заворачиваем и идем делать все остальные маленькие блоки. Идем на главную страницу. Нажмем на сюда продукт. И он у нас не открывается по какой-то причине. Почему? Я, видите, опечатку допустил. Продукт. Обновляемся. Как видите, вот открывается наш товар. Ошибка, потому что useQuery работать не может, да, как мы уже с вами убедились в этом. Поэтому мы должны продукт сделать обязательно useClient. Вот, видите, пожалуйста, вот он отобразился. Так, теперь делаем все остальное на начинку. Нам, смотрите, что надо. Нам надо сделать галерею, описание, правый блок, очень красивый правый блок, похожие товары и также отзывы. И в отзывах еще будет формочка. Давайте по очереди будем это реализовывать. Постепенно, помаленьку, скажем так. Сейчас я кофе себе подогрею, ребят, и вернусь. Начнем, наверное, мы с галереи. Наверное, даже не с галереи, а вот Product Reviews Count. Тут, собственно, что нам нужно сделать? На самом деле все максимально просто. Мы получаем просто продукт здесь. Вот. И далее мы выводим просто рейтинг. Вот, я думаю, даже его скопирую, вставлю просто, потому что здесь особо рассказывать нечего. Но здесь есть интересная библиотечка. Сейчас мы ее разберем.
Значит, смотрите, во-первых, мы берем вот продукт reviews length. Это длина наших отзывов. Если ее нету, то мы не показываем наш блок, если отзывов в целом нету. Понимаете, да, какой-то блок? Это вот блок, который... Вот этот сверху, видите, слева сверху, вот этот блок с отзывами. Вот я про него говорю. Вот его закреплю, чтобы вам точно было понятно. Вот, и, собственно, дальше мы делаем вот продукт рейтинг, который мы уже брали, это компонент, который переиспользуемый, да. И дальше я хочу, чтобы при клике сюда и шел автоматически скролл до нижнего блока с отзывами. Для этого, собственно, нам нужно сделать линку. Но линку не обычную, а через React Scroll. Очень крутая библиотечка, очень простая к тому же. Вот, которая вам позволяет делать только функционал. То есть мы делаем yarn, add и ставим React Scroll. Наверное, просто типизацию поставить, да? Да, типизацию. Давайте ее тоже поставим. Yarn, add минус dem. И установим типизацию. Мы здесь что указываем в целом? Это до какого блока опускаемся. Указываем, да, до reviews по айдишнику. Плавность, smooth. Можно что-то этого убрать. Да, вот так просто оставить. Дальше offset, да, это минус 50 пикселей будет сверху, да, чтобы он не прям прилегал кверху, чтобы было какое-то расстояние. И сколько будет длиться данная анимация. В принципе, вот и все. Это все достаточно просто прям получилось. Дальше будем делать галерею. Сейчас я принесу кофе и продолжим. Так, надеюсь, кофе вчерашний будет нормально по вкусу. Так. Дальше, ребят. Дальше. Продукт галерея. Значит, галерея. Галерея, на самом деле, тоже примитивна достаточно, да, то есть нам важно просто хранить состояние текущего активного индекса и потом просто слайдить, менять какой-то слайд. Можно ее обернуть, опять же, в CSS Transition Group, который мы с вами делали со слайдером. Можно также сделать без проблем. Вот. Но я решил, опять же, не запариться, потому что галерея такая очень маленькая часть в нашем приложении, делать как-то ее там, изощряться я не вижу смысла никакого. Но давайте разберем более детально. Она, опять же, повторюсь, максимально простая. Мы берем Product Gallery, берем все картинки, просто массив строк. Дальше мы берем активный индекс, useState. Вот. Дальше мы указываем саму картинку вот эту, да, главную. И дальше мы указываем список маленьких картинок с прокруткой, чтобы они у нас крутились по горизонтали. Вот. Делаем images map, берем button, каждая является кнопкой по факту, и вот накидываю tailwindовские стили небольшие. Все. Собственно, все. И вот так оно будет у нас прекрасно и работать. Так. Давайте, что мы сделаем? Перейдем теперь к блоку Product Information и разберем его более детально. Значит, смотрите. Product Information, ребят, это блок, который, собственно, вот правая часть, да, скажем так, это правая часть. Она очень красиво выглядит, я специально уделил внимание деталям, чтобы это, прям круто смотрелось на самом деле. То есть это вот такая цена, там, доставка и так далее. То есть, оно смотрится прям дорого. Смотрится прям так, как будто это реально интернет-магазин. Давайте мы, собственно, этим-то и займемся. Сначала мы это все дело дефолтно уберем. Вот так сделаем и вот так закроем. Вот. Также принимает в себя продукт.
Далее, здесь я... Ребят, я опять же буду вставлять, потому что здесь код, мы уже его разбирали миллиарды раз. У нас просто времени не хватит, поэтому я вот так вставлю. Берем цену, конвертируем цену, мы ее уже конвертировали. Берем линку, обычную линку, да, на детали, допустим, переход. Вот этой штуки мы еще не сделали. Вот, это наш баттон будет. Это у нас фалок, это как раз иконочка, да, у нас идет. Давайте ее импортируем также. Импорт. React icons slash fun. Отлично. Favorite button берем. Опять же, у нас есть уже, да, в каждом товаре. И, в принципе, все. Осталось сделать только эту cart inline. Это как кнопочка добавления в корзину, только она будет выглядеть немножко иначе. Это удалю. Полностью копирую функционал обычной кнопки в корзину, только она немножко другая. Опять же, берем эту cart, remove from cart. Повторяться не хочу, потому что мы это уже разбирали в первой части. Поэтому не хочу повторяться. Use card, берем items, находим элемент, есть он либо его нету. Если он есть, то мы удаляем, если нет, то добавляем в корзину. Вот. Такой простой компонент получился. Здесь мы его импортировали. Все. Теперь можно перейти в продукт. И все это дело здесь спокойно вставить и даже не париться вообще. Вот сюда вставляем. Берем Product Reviews Count, потом разделяем гридами, делаем разметку для того, чтобы у нас было три ровные колонки, да, 1 FR, 1 FR, 1 FR. Вот, и дальше Product Gallery и Product Information. Вот посередине будет описание. Смотрим сюда, вот оно так получилось. Вот, пожалуйста, все максимально просто. Reviews пока что не работает, потому что отзывов нет внизу, но в целом выглядит круто. Нажимаем добавить в корзину. Вот, пожалуйста, элемент добавился в корзину автоматически. Листаемся здесь. Вот наш слайдер, прекрасно все работает, вообще без проблем. Так что такая темка. Так, теперь удалить тоже можно из корзины, сердечко также работает, все круто. Теперь осталось сделать similar product, похожие продукты, вот они. И сделать, самое интересное, это отзывы. Похожие продукты, тут опять же нечего рассказывать особо, мы просто берем продукт item, который везде брали, и просто по нему итерируемся. Все, то есть... Рассказывать о нем особо нечего. Сразу мы его пробежим быстренько, чтобы вы на это не обращали свое внимание. Вот, а с ревьюсами я становлюсь поподробнее, потому что тема интересная. Там мы с порталами будем работать. Так, здесь div заканчивается, а мы открываем similar products. Вот. Тут, скорее всего, не будет, потому что нет в одной категории продуктов. Но если мы добавим, допустим... Это что за категория у нас такая интересная? Я даже здесь не вывел информацию о категории, да, я не знаю, что за категория. Так, это movies. Давай, допустим, добавим movies, еще что-нибудь. Так. Давай здесь тоже выберем 10-ю категорию. Сохраняем. Обновимся. Как видим, теперь добавился еще один похожий продукт по категории. Вот. Потому что я у него поменял категорию. Так что такая тема. Ребят, кто еще здесь, лайкосики жмем на стримчанске обязательно. И не забываем участвовать в розыгрыше в телеге и в ВКонтакте. Да и всем, кто в записи будет смотреть тоже. Не забывайте, по ссылкам в описании все переходите смотреть. Так. Категория, что по категории? Такая категория, такая. Здесь все отлично. Так, давайте перейдем к отзывам. Самое, наверное, интересное и лакомное. Сначала мы сделаем форму отзывов непосредственно, да? Вот, leave review form. Вот, эта форма, собственно, она у нас будет принимать в себя product ID. Так. Дальше будем реализовывать ее с помощью React Hook Form. Был быстрый курс на канале, но в целом... что в целом?
В целом ничего, ребят. Был полный курс на канале, или быстрый курс был на канале. Может быть, как-нибудь сделаю еще полный курс, не знаю, посмотрим. Короче, штука невероятно крутая, позволяет нам, собственно, работать форумами очень удобно. То есть нам не нужно создавать много состояний маленьких, у нас есть одно большое состояние, но нам очень сильно поможет в этом. Давайте сюда его быстренько заинициализируем с помощью хука useForm. Вот. А тут мы как раз указываем review fields. Но опять же, видите, мы разбирали useForm уже в авторизации в первой части. Если мы посмотрим сюда, видим вот эти наши поля, которые у нас будут. Рейтинг и текст. И это, считайте, состояние, которое внутри этой формы существует. Дальше мы возьмем query client для того, чтобы мы могли переобновить извиняюсь, камеру дернул. Наш товар. То есть, условно, когда у нас обновятся отзывы, чтобы наш товар тоже обновился и отзывы отобразились заново. Теперь сделаем мутацию, которая будет отвечать непосредственно за оставление отзыва. Вот так она выглядит, эта мутация. Импортируем все, что нужно импортировать. Вот. Но нам нужно, чтобы после успешной, то есть это мы уже знаем, да? После успешной ставки отзыва, то есть при success состоянии, когда все успешно прошло, мы должны с вами, собственно, выполнить query client, .prefetch, точнее refetch, наоборот, refetch queries, и указываем тот самый ключ. То есть мы указываем get product и указываем его ID обязательно. Вот, чтобы обновился именно тот самый продукт. Вот и все. Дальше инициализируем дальше форму, то есть будет выполняться она при onSubmit. Так. И если отзыв успешно опубликован, если success, будет сообщение о том, что review successfully published. Дальше. Дальше я ставлю то, что не интересно, то, что интересно, расскажу. Сейчас, ребят, запишу себе кое-что в идее пришла для контент-плана. Сейчас запишу. Что-то в точку досмотрелся. Сейчас. Все, продолжаем. Так, дальше. Так, рассказываем. Смотрите, значит. Заголовок оставили. Если загрузка, то загрузка. Первое. Значит, для того, чтобы нам, вот у нас есть эта вот линия рейтинга, да, библиотечку мы ее уже юзали миллиарды раз. Для того, чтобы мы при клике на какую-то звезду условно записывали все в состояние, нам нужно использовать контроллер. Контроллер позволяет нам записывать состояние абсолютно любое, которое только мы захотим, как угодно, объект, что угодно. Вот. Контроллер принимает в себя control, да, который берется из useForm, дальше имя, поле, то есть это рейтинг, и рендер. Рендерить он будет сам рейтинг, вот, а в самом рейтинге при клике будет происходить onChange, изменение состояния, а initial value будет равно value, которое будет в состоянии. Все остальное без изменений.
Сделаем проверку на то, что это поле обязательно. То же самое мы делаем с полем text area, да, это поле, где у нас будет непосредственно описано сам отзыв, да, здесь вот сами стили видите, да. И Object Entries, я с помощью Object Entries беру все ошибки и их вывожу в таком формате. То есть Object Entries позволяет преобразовать нам массив точнее, объект в массив, и потом его можно спокойно вывести. Вот, и также в конце я делаю кнопочку Leave. Все, она обрабатывает этот вот handle submit, и все отрабатывает круто. Теперь, помните, мы с вами делали портал. Портал находится в лейауте. В корневом лейауте. Вот он портал. Вот он портал, да? И этот портал, он нам нужен для того, чтобы мы в него могли в любой момент записать нужно нам модальное окно. В частности, прямо сейчас, да? То есть, к примеру, мы сейчас сделаем с вами... Так, пока сделал модалку. Давайте сейчас сделаем примитивный блок. Открытая модалка, закрытая модалка. Если отзывов нету, то и блока тоже нету. Двоеточие отзывы. Оставить отзыв может только человек, который авторизирован в системе. Логично. И вот список всех отзывов тоже можно вывести. Саму модалку мы должны ставить сюда, либо в другое любое место, но у нас ее пока что нет. Нужно создать отдельный UI-компонент под эту всю историю. Потому что модалка такая тема, что мы можем использовать не только здесь, а еще в других местах тоже. Так. New folder. Model. Model.tsx. Но здесь сделаем интерфейс. iModel это isOpen будет. Boolean. И close model. Что будет происходить при закрытии модалки? Model. Будет обычная стрелочная функция. Так. Теперь модуль сама вся будет принимать, во-первых, пропсы. Ну, то есть children, да? Потому что является враппером. И еще сам iModel. Забираем здесь children, isOpen и close model. Дальше. Для модалки нам нужно обязательно модуль ref. То есть то, к чему будем ее привязывать и где будем создавать тот самый портал. Создаем userRef. Вот он userRef, да? Он в себя принимает HTML элемент либо null. И по умолчанию документ getElementById получаем тот самый элемент model из layout. Вот этот вот. Вот этот элемент model. Вот мы его записали в ревку. Дальше, если его нету или он закрыт, мы возвращаем null. А в ином случае мы с помощью React дома создаем портал. Только я тайпы отдельно вынес, не забываем, да, про этот момент? Вот так. Вот, React DOM, Create Portal, Overlay, потом Window и Close Model. Вот, пожалуйста, и иконка закрытия. Также сама модалка имеет стиль 100%, да, нужно создать Overlay, который будет закрывать всю остальную часть сайта, чтобы эта модалка красиво смотрелась. Вот, и вставляем ее здесь просто. Вот первые стили, вот вторые стили, вот третий и так далее. Это вы копируете уже сами. И это плавность появления вот этой модалки. Сохраняем. Так, закрываем.
Теперь Product Reviews. Модалка будет появляться только когда у нас есть юзер в системе. Вот если юзер есть, модалка появляется. Если нет, то модалка не появляется. Сохраняем. Так, ревью этого почему-то у нас нету, да? А что за ревью item? Прикол. Давайте его создадим. New file, review. .tsx вставляем. Вот, это сам review item. Просто стиле, картинка, рейтинг, опять же, и описание отзыва. Сохраняем. Вот такая тема получается у нас. Так. Закрываем. Тоже мы закрываем, получается. Так. Что в итоге у нас получается? Идем продукт, similar продукт и leave review form. Неправильно я указал. Тут мы указываем другой продукт reviews именно. Так. Вот, пожалуйста, вот наши отзывы уже, которые есть в системе. Можно оставить отзыв новый. Давайте оставим 4 звезды. Первый отзыв. Leave. Пожалуйста, отзыв оставился автоматически, и вот ваш отзыв опубликован. Вот, функциональность полностью готова. Так. Это мы сделали. Что еще, ребят? Идем дальше тогда. Нужно постепенно уже приближаться к концу, потому что у меня время осталось, ребят, ровно час. А то и меньше. Так, значит, что мы с вами сделали? Мы с вами сделали много чего. А что мы не сделали? Наверное, мы не сделали страничку оформления заказа. Чекаут, давайте ее быстренько накидаем. На самом деле она не такая сложная. Вот. Но тоже хотелось бы ее накидать. Давайте new folder checkout. Checkout. И создаем в ней файлики. Checkout.module.s. Так. Вставляем сюда. Здесь мы просто делим на две части. Checkout, напомню, как она выглядит, страничка, да, куда мы стремимся. Вот так она выглядит. Точнее, вот так. То есть раз часть, два часть. Вот две части делятся. Право рекомендованный продукт, слева сама оформление заказа. Поэтому будьте внимательны. Вот, показываю еще раз, чтобы вы потом не писали о том, что я что-то не показал. Так. Можно закрыть, убрать, а это можно, наоборот, открыть. Вот это вот. Закрепить. Отлично. Так. Так, checkout модуль есть. Хорошо, дальше. Дальше checkout item делаем. Checkout item. tsx. Вставляем здесь, собственно. Это сам вот этот item. Вот эта сама линия. Вот эта вот сама линия. Это является checkout item. Вот он, пожалуйста. То есть картинка, потом имя товара, категория и цена. Checkout.tsx. Page.tsx. Значит, смотрите, по поводу пейджа. На пейдже мы будем подгружать с вами то, что мы уже делали, да, просто оттуда можете скопировать, get products. Нам нужны также товары здесь рандомные получить, которые будем выводить как рекомендованные товары к покупке, скажем так. Вот, так что это имейте в виду. Так, это мы сейчас уберем, сейчас импорты по-другому немножко сделаем. И сам чекаут. А сам чекаут, собственно, здесь все максимально просто. Вот. Смотри, что у нас здесь вообще будет, какие дела у нас здесь обстоят. Мы убираем здесь лоял. Сейчас я все объясню и поясню, скажем так. Так. Сохраняем. Это мы импортируем. Так, значит, смотрите. Мы берем с вами ту же самую корзину, те же самые экшены для сброса корзины.
роутер, да, именно из Navigation, да, для того, чтобы мы могли переадресовать человека на страницу оплаты. Дальше, Use Mutation, мы его разбирали в первой части нашего Амазона, я его перенес полностью из корзины. Вот, теперь это на этом этапе происходит. Мы размещаем заказ, вот здесь, да, и при success, при успешном заказе мы сделаем сброс данных. И потом переадресацию на URL для оплаты. Происходит оплата. Дальше, мы с вами вот чекаут. Если элементы есть, то мы показываем это всю историю. Если нет элементов, то мы ничего не показываем. Корзина пустая. Дальше, самый checkout item уже показал. Дальше total cost, финальная цена, да, всего заказа. И разместить заказ, вот ссылочка, кнопочка точнее. И рекомендуем продукты. Я как их решил сделать? Я взял просто пачкой все продукты, первые 20 штук. Дальше я отфильтровал, чтобы они не были равны ни в коем случае текущим продуктам в корзине, которые уже есть, да, они должны быть именно новые. Дальше сделал слайс, ну, чтобы взять именно две штучки, скажем так, там только 2 товара надо. И после этого с помощью мапа вывел их с помощью продукт айтема, который у нас уже есть. Давайте посмотрим, что получилось по чекауту. Добавим какой-нибудь еще товар в корзину. Допустим, вот это добавим в корзину. Есть какие-нибудь другие товары у нас? Вот это добавим в корзину. И давайте вот это добавим в корзину. А тулзов нету, да, кстати? А видишь, тулзов нету у нас. Давай ошибку исправим. Давайте ошибку исправим. Page категория. Page категория Slack. Вот, это generate metadata идет, видите, да, происходит здесь. И тут просто ошибка. Если его нету, то ничего страшного. Ну, таким образом. Так. Это мы добавили. Вот корзина наша. Вот корзина. Как видите, $600, $200, $400. 1300 получится в итоге. Можно добавлять. Все автоматически обновляется без проблем. И перейдем теперь к чекауту. К чекауту пришли, только почему-то корзина не закрывается. Должна закрываться. Так, header card. Мы это забыли убрать. Убираем, да? И должна закрываться корзина. Ага, она просто переадресовывает, да, go to checkout. Ну, тут как вы можете сами сделать, типа, он клик, в принципе. Он, по идее, должен отрабатывать адекватно. У нас картинки задублировались, видите? Маленькая выборка. Ну-ка нажимаем. Да, видите, закрывается. Так. Аноним. Ну, Stylus Component лучше не использовать. Это шляпа полная, которая дает тебе лишний сахарный код в приложении. То есть у нее есть какие-то плюсы определенные, но плохо на оптимизации сказывается. Это мое мнение. Опять же, некоторые, наоборот, фанатеют от этой истории, как бы вот. Мне не нравится Stylus Components. Так, и что у нас в итоге получается, ребят? Можно place order сделать. У нас... Мы сейчас тестировать не будем, потому что я хочу сначала проверить весь проект, что мы забыли сделать, что мы вообще сделали. Так, сверяемся, ребят. Сверяемся. Так. Ордеры есть, админка есть, авторизация есть, категория checkout есть. Explorer favorites продукт есть.
Admin list, каталог, карусель, баттоны, input, лейауты, модалки, ренджи, review айтемы, селекты. Ага. Use categories, use the bounds, protected roads. Фильтрация. Вроде бы все, ребят. Ну, то есть сейчас будем тестировать. Не знаю, что за ошибка, она в последнее время в Next часто. Как бы, ну, не вот это, а вот это вот с... Другая вот с Viz Auto. Я не знаю, что она ругается. Так, давай, короче, тестировать тогда. Давайте мы оттестируем, наверное, да? Секундочку. Мы оттестируем. Так. 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 Так, вроде бы нормально все слышно, видно. Так, я думаю, просто сразу демку записать, или давайте оттестировать. Ладно, давайте сначала проведем платеж. Енвишку я обновил, да, payment токены. Вчера мы это сделали. Сейчас мне какой-то китаец звонит, ребят, сейчас напишу. Не могу ему написать с переводчиком, сейчас, секунду. Так. Сейчас будет небольшая демонстрация, ребят. Все, правильно, по-китайски написал. Так, значит, go to checkout делаем. Попробуем разместить заказ. Погнали. Place order. Так, пошла переадресация. Отлично. Юмани открывается. Пока открывается, я тестовую карту. Ну, это работает только если у вас тестовый магазин, так что имейте в виду, что это не работает везде подряд. Так, возьмем вот эту карту, допустим. Ставим здесь. Так. И оплатим. Оплата прошла успешно, вернуться на сайт. My orders. Так, видите, статус pending. Сейчас подождем буквально там, ну, до минуты, да, то есть платеж система сообщит о том, что оплата прошла, собственно. Вот, и все будет работать. Так, давайте обновимся. Как видите, все, то есть оплата прошла. Отлично. Так, это работает, это хорошо. Все, платеж есть. Давайте проверим в админке, что у нас обновился счетчик. Ну, наверняка обновился. Тут, как бы, я думаю, что один заказ, да, $2190. Ну, у нас есть различия, типа на сайте доллары, так вообще рубли, но это, как бы, момент такой все. Так, давайте... Какой кофе врет плохой? Ужасно. Ужасно кофе. Так, давайте теперь с вами, ребят, еще покажу демо проекта самого. Полностью с нуля, что мы в итоге реализовали, чтобы вы понимали примерно, на что можно рассчитывать в этом проекте. Выйдем из системы. Кстати, вот я выхожу из системы, оно не очищает почему-то. Лагаут, оно чистит, а там вот что-то не очищает. Странно. Но это такой же минус. Визуально больше. Так. А лайков, ребят, мало, да? Но я понимаю, что онлайн слабенько. Ну, давайте поднажмем немножко лайкосиков. Так, давайте, собственно, покажу демку. Вот, но перед этим сейчас там покажу наш проект непосредственно быстренько. Напомню, ребят, что мы решили сделать такую тему. Во-первых, у нас очень выгодная подписка. 2000 рублей, получаешь 7 интенсивов разного уровня, в том числе огромнейший, крутейший интенсив по JavaScript.
То есть это интенсив, где мы разработали полностью новое JavaScript приложение на чистом JS без единой библиотечки, банковское приложение. Подходит для каждого уровня от начинающего до продвинутого. Это прям фундамент, который в вас нужно вложить обязательно. Вот. И также есть там другие интенсивы, не менее крутые, скажем так. И мобильная разработка, и продвинутый уровень, и начинающий уровень. Короче, начинайте отсюда и проходите постепенно все. Кроме этого, есть поддержка в веб-чате 24/7, есть рубрика «Проект с нуля», есть исходники больших проектов, в том числе исходник этого проекта вы сможете скачать также по ссылке в описании, ну, после окончания проекта. Кроме этого, авторские стримы и закрытый клуб 5 утра также выдается. Вот. Кроме этого, есть тариф навсегда. Вы его один раз покупаете и просто кайфуете на всю жизнь. Вы купили и просто больше никогда не покупаете. То есть у вас всегда есть доступ к нашему сайту, к нашему материалу, и вы кайфуете. Кроме этого, есть, то есть, вариант оплаты в рассрочке, есть там целый год закрытого клуба для тарифа навсегда, уникальный тег VIP в чатике, то есть вы просто крутой чувак в чате. У нас таких человек, я не знаю, там, ну, много, человек 20, наверное, вот что-то такое. И есть оплата для других стран вверху. Важно понимать, ребят, что вот этот проект Amazon 2.0, во-первых, вы, если у вас есть подписка, вы сможете скачать все исходники, вам ничего не нужно там копировать, искать и так далее. Во-вторых, вы сможете на сайте проходить этот мини-курс, мы его совместим все 3 части, разделим на маленькие уроки по 15 минут, и вы выведем как отдельный мини-курс. Хочу попробовать такой формат, сделать мини-курс на сайте в разделе «Проект с нуля». Вот переходите в панель управления, проекты с нуля, и вот здесь будет проект добавлен Amazon 2.0. И то есть получается вы сможете круто отсмотреть вот то, что я вам показал, все эти 3 части, только в правильном формате, то есть в формате по содержанию, по небольшим урокам с домашними заданиями, и тем самым закрепить реально на практике Amazon 2.0. Почему бы нет? Мне кажется, для ребят, у которых премиум подписка, это крутое преимущество. Вот, поэтому плюшек будет много, ребят, залетайте, покупайте, цена точно скоро поднимется, будьте внимательны. Вот, кидаю ссылку в чат в любом случае, а мы сейчас с вами переходим к демонстрации. Не, Сайбокс, я ни в каких рассылках не состою, я вообще не слежу за обновлениями, ничего. Это тебе, наверное, кажется, вот. Я просто вот именно, ну, крупное обновление, если вижу, там, обновился там React Query, к примеру, обновился там Next. Ну, это как бы огромный шумихи, который вообще в целом, ну, сложно пропустить, скажем так. А так все остальное не слежу вообще. Так, ребят, давайте посмотрим демо проекта. Выжжены? Да нет, снова все нормально, я такой всегда как бы. Я такой всегда. Я еще не кушал, да, то есть я так фрукты сейчас сижу, постепенно ем, как бы вот. Ну, я сейчас пойду уже кушать, мы закончили стрим. Мне надо вот сегодня провести 3-ю часть в 5 утра, поэтому нормальная тема. Все нормально, парни, не переживайте, все нормально. Так, давайте показываю демо проекта. Что мы в итоге сделали? Смотрите, ребят. Во-первых, вначале прожимите лайк на этом канале, комментарий для тех, кто в записи смотрит, да, ссылки на розыгрыши в описании, в телеге и ВК проходят розыгрыши премиум подписки, так что это важно учитывать. И набираем, когда 2 либо 3 тысячи лайков, я еще подумаю, потому что много частей, мы выпускаем новый большой проект. Возможно, это будет копия Авито, а возможно, это будет копия CMS-системы какой-нибудь, возможно, это будет копия, точнее, не CMS-система, а CRM-система. Возможно, это будет копия чего-то еще, короче, предлагайте идеи в комментариях. Вот, и как обычно, ставьте там огоньки внизу. Смотрим, что за проект получился у нас в итоге. Значит, вот такой проект Amazon 2.0. Шикарнейший слайдер, который так красиво перелистывается. Ну, с приятной анимацией, да. Новые товары здесь располагаются. Можно добавить в корзину, допустим. Оп, добавили, удалили и так далее. Вот наша корзина, она плавно выезжает. Опа, красивенько, видите, как выезжает. Так у нас здесь баг, да, нужно пофиксить. Ладно, мы это исправим. Нужно ее чуть-чуть подвинуть, совсем капельку. Ладно, потом пофиксим, не суть. Также есть избранные, также есть категории. Давайте перейдем к категории Garden, допустим. Вот категория Computers, ну и так далее. То есть категории прелестно работают. Есть также поиск. Поиск, он привязан к фильтрации. К примеру, пишем там тесте, нажимаем поиск. Вот, пожалуйста, открылся и поиск. И здесь также есть фильтры. Вот, можно и по поиску, и по фильтрам работать спокойно. Но мы к этому еще вернемся чуть дальше. Теперь давайте перейдем в сами фильтры. Нажимаем Browse Products. Так, здесь очистим. Собственно, у нас не очистился этот, к сожалению, фильтр. Обновляемся. Вот наши фильтры непосредственно. Здесь пока что все товары, которые есть на сайте. У нас, видите, криво база наполнилась и очень много Xbox'ов получилось. Вот, но на это не обращайте внимания. Открываем фильтр, так красиво все выезжает. Есть также сортировка. Можем отсортировать по высокой цене, там, допустим, по низкой цене, по новым, по старым товарам и так далее. Давайте сделаем по высокой цене, допустим, high price.
И откроем фильтр, с ними поиграемся немного. Во-первых, я хочу указать, что мы хотим сделать цену от и до, допустим, от $100 до $200. Как видим, вот наш товар. Я хочу, чтобы здесь были только home. Home таких нету, видишь? Зато если мы укажем outdoors, он есть, скажем так, да, на месте. Я хочу, давайте уберем все фильтры, допустим. Я хочу, чтобы мы нашли товары, у которых есть отзывы с 5 звездами. Оп, у этих всех товаров есть отзывы с 5 звездами. 4 звезды, допустим, тоже есть, да, у всех товаров и так далее. Кроме этого, мы можем с вами регулировать пагинацию. Да, я не сделал кнопку сброса, к сожалению, поэтому придется вручную через это писать. Вот. Page 1. Per page. Это будет домашнее задание ваше, сделать кнопку сброса. Я думаю, это легко сделается, без проблем. Вот. Сделали на одной странице, будет 4 товара. Первая страница, вторая страница. Пагинация также работает прелестно. Вместе с сортировкой, вместе с фильтрами, короче, все это в комбинации работает. Кроме этого, давайте войдем в систему. Посмотрим, как оформлять заказ здесь вообще. Перейдем на страничку авторизации. А у нас что, так теперь страница авторизации отображается, да? Ну, это не так важно, как бы вот. Ну, тогда нужно немножко стили переделать, на самом деле. Либо лейаут отсюда убрать, как бы. То есть там уже на ваш вкус и цвет, опять же. Вошли в систему, отлично. Теперь мы, собственно, имеем вот наш профиль, да, здесь. У него есть мои заказы. Можно перейти посмотреть, вот у нас уже был один заказ оплаченный. Есть корзина, как я и говорил, да, можно приплюсовать, можно что угодно сделать. И так как мы являемся администратором, это можно проверить, собственно, в базе данных, да. У нас есть вот иконочка перехода в панель администратора. Давайте сначала поработаем с товарами. Откроем карточку товара какую-нибудь, к примеру. Мы можем добавить в корзину. Видите, добавился товар, да. Можем убрать из корзины. Убрался из корзины. Можно добавить еще раз в корзину, и без проблем все работает. Также есть галерея, которая спокойно листается. Вот она, галерея. Есть плавный скролл до блока ниже, до reviews. Есть похожие товары. И есть также отзывы. Давайте оставим какой-нибудь отзыв здесь. Там, 3 звезды, допустим. Напишу соу-соу, товар так себе, типа. Оставим. Отзыв успешно опубликован, и вот он появился моментально здесь. Все происходит в моментальном, в быстром режиме, вообще без проблем. Тут также есть favorites, ну, сами видите, да, можно перейти в эти favorites, вот все наши избранные. Окей, это понятно. Давайте попробуем теперь оформить наш заказ. Для этого мы перейдем и добавим в корзину еще что-нибудь, к примеру, этот. Давайте, чтобы картинка не дублировалась, я удалю вот этот, допустим. И добавим что-нибудь из другой категории. Я сделаю Browse Products. И вот эту клавиатуру добавим, допустим. Откроем корзину. Нажимаем Go to Checkout. $2000 у нас вышла корзина. Вот наша страничка чекаута. И прямо здесь нам предлагает до продажи, скажем так, маркетинговый инструмент о том, что вот похожие товары можешь их тоже купить. Вот, нажимаем сюда, и он сразу же добавится моментально сюда, без каких-либо проблем. То есть это происходит молниеносно. И сразу новый подгружается без проблем. На картинке не смотрите, смотрите на текст. Видите, текст разный. Вот, потому что картинки криво он заполнил базу данных, короче. Нажимаем Place Order. И, собственно, оформляем наш заказ. Как видите, происходит загрузка. Идет оплата. Берем тестовую карту, потому что у нас тестовый магазин. Кстати, ссылка на Юкассу в описании. Я для вас выбил промокод. Можете там, если планируете бизнес открывать в Юкассе, то без проблем. Давайте там, допустим, сделаем там 12. Тут, наверное, год нужно какой-нибудь 26 поставить, да? И какой-нибудь CVC-код. Оплачиваем. Ждем, когда оплата пройдет. Оплата успешно прошла. Вернуться на сайт. Как видим, страничка «Спасибо за оплату». Переходим в «Мои заказы». И видим, заказ пока что pending, в ожидании, да? Потому что Юкассе нужно время, чтобы отправить там запрос о том, что непосредственно заказ будет оплачен, да? И, ну, когда заказ будет оплачен, непосредственно он статус обновится. То есть мы там у себя на бэкэнде мы ожидаем прихода запроса от Юкасса непосредственно. Вот, только будьте внимательны, да, чтобы это все заработало, вам нужно подвязать это все на этот, как он называется? Я забыл, ребят. Короче, на внешний URL, потому что вы в Юкассе должны указать в настройках адрес для уведомлений. И он должен быть внешний именно. Называется ngrok, по-моему. Утилита, будьте внимательны. Первую часть можете посмотреть Амазона, там я это все настраивал. Вот я просто повторяться не буду. Вот такая штука. То есть эта утилита позволяет вам взять localhost, да, и как бы его отдавать по такому фейковому, как бы внешнему адресу. Тем самым вы этот адрес можете указать в Юкассе, и она по нему будет отправлять вам ответ о том, что успешно прошел заказ, допустим, успешно прошла оплата. Давайте обновим страничку. Как видите, оплата успешно прошла.
Вот. Вот такая тема. Поэтому Ngrok не забудьте, ребят, ну, первую часть посмотрите, чтобы точно у вас все заработало. Так. Вот такая, ребят, тема. Теперь давайте админ панель посмотрим. Мы еще ее не посмотрели. Панель администратора. Так она выглядит. Приятная анимация здесь. Общая сумма 2 заказа. Всего на проекте 20 отзывов. 1 пользователь. И $4500 у нас оборот нашего магазина. Тут можно посмотреть список наших товаров. Там открыт товар во вкладке, отредактировать и так далее. Можно категории посмотреть. Можно посмотреть также ревьюс, отзывы. И можно также посмотреть заказы. Вот наши заказы непосредственно. Ну, все заказы, которые есть вообще в проекте в целом. Вот. Вот такой, собственно, магазинчик у нас получился. В среднем у нас получилось по количеству часов, затраченного на этот магазин, если брать чистое время, ну, именно записи, да, сейчас говорю записи. Если брать мое чистое время, сколько я потратил, месяца 2, наверное. Где-то месяц-2 месяца вот чистой работы, именно если брать. Если говорить про конкретно сколько я на запись видео потратил, то это было где-то первый ролик был часов 12, потом 5 часов, где-то 24 часа вот именно времени записи я потратил. Но я много что копировал, вставлял, потому что, ну, не вывозил по времени. Так что, ребят, ставьте лайк, если проект реально крутой. Набираем 2-3 тысячи лайков, и я, собственно, делаю новый большой проект на канале. Для этого нужна большая мотивация, потому что это прям очень тяжело и очень долго по времени. Так что посмотрим. Может быть, другой будет формат какой-нибудь, не знаю. Все будет видно. Так, если кто-то живой есть, поставьте плюс в чат, либо огонек, ребят, я не знаю. Если кто живой остался в чате. Так, это я могу закрыть уже. Скачать ряд исходник можете по ссылке в описании. Да, я обновлю описание после этого стрима через какое-то время. О, Оксана здесь, отлично. Короче, такой проект. Давайте я даже вам могу показать, ребят, сейчас, наверное, Юкасу. Сейчас я ее открою у себя, чтобы вы понимали, что все, оно проходит, все отлично. Как бы. Ну, я это и в первой части уже показывал, как бы особо-то, я думаю, нечего показывать. Ну, давайте все равно покажу сейчас вам. Сейчас открою Юкасу. Так. Нужно выбрать здесь тестовый магазин наш. Вот, по-моему, он тестовый. Какой он тестовый? По-моему, самый последний вот этот. Так. 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 Вот, все отобразился. Это сколько сегодня, да? 12 июня. Да, вот 6:30 утра по МСК. Так, сюда показываю. Ага, не могу так показать. Так, да, нужно сделать. Блин, Apple как-то странно сделали. Так, все, здесь нечего, в принципе, да, такой информации никакой нету. Вот, смотрите. То есть вот у меня Юкаса, да, кабинет Юкаса непосредственно, вот. И видно, что Шоп ID такой-то, да, там ИП Шушвал Максим, понятное дело. И вот, 12 июня, вот 2 платежа мы провели. То есть на 290 и на 295. Платеж подтвержден, все успешно. Вот, пожалуйста. Так что все спокойно работает с Юкасой. Вот. Так. Да, ребят, сейчас немножко пообщаемся с чатиком, но думаю, здесь мало с кем общаться, 9 человек в онлайне. Вот, сейчас такое время, конечно, все спят, хотя сегодня вроде выходной, да, в России, я не знаю, сегодня же у вас сегодня праздник, по-моему, что-то такое. Короче, давайте я перенесу пока временно. По поводу большого проекта, я не знаю. Кстати, в записи будут люди смотреть тоже. Я забыл запись нажать. Вот я тупой для платформы. Ладно, потом придется скачивать с Ютуба. Короче. Я думаю, как делать следующий большой проект. То есть в том плане, что мне не особо нравится формат. В том плане, что, блин, ну, вот, знаете, как бы я потратил кучу времени на разработку проекта, а то, как я вам его презентую, мне не нравится вообще. Потому что постоянно приходится какая-то гонка. То есть, ну, мне потому что самому скучно, понимаете, сидеть писать проект, который я уже пишу второй раз. Ну, сами понимаете, да? И мне приходится в некоторые моменты скучно копировать. Это не совсем трушно получается, как бы. Это не получается трушно, типа того, когда ты сам сидишь с нуля разрабатываешь проект. Вот нет этой той самой трушности.
Вот, я поэтому думаю, может быть, как-то по-другому, ну, я еще по этому поводу обдумаю, может быть, вы мне что-нибудь подскажете, не знаю, то есть как-нибудь, может, по-другому показывать проекты, может вообще запустить какой-нибудь проект отдельно чисто реал-тайм разработки, то есть без подготовки. Не знаю, короче, вот. Ну, потому что хотелось бы, конечно, с нуля такой проект разработать. Вот. Ну, понимаете, если я буду с нуля разрабатывать, то ну, ни в один ролик не поместится. Это очень долгая работа, как бы. Я только зашел, мне интересно, как ты систему оплаты сделал. Абай, в смысле, руками сделал. С нуля все полностью. Вот. Посмотри первую часть на канале, там видео было, там мы делали систему оплаты. Ну, по ссылке в описании можешь перейти посмотреть. Слушай, мне Future Slice дизайн не особо нравится. Честно, признаюсь, не особо. Сейчас посмотрю, что это такое. Но это не моя тема, честно признаться. Да, я видел эту тему, не знаю, я так прям в проектах мало ее видел, вот прям, не знаю, в каких-то публичных проектах, не знаю. Как-то не прижилось, на мой взгляд. Ну, может быть, я ошибаюсь. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Есть бэк с авторизацией, фронт с регистрацией и валидацией пользователей. Хочу писать крутой фронтенд, что-то вроде ERP, CRM и так далее. Что можно сделать как резюме? Так, а что, где, какой вопрос, я не совсем понимаю. Что значит, что можно сделать как резюме? Ну, какое резюме, не совсем понимаю. Что ты имеешь в виду? Надо пойти покушать? Портфолио для джуна, какие масштабы проекта нужны? Слушай, ну, сейчас все вокруг жалуются о том, что на джуна сейчас невозможно устроиться и так далее. Поэтому, если слушать этих людей, то, наверное, большие требования какие-то, вот. Просто люди, понимаешь, они приходят в сферу и думают, что тебе большие деньги легко зарабатывать здесь, вот реально. Ну, на самом деле, не так все просто. На самом деле, нужно мозгами немножко подумать. Вот. Поэтому я думаю, что нужен проект просто, который покажет твои знания каким-то образом. То есть на джуна, ну, вот, я не знаю. Ну, вот проект чуть послабее, где-то процентов 70-80 от того, что я сегодня написал, допустим. Это, наверное, джуна подойдет. Ну, сейчас высокие требования к джуну, реально. Поэтому берешь проект, который тебе по кайфу, и его реализуешь постепенно. То есть хороший модуль можно создать, чтобы хорошо можно было показать. Вадим, я все равно тебя не понимаю, ты на работу устраиваешься или что? То есть что значит, какой модуль можно показать? Кому показать? Для чего показать? Наверное, что, будем заканчивать тогда? Вот. Я 10 лет занимаюсь программированием.
Надеюсь, на YouTube будет нормальное качество, и мы сможем на платформу выгрузить, конечно, блин. Такой себе момент. О, DevCoding, привет, мы уже только что подзавершили. Только что подзавершили. Окей, ребят, ладно. Будем заканчивать, короче, собственно. Я всю информацию вам донес. На VS Code Option Escape. Ну, у меня, по крайней мере. Короче, я всю информацию донес вам, ребят. Всю информацию вам донес, да, по поводу проектов. Что дальше, я пока еще не знаю. Вот. Посмотрим, как зайдет этот проект, сколько вообще будет просмотров, несмотря на то, что как-то разбили на много частей и так далее. Ну, проект тяжелый, объективно. Короче, будем смотреть. Я пока ничего не могу сказать. В любом случае, ребят, будем смотреть, буду думать, что дальше делать на платформе, на сайте и в целом. В любом случае, вас ждут какие-то крутые изменения. Вот, это... еще, кстати, с понедельника, скорее всего, выйдет... Сегодня, да, понедельник? Короче, скорее всего, сегодня выйдет, может быть, завтра. Мой первый соло-подкаст на втором канале. В телеге сообщу об этом отдельно, где я расскажу про свою систему управления временем. Вот, про то, как я работаю кругами и так далее. Вот, на этом все, ребят. Все, спасибо всем, кто был в столь раннее утро. Вот, а я буду уже заканчивать. Все, проект мы сделали. Тайм-коды будут в ближайшее время. И также будут потом